культурный диалог в рамках Дней Республики Коми, проводимых в городе Москве. Организаторами конференции у нас выступило Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Национальная библиотека Республики Коми, при активном участии Сыктывкарского государственного университета имени Владимира Сорокина, отдела археологии археологической комиссии Института славяноведения Российской академии наук. Также при значительной поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения Российская государственная библиотека и при поддержке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудамино. Спасибо всем за поддержку и давайте непосредственно начинать. В самом начале нашей конференции я бы хотел сказать, что главная цель конференции – это наше коллективное осмысление процессов развития, сохранения, популяризации самобытной книжной культуры Севера России с участием научного сообщества и специалистов-практиков. Сегодня у нас будет пленарное заседание и состоится секционное заседание. После пленарного заседания у нас кофе-пауза, которая будет проходить вот в кафе рядышком. И также для участников сегодняшней конференции у нас запланирован обед, который пройдет в стенах этого же учреждения, только внизу вот при входе там чуть-чуть вниз. Вот. И давайте начнем. Я бы хотел обратиться ко всем участникам конференции. У меня есть приветственный адрес, который пришел который поступил из Министерства культуры Республики Коми. И я хочу вас поприветствовать от имени по поручению исполняющей обязанности министра культуры, туризма и архивного отдела Республики Коми Балмастовой Марии Алексеевны. И зачитать этот приветственный адрес. Уважаемые участники Всероссийской научно-практической конференции «Книжный Север России». Я приветствую вас на Общероссийском научном форуме, посвященном книжной культуре русского севера и приуроченному к столетию Республики Коми. В конференции принимают участие ученые, сотрудники музеев и библиотеки северных регионов России и ее столицы Коми. Коми, Карелии, Архангельской области, Санкт-Петербурга, Москвы. Такова география участников этого научно-практического мероприятия. Русская книжная культура сказала существенное влияние на культуру народов, проживающих на территории России. Например, Республика Коми вплетена в свою самобытную культуру, традиции, переносимые на Северную землю русскими просветителями, исследователями и переселенцами. Именно Север России сохранил для потомков интереснейшие образы русской рукописной книги. Значительная часть из них хранится сегодня в центральных фондохранилищах России. Комплексное рассмотрение проблем формирования, изучения, обеспечения сохранности и доступного книжного наследия Севера России в рамках сегодняшнего форума – важнейший шаг в воссоздании региональной истории культуры и традиций в общероссийском контексте. Благодарю Национальную библиотеку Республики и Российскую государственную библиотеку и библиотеку, сегодня сказать, иностранной литературы. Можно я уже так сегодня? Мигель вас называет. Библиотека иностранной литературы, просто иностранная. Иностранная, да, все верно. Вот. За помощь в организации и проведении форума совместно с Министерством культуры, туризма и архивного дела. Желаю вам успехов и плодотворной работы. Балмастова Мария Алексеевна. И второй приветственный адрес, который пришел, это правительственная телеграмма. Она пришла в наше учреждение в городе Сыктывкар. Коллеги мне с утра отправили копию. Это приветствие от депутата Государственной Думы 7-го созыва, члена фракции «Единая Россия», председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Севастьяновой Ольги Викторовны. В этот юбилейный год мы вспоминаем все достижения Республики Коми и жителей в летописи нашей малой Родины. Это всего лишь век, на протяжении которого предыдущие поколения многие вложили в процветание нашего региона и еще больше предстоит сделать. На территории нашей республики исторически проживают разные нации и народности, которые всегда находились и находятся в диалоге друг с другом. Этот диалог проявляется не только на социально-экономическом уровне,
но и в первую очередь культурном. Культура объединяет не только нас, жителей нашего региона, но и нас, граждан России, в одно целое. Желаю вам плодотворной работы и установления новых историко-культурных связей в рамках проводимой конференции. Ольга Викторовна Севастьянова. Наверное, аплодисменты и там как-то мы проснемся, а то еще вдруг не все проснулись. Вот. Такие, знаете, наверное, виртуальные поздравления, очень приятные, очень трогательные, они завершены. И сейчас я хочу пригласить и передать микрофон заместителю генерального директора по международному и межрегиональному сотрудничеству Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудамино Паласия Мигелю Михайловичу. Мигель, пожалуйста. Спасибо большое. Я тоже примощусь за прекрасной трибуной. Спасибо, дорогой Алексей Анатольевич. Мне очень приятно участвовать в этой конференции, в этой встрече. В первую очередь потому, что у меня сложились личные очень и профессиональные связи, отношения с Республикой Коми. Тут я не могу не отметить большую роль до недавнего времени министра культуры, туризма, архивного дела Сергея Витальевича Емельянова, который получил высокое назначение в северной культурной столице, но я уверен, сохраняет тесные связи со своим родным регионом. И побывав первый раз в июле прошлого года в Коми, сразу как только стало возможным после снятия карантинных самоизоляционных ограничений, конечно, я влюбился в этот регион и в первую очередь в людей. Потому что, да, красивая природа, очень интересная история. Тогда у нас была конференция в Усть-Цильме, вот Наталья Алексеевна помнит прекрасное мероприятие, интересные и культура, быт, такой полиэтнический регион, но в первую очередь это люди. Мне посчастливилось в августе прошлого года там же побывать, второй раз уже в Сыктывкаре, а совсем недавно нашу библиотеку иностранной литературы, несколько месяцев назад, посетил Алексей Анатольевич. У нас сразу зародилась целый план, дорожная карта проектов. Но такие встречи бывают очень часто рабочие, но далеко не всегда они потом реализуются в какие-то конкретные результаты. Вот Национальная библиотека Республики Коми – это счастливое исключение. У нас намеченный весь наш план, мы идем по нему строго по тому расписанию, которое мы наметили. А в одном из проектов я расскажу чуть позже, связанном с культурно-просветительским туризмом. Но мы очень рады, что смогли оказать вам какую-то посильную поддержку и в этих мероприятиях, презентации книжных сокровищ Республики Коми, принять участие, во-первых, в этой конференции, потому что я участвую не сам по себе, а от имени нашей библиотеки иностранной литературы, а в пятницу, 4 июня, будем очень рады принимать вас на нашей площадке в Иностранке с презентацией вот интереснейших книг, которые недавно вышли. Проведем встречи с авторами, пообщаемся, будут и дипломатические представители тех стран, которые особенно сотрудничают с Республикой Коми, которые у вас бывают. Так что библиотека иностранной литературы, хотя и специализируется на иностранной литературе, у нас более 140 языков представлены в нашей коллекции, но традиционно большое внимание уделяет развитию регионального сотрудничества. Потому что для нас очень важно содействовать библиотекам в регионах нашей страны, огромной страны, в развитии международных контактов и, в свою очередь, учиться у этих библиотек сохранению локального культурного наследия. Это очень и очень важно. Того наследия, которое, собственно, и составляет эту многоэтническую, многорелигиозную, многокультурную мозаику, которая является Российская Федерация. И, конечно, Республика Коми, я говорю это абсолютно объективно, не потому что мы здесь собрались на мероприятии этого региона, является одним из флагманов такого регионально-общенационального развития и библиотечного дела, представления своей культуры, потому что есть что представлять, на очень высоком уровне, достойном самых значимых международных площадок. Но библиотека иностранной литературы всегда будет рада вам в этом помогать. Спасибо. Спасибо большое, Мигель. Коллеги, я хочу еще сказать один момент. У нас сегодня ведется запись нашей конференции.
а также с помощью вот этой камеры у нас производится трансляция всех выступлений, которую можно смотреть всем жителям республики, в том числе читателям Национальной библиотеки. Трансляция размещается и выводится на сайт Национальной библиотеки. Также нас сегодня смотрят все наши коллеги из муниципальных библиотек, кто к нам присоединился. Поэтому для всех коллег я также передаю слова приветствия отсюда из Москвы. И мы продолжаем. И я хочу представить слово для приветствия доктору исторических наук, директору Института языка и литературы, коми научного центра Российской академии наук Игорю Любомировичу Жеребцову. Игорь Любомирович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, друзья, всегда приятно присутствовать на конференции, где обсуждаются самые разные интересные сюжеты, но сегодня, с моей точки зрения, особенная конференция, потому что она посвящена книге. Книга – это, наверное, то, что объединяет всех. Она объединяет не только работников библиотек, работников культуры, ученых, писателей, всех-всех-всех, особенно людей старших поколений, таких как я, вот, значит, которые с детства воспитывались именно в такой книжной среде. Сейчас времена меняются, но книга, слава богу, никуда не исчезает. И вот особенно приятно в этой обстановке находиться. Я сейчас, пока было время, с большим удовольствием посмотрел такие книжки моего детства и что-то новое. И мне очень нравится, что вот сама атмосфера нашего собрания, она располагает вот именно к такому вдумчивому, немножко ностальгичному рассуждению о различных сторонах книжной культуры Севера. Я посмотрел программу и еще раз убедился в том, что действительно здесь сошлись интересы многих специалистов, многих исследователей, самые разные сюжеты, и литература, и фольклор, и история, и многое другое. Поэтому я с большим удовольствием здесь сегодня присутствую. Я поздравляю вас с этим замечательным событием. И, пользуясь случаем, еще хочу передать приветствие от депутата Государственной Думы, доктора исторических наук Алексея Егоровича Заглебина, с которым мы вчера обсуждали разные вещи, и который, познакомившись предварительно с программой, просил тоже пожелать всем успеха. Мы с Алексеем Егоровичем, наш коми научный центр и Удмуртский научный центр, он является не только депутатом Государственной Думы, но и научным руководителем Удмуртского института истории языка и литературы. И, естественно, сотрудничаем в том числе и в вопросах, которые рассматриваются сегодня на конференции. Поэтому всех поздравляю с этим праздником книги. Успехов. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Любомирович. И, коллеги, давайте приветственные слова открытия конференции, я думаю, можно считать конференцию открытой, да, и давайте переходить непосредственно к пленарной части. И я приглашаю за эту трибуну Морозова Бориса Николаевича, это кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии Института славяноведения Российской академии наук, с темой доклада «Собирание и изучение книжных сокровищ Севера России в XIX-XXI веке». Спасибо. Спасибо. Ну, нас археографию, археологии, в общем, часто называют, но, в принципе, это совершенно одно и то же. То есть там это ведение, а тут там логика, и описание, графия. Вот. Ну, я, во-первых, в какой-то степени все-таки могу передать и привет из археографической комиссии, которая вот фигурировать должна в наших
так сказать, документах даже, потому что мы вот 2 года назад на этом интермузее вот там, так сказать, с вашим предыдущим министром молодым подписали даже договор о сотрудничестве. Вот. И вот, наверное, это сегодня первое мероприятие, которое вот в рамках этого договора, значит, реализуется. И это очень хорошо. Но еще просто, ну, одно слово, что в Сыктывкаре я бываю очень часто, уже 35 лет, с 85-го года. Вот. Но занимаюсь я вот древнерусской книжностью, разной, так сказать, и печатной, и рукописной, и, и документальной, так сказать, уже истории, я источниковед, так сказать, вот археограф, да. И сегодня хотел вашему вниманию, вот как меня даже раскрасили, представить, значит, очень большая тема. Мы думали, как ее, значит, сформулировать, но она очень большая, но я все-таки какие-то интересные моменты, наверное, для вас постараюсь рассказать, а может быть и общепринятые, общеизвестные, которых я что-то, может быть, новое скажу. Да, пожалуйста. Вы знаете, а на экран нельзя больше, нет? У нас какие-то, по-моему... Не получается, да? Нет, мы можем... Ну, в общем, вот мне показалось, что как-то вот с самой древности можно начать именно в плане изучения. Именно в плане, вот, так сказать, открытия вот этой, так сказать, древней русской культуры, то есть вот самой древней нашей точно датированной книгой, всем хорошо известного Остромирова Евангелия. О, отлично! И вот такой интересный вот как бы, ну, контраст. Ну, про Евангелие, вот два слова в плане именно вот моей темы, то есть собирания, изучения. Я не буду говорить, что это такое, это бы самая древняя книга достаточно, да, что это шедевр книжной, так сказать, культуры мировой, и прошло, ну, 70 лет там после крещения Руси, и уже вот создали такой шедевр. Это была загадочная вещь, там влияние разных, даже и византийских, и, вероятно, значит, и, может быть, европейских. В орнаментике тут много миниатюр, это все известно. И вдруг мне показалось уместным сравнить это с еще более древней книгой, вот найденной в 2000 году в Новгороде в результате раскопок. Его называют Новгородский кодекс, но это, значит, текст из Псалтыри. И он, безусловно, древнее и по языку, и там есть даже дата 999 год, но может она задним числом написана, так тут от крещения вообще прошло. И уже вот есть эта письменная культура, ну, старославянская. Там были споры по поводу вот языка. Ну, просто я вот хотел даже называть, так сказать, людей, которых вот я хорошо знал, кто изучал. Ну, Остромира Евангелия, значит, там нашли у Екатерины, там где-то чуть не в гардеробе, там потом, значит, в 5 году император Александр отдал, значит, в публичную библиотеку, и вот там первые наши, так сказать, исследователи, там Оленин, ну, Ермолаев, там потом Востоков уже начал в 750 году готовить издание. И в конце концов, наверное, все-таки дошла, так сказать, может быть, и до, так сказать, вот, и для Сыктывкарской библиотеки большой тираж этого фактимильного издания. 15 тысяч экземпляров. Я вот посмотрел, это огромный тираж для такого роскошного издания, значит, 988 года, которое подготовил очень выдающийся, конечно, знаток древнерусской книжности Николай Николаевич Розов, с которым я был знаком очень-очень, так сказать, с студенческих, так сказать, лет. И он мне рассказывал, как он помнил еще Бычкова, то есть сына вообще этого знаменитого хранителя 19 века, то есть, и он это вот издание, значит, подготовил. А вот все-таки этот Новгородский кодекс связан, ну, вот я не боюсь сказать, вот, к сожалению, ушедшим 2 года назад, вот с гениальным, конечно, российским, так сказать, лингвистом, филологом, это Андрей Анатольевич Железняк. Вот я имел честь с ним работать в одном институте славяноведения. Ну, какие он
лекции вообще о новгородских грамотах читал, это было просто вот спектакль. Но здесь вот серьезнейшее изучение, проблема, опять же, значит, с этим языком, но он старше, чем Астромиров Евангелие. Пожалуйста, да. Я, к сожалению, вот так немножко, у меня слайдов там, да, 15, не знаю, если 2 минуты, значит, полчаса у меня вообще-то может быть. Нет, да? 25? Все. Ну, понимаете, ну как можно не показать еще вот шедевры? Ну, это что, север, это в Новгород, там были споры, ну, про Астромирова, ладно, но это-то уже определенно новгородского происхождения, тоже в плане ну, вот, темы, значит, собирания, изучения, уже другая, так сказать, проблема, даже такая вот, так сказать, собирательская, так сказать, коммерческая, как некий крестьянин, а нам еще в лекциях читали в истории архивном, что вот древнейшую книгу, она 4-й по порядку, Архангельское Евангелие, сейчас 4-е, нашли где-то там чуть не за печкой, и какой-то, значит, архангельский крестьянин привез там в Москву знаменитому такому, ну, богатому, очень известному собирателю, купцу Большакову, и он начал вот какую-то коммерцию предлагать в этот наш, где мы находимся, вот, Румянцевский музей, хотя это было, может быть, нет, это было уже здесь, да, конечно, здесь. Что-то, значит, туда, потом отвез опять в Петербург, потом все-таки вернул в Румянцевский музей, и вот, конечно, это тоже предмет, так сказать, изучения, исследования, вот середины 19 века, опять же, вот последнее, ну да, я уже не стал, конечно, картинки делать, это очень любопытная история, вот одно слово, сделали не просто факсимильное издание, такой муляж вот этого Архангельского Евангелия, может быть, кто-то, ну, хотя бы изображение видел, и очень интересная история. Вот когда я работал в архиве древних актов, описывал огромную коллекцию, вот этот муляж положили среди рукописей. Ну, знаете, вот архивисты, там, может быть, не специалисты по книгам, вот так, ну, там переплет так был воссозданный, вот эти вот ремни переплетения, ну, все-таки мы ее, значит, выделили в библиотеку. Ну, и, конечно, вот это, так сказать, тоже много раз воспроизводившийся, ну как без него, без Сильвестровского сборника, это все, ну, естественно, Новгород. Это, не, ну, конечно, не очень понятно архангельское, хотя считается, есть гипотезы, что тоже в неком монастыре, но это все, конечно, север, который Великий Новгород в это время всю эту территорию занимал, в том числе, так сказать, и нашей, я говорю, республики Коми. Да, пожалуйста. Вот, и, значит, вот все-таки где-то вторая половина 19 века, конец, это уже создание фундаментальных описаний рукописей. И, значит, вот самое известное, это описание, значит, Соловецкого монастыря, рукописи, собрание, которое попало вот в Казанскую духовную академию. И вот все-таки, значит, вот, конечно, вот эти две крупнейшие библиотеки, значит, Соловецкая, в итоге оказалась тоже в национальной библиотеке, ну, в публичной, и Кирилловская библиотека, конечно, самые колоссальные библиотеки, все-таки вот уже в конце 19 века были вот в государственном хранении, это очень важно, исследователи исследовались, естественно, а это все, конечно, север. Вот, и вот Кирилла Белозерского ведь нету описания фундаментального всего собрания, это огромное, так сказать. Хотя, ну, а там ведь это монах Ефросин, который за Донщина и все прочее, и этого есть в трудах отдела древнерусской литературы. И, конечно, вот не мог я не вспомнить, конечно, Викторова, ведь это его черновые заметки, то есть человек, вот, так сказать, ездившие, так сказать, по России, обследовавшие многочисленные хранилища, вот опять же, это уже там вторая, ну, даже конец 19 века, и вот посмертно все-таки вот издали его коллеги, вот его эти заметки, это наша была, ну, для всех археографов, это, конечно, настольная книга. Между прочим, этот экземпляр из библиотеки Архангельской духовной семинарии. Вот, ну, я это взял, конечно, в интернете, да. И вот с Виктором связана, так сказать, такая очень моя недавняя, ну, сыктывкарская тема. Благодаря вот его
его, так сказать, такому вот сообщению с многочисленными, ну, в первую очередь, конечно, священнослужителями, там, и с монастырями, вот ему из Великого Устюга прислал, значит, такой заслуженный там, значит, иерей, поэму о Стефане Пермском, вот, которую я 2 года, 3, наверное, уже 4, знаете, вот сейчас эти годы, вот благополучно издал, это 40-е годы 19 века, вот она здесь хранится, была даже описана, и интересная переписка между ними, значит, вот идет этим, значит, священником Поповым, и автор этой поэмы тоже Попов, и в конце концов издал, и вот в журнале даже «Арт» она, Павел Линеров, опубликовал. И это, конечно, вот там самые ранние, это действительно это поэма, причем поэма такая вот как бы, ну, не народная, в общем-то, ну, не профессиональная, потому что он там есть и с Пушкиным какие-то, ну, отдельные пересечения со сказками. И «Конек-горбунок» он прямо упоминает, который только что вышел, а главное, это самая ранняя запись мифов о Стефане Пермском, причем совершенно новых, некоторых фантастических. Да, и вот благодаря Виктору, пожалуйста, да. Ну вот я вот сразу перехожу, так сказать, к нашей современности, то есть к тем людям, которых я тоже хорошо знал, хотя они ушли. И вот, конечно, это классика. Понимаете, для своего времени, вообще вот для 77 год, не очень-то у нас как-то вот монастырскую культуру изучали. Но не в этом дело, что книжка, конечно, новаторская, абсолютно новаторская, и Маргарита Владимировна Кукушкина, с которой я вот тоже с этих времен был знаком, она написала, конечно, вот такую, ну, фундаментальную, как образцовую монографию. Одно, и там монастырские, там же, значит, и значит, другие библиотеки, там и библиотековедение, и источниковедение, и все что угодно. И вот, так сказать, да, долго, я же помню, что вот 70-х годов они это уже готовили, рукописи Архангельского собрания, но здесь только, конечно, ранние рукописи, но это все равно вот как все-таки библиотека Академии наук издает такие фундаментальные образцовые вещи, это вот мои коллеги, вот об Амосах я еще там несколько слов скажу. Да, пожалуйста. Да, ну и, конечно, нельзя без Владимира Ивановича Малышева, что, конечно, были экспедиции до революции, так скажем, были экспедиции. Ну как, это не экспедиции, это были частные поездки, хотя и от Академии наук Средневский ездил, кое-что собирал. Ну, они вот, большинство вот этих археографических экспедиций, вот, ну, нашей комиссии образованной, они собирали, конечно, больше документы, хотя Строев там кое-что себе, значит, там даже вырезал на памяти, потом составлял свои сборники, но, конечно, все-таки вот Владимир Иванович вот создал нашу вот эту полевую, как мы ее потом называли, и в конференциях обсуждали, археографию. Значит, ну, не буду все... За свой счет он аспирантом 30-е годы поехал в Усть-Цильму, всем, так сказать, нам известную, и мне тоже с некоторых пор, и обнаружил, что, казалось бы, ездили туда как бы не экспедиция, ездили комиссионеры, ну, скупщики. Давно ездили, интерес к книгам был, к рукописям большой, купцов было старообрядцев много, платили большие деньги и что-то вывозили. И вот думали, что там уже осталось. Ну, пожалуйста, дальше. Вот, итог был его совершенно вот замечательная книга, вот просто я вот ее купил в Москве, я просто вот счастлив. Где-то вот давно-давно вот вдруг попало, значит, какой-то букинистический там магазин в Москве, да. Это такая тоже классика, пожалуйста, да. И вот тут уже надо, и очень мне вот приятно, что я вот с этими людьми, так сказать, просто давно дружу и общаюсь, которые продолжили дело Владимира Ивановича, это вот Татьяна Федоровна Волкова, профессор Сыктывкарского университета, вот организуются эти мяндинские чтения, вот это ее монография, круг чтения печорских крестьян, и вот просто дальше. Ну, вот как знакомые все много-много лет лица, это вот такая, значит,
кому-то здесь, может быть, известная лаборатория Сыктывкарского университета. Она была археографической, фольклорной. Сейчас, конечно, уже больше фольклорная, хотя там некое новое уцелемское собрание там было. Да. Ну, Татьяна Федоровна, значит, кто из Сыктывкара, все знают. Да, пожалуйста. Это вот, да, ну вот тут никак, как вот, так сказать, все-таки вот мои, так сказать, моя работа, но она важна в таком методическом плане, что рукописи надо описывать все подряд, потому что исследователи берут какие-то себе, так сказать, интересующие их там темы, так сказать. Ну, в основном это филологи, ну, естественно, историки там изучают рукописи, но смысл, то их надо описывать подряд. И в один прекрасный, так сказать, мой приезд в Пушкинский дом, где вот Владимиром Ивановичем создано было древлехранилище, которое носит его имя, я решил, а главное это благодаря любезности моих там друзей, вот они мне принесли все рукописи 15 и 16 века из Тюремского собрания, которые не попали вот в эту книгу, потому что это богослужебные рукописи. Тоже ведь были вот проблемы, казалось бы, не исторические, то вот не надо было много богослужебных рукописей, значит, помещать вот ту, что монографии, то есть это, ну, это называется сборники. Ну, в общем, вот псалтырь. И вот датирована она была концом 15 века. Я там все датировки проверил, причем я проверял по тем филиграням, да, которые Владимир Иванович указывал. И вот идет некая запись маргинальная. Это обычно бывает там какие-то исправления в тексте, ну, может быть, даже кто-то видит, что ее вообще прочитать-то нельзя. А можно дальше, да? Так она написана наоборот, ну, как бы кверх ногами. А оказалось, это совершенно вот, ну вот, маленькая, одна строчка, а целая, вот, так сказать, история. То есть это история, большая история взаимоотношения Новгорода, а рукопись, естественно, новгородская. И по моим, так сказать, какая тут гипотеза? Это не то, что попадало к старообрядцам уже там в 18 веке и там и дальше, то, что они там покупали уже из центра, рукописи уже ходили вот так вот кругами. А это, вероятно, из первого приезда, вот, значит, 16 века, вот эти, значит, образование слободы. Почему? Потому что это отрывок. Понимаете, а иначе она бы... Зачем им какой-то отрывок где-то когда-то уже с какого-то там другого места? Это отрывок псалтыри. Да там одна тетрадь, 17 страниц. Это просто вот с 16 века она так затерлась, ну куда-то ее там, значит, видимо, вставляли, и она не пропала. И что там написано? Великому князю Борису Александровичу. Это проба пера, но это проба пера, это послание известнейшему, так сказать, деятелю, который то с Новгородом воевал, то, так сказать, то за Новгород там с Москвой. Но это феодальная война середины 15 века. Вот, ну, можно вот четко, если перевернуть кверх ногами. То есть это древнейшая книга, вот, происходящая с территории Республики Коми. Значит, Пушкинский дом, Институт русской литературы. Пожалуйста, да. Я это в мянинских чтениях опубликовал. Ну вот Александр Александрович Амосов, конечно, которому можно было посвятить, и была посвящена конференция 2 года назад. Вот только 2 года назад ему исполнилось, значит, 70 лет, там, в 18 году. И это вот я взял ту фотографию, которая будет уже в готовом, уже отданном в печать, оказавшимся таким толстенным, там больше 600 страниц вот материалов этой конференции. Естественно, это, так сказать, северная книжность. Ну что, Амосов, так сказать, он ездил в экспедиции. Ну, во-первых, мы с ним учились вместе в истории картины, я его знаю всю жизнь. Он был старше меня, уже был аспирант. Это кружок такой, ну, настоящее научное общество, которое, значит, Сигурд Оттович Шмидт организовывал. И он был знаток вот и документов, и книжности, и истории. И вот после своих экспедиций он понял, что надо не только, значит, ездить, смотреть и что-то брать, а надо описывать, пожалуйста. И вот, так сказать, такие вот яркие, так сказать, переплеты. Причем я вот
видите, две темы. Потому что книжные сокровища – это не только древность, о чем я знал, что я сейчас скажу. Это, кстати, хорошие художники, профессиональные из Вологды сделали. И это для того времени, 80-х годов, с 82-го года мы это ездим, с 83-го, и уже это сразу стали издавать благодаря замечательным. Тут, понимаете, вот сошлось, так сказать, местная, так сказать, инициатива очень важная. Это профессор Петр Андреевич Колесников, заслуженный, в общем, выдающийся, конечно, ученый, и вот организаторские способности, научные Александра Александровича Амосова, беспрецедентная программа описания всего. То есть всех музеев, и начали мы с районных музеев, и вот за 3 года мы проездили, а область большая, все районные музеи, значит, все рукописи, все кириллические книги, все гражданские печати, а там были такие библиотеки, о которых даже никто не представлял. Это все было описано, и главное, это сразу издавалось. Это все, так сказать, вот такое вот советское, как бы, вот последнее время, ну, может быть, ну, все менялось. Но это просто были у Петра Андреевича Колесникова ученики, там, так сказать, начальство, ну, прям самое большое там. И это, конечно, тоже было вот, прям вот так нас, так сказать, стимулировало, что 15 томов издали. Знаете? Ну, 15 это с областным музеем. Это с областным музеем, который потом уже, так сказать, постепенно сотрудниками музея частично описывался. А это такая вот бригада, 3-4 человека, вот приезжали мы в музей и описывали все. И тут вот, опять же, про вот это, так сказать, новое время, про сокровища, совершенно неожиданное, значит, вот 2 таких вот именно. Это Кирилло-Белозерский монастырь. Вот я говорил, что из него это вот огромное рукописное собрание давным-давно вывезли. А оказалось, что печатное собрание это 300 томов 17 века и 400 18. Понимаете? Никто даже примерно не ожидал, что там могут так столько сохраниться. Причем этот 17 век такое имело вот значение, что он просто был нечитанный из печатного двора. Это тоже, кстати, очень важные вот связи, которые были и до этого. То есть печатного двора из Москвы, вот печатный двор от Екатеринославской историко-архивный институт, им привозили не просто обязательные экземпляры, а что-то даже слишком много, там по 10 экземпляров, не только богослужебные, а какой-то чети, там, богословской. И представляете, вот 1-2 такие вот затертые, остальные просто нечитанные 17 века. И нам, значит, вот сотрудницы такие вот стопки приносили, сколько могли принести, и мы вот все это, конечно, описывали. Это потрясающе. А насчет вот светской библиотеки, это, конечно, вот несколько историй, и это Великий Устюг. У нас никого нет сейчас, по-моему, представителей, да? Не было в программе, по-моему. Это вот, это, значит, действительно интеллигентного человека, ну, как бы из местных, так сказать, жителей, Булдаков, значит, это вот деятель российско-американской компании, конец 18-го, ну, больше начала, и у него библиотека несколько сот томов сохранилась, книг 18-го, начала 19 века. А уж там такую вот историю, я, конечно, это вообще, так сказать, никогда, я это возвращаюсь к этому, и такой, так сказать, вот опять мой тезис, что ну, меня особенно, собственно, в книжности, в том числе, все вместе интересует владельцы книг. В принципе, сейчас, конечно, это вот там записи, мы должны его обязательно отмечаться, но мало просто записи, я начинаю их изучать. И вот, занимаюсь я вообще историей там и дворянства, и посада, и 17 века, это моя диссертация, это не книжная, а как раз вот в частных архивах. И вот в городе Вытегра, значит, стоит храм 19 века, огромный, а колокольня у него вообще. Так вот, по легенде нам сказали сотрудники музея, значит, что директор какой-то, значит, каких годов, там, не знаю, 30-х или там послевоенных, спрятал дворянскую библиотеку 18 века. Понимаете, ну, потому что это, ну, там, могли мало ли, или куда-нибудь увезут,
Или вообще скажут, а это нам не нужно, зачем нам это, какая-то культура, потому что там, так сказать, все-таки не так много было их имений. В общем, и тут я фамилии встречаю мне знакомые. Лесковы, ну, не писатели, родственники, а известные, ну, у меня малоизвестный род, это смоленские помещики, которым дали землю в Белозерском уезде после смуты. И Бердяевы. Представляете, вот когда читаешь эти книги, сидя, а куда он спрятал? Наверху в этой колокольне. Наверху там такая ответственная лестница, как мы, можно сказать, с риском для жизни туда двигались. Пожалуйста, да. Вот. Ну и вот, так сказать, вот эти, так сказать, беспрецедентная, конечно, вологодская эпопея, или как угодно, вологодская, так сказать, ну, программа мы ее называли, вологодская, она, конечно, была идея так распространить, конечно, на регионы. Ну вот, значит, с Республикой Коми Александр Александрович туда, значит, с конца 80-х, и я с ним, значит, тоже ездил. Собственно, наверное, вот это вот как-то особенно меня, так сказать, туда укоренило, в Сыктывкар. И я не поместил, было первое издание 87-го года, да, или 88-го, по рукописям университетской библиотеки. Тут есть у нас представители? Тут вы, да? Ну, вы знаете, да? Вот, небольшая такая книжечка. И был уже сделан музей. Вот где в музее, я тоже ведь работал. Это, значит, там тоже конец 80-х. И вот начались 90-е годы. И главное, она уже прямо потом нам показывали, прям макет был сделан этого издания. Вот не хватило там финансирования, а главное какого-то энтузиазма. И Александр Александрович там вообще пошел в таком направлении уже общественной работает. Вот. И вот с какого там 2000-х годов, да вот лет 5 я начал готовить опять это к печати. Ну, тут уже, может быть, так сказать, немножко изменились подходы, потому что все-таки мы при такой работе, вот такой, понимаете, вот вахтовой, в этих музеях, конечно, не могли делать вот такое описание, которое как бы камерально сидят. Ну, филиграни мы, просто невозможно было их описывать, но мы их, естественно, учитывали для датировок. А здесь вот 5 лет я сидел в музее, и вот это прекрасное, так сказать, издание вот вышло. И опять же, оно же ведь начинается там, рукописи, там есть одна, собственно, 15-го рубежа, 16-го, там 3 17-го, 18 и 19 век до середины 19 века. И что там в конце, как бы вот в конце последние номера? Это дневники, это даже какие-то записки. Вот жители, так сказать, Усть-Сысольска и Старого Усть-Сысольска и Сыктывкара, вплоть до такого альбома школьницы 40 во время войны она записывала. А стихи-то у нее такие, можно сказать, там частично старорежимные. Ну и там, кто Лермонтов очень, Пушкина мало почему-то копировали. Вот эти вот школьные песенники, дневники. Не дневники, в смысле альбомы, вот просто альбомы стихов. Наклеивала переводные картинки, но это безусловно памятник. Безусловно памятник. И уж могу я похвалиться, что мой сын потом по этой теме там написал работу, ну потому что там самый последний номер — это дневник сестры моей бабушки 20-го года. А ей подарили этот альбом, причем это интересно. Это значит тетрадь, сделанная, это фабрика Сумкина, Вологодская, дореволюционное, так сказать, пищебумажное изделие. В 20-м году никаких новых не было. Ей на свадьбу подруга подарила вот тетрадь. Написала там 5-6 песен, причем одна очень интересная революционная песня, неизвестная. Вот, а потом это, значит, вот эта тетя моего отца, она известная деятельница комик-культуры, это Анна Андреевна Заболоцкая, потом она жила в Москве, она начала писать сама такие краткие, даже не воспоминания, дневник, а мужа, который прошел там Первую войну, работал в военкомате, начальником был в Усть-Сысольске, воспоминания, вот как-то она его стимулировала написать.
я это вот отдал, это последний номер, значит, и сын мой все-таки об этом что-то такое, значит, написал. Вот, дальше, да, я заканчиваю, да. Вы знаете, ну, просто вот два слова, я об этом много говорил, да. Понимаете, ну, как без этих, так сказать, открытий уже много раз, так сказать, мной, там, даже, может быть, очень много, моим коллегой, профессором Симоновым, ну, это новый прорыв, так сказать, в изучении пермской азбуки. И опять же началось это, вот с находки вот этой роскошной орнаментика, балканский стиль на Вычегде, на Лене, там, знаете, это самая дальняя вообще какая-то вот, северо-восточная книга, вот в таком роскошном, нашлась в архиве древних актов, детективная история, лежала не на своем месте, поэтому запись ее была просто неизвестна ученым. Ну и все, да. И оказалось это, значит, пишут для отца, усть-вымского дьякона конца 15 века, которые вот два человека не просто знали пермскую азбуку как тайнопись в конце 15 века, они, естественно, знали ее как древний язык. Пожалуйста, еще последнее, да, все. И вот уже действительно, ну, простите, но мировое открытие, что Стефан создал, я уже дальше тут не стал, в общем, он создал при создании азбуки, он распределил 9 букв единицы, следующие 9 десятки, потом сотни, а сотни с хвостиком – это сотни тысяч. До миллиона можно было считать. И это нумерация тетрадей. Вот никто никогда об этом вот не писал. А это тот же писец, но в другой рукописи, тоже вот этот Васюк. Все, спасибо за внимание. Я вас вопросы мы, Можно сейчас задать, если давайте есть. там кратко, на любой, да, какие угодно. Даже можно и не по этим, так сказать, Я картинкам. думаю, при кофе-паузе. Да, пожалуйста, да, я сюда кладу. Спасибо. Да. Спасибо большое, Борис Николаевич, за столь удивительный доклад. Да, и мы продолжаем дальше. И я приглашаю к микрофону Житневу Анну Михайловну, книжной памятник Севера России, Национальной электронной библиотеки. Это кандидат исторических наук, нет его у нас, да? Вы здесь, да? Да, здорово. Начальник отдела научно-методического обеспечения работы с книжными памятниками Российской государственной библиотеки. Пожалуйста. Спасибо. Не кричи. Прошу прощения, да. К сожалению, у нас коллеги, получается, не видели презентацию. Сейчас мы пытаемся сделать... Можно сделать демонстрацию экрана. Нет, у нас в программе нужно. У нас коллеги, которые... Видно? Теперь? Уважаемые коллеги, друзья, очень рада видеть всех сегодня собравшихся здесь. И очень благодарна организаторам за возможность участвовать в таком замечательном знаковом мероприятии. Борис Николаевич содержательно рассказал нам об археографических традициях, об археографических экспедициях. Конечно, это та тема, которая моему сердцу исследовательскому очень близка. Жизнь наша движется вперед, и у нас есть новые инструменты для познания и у наших любознательных читателей, и у юных исследователей, и у краеведов, и у исследователей, занимающихся рукописным наследием. И у нас есть много ресурсов. Национальная электронная библиотека и отдельный... Будьте добры, пожалуйста, первый слайд. Спасибо большое. И отдельный раздел этой национальной электронной библиотеки, который так и называется – книжный памятник. Над наполнением этого раздела мы работаем уже 3-й год, работаем активно, напряженно и работаем, на мой взгляд, не зря. Хотя бы прошлый год, когда пришлось нам остаться в замкнутом пространстве, когда мы были с вами ограничены в передвижениях,
Этот ресурс помог, ну, вот, мне, как исследователю-рукописнику, например, помог не остановить некоторые из направлений моих исследований, воспользовавшись вот этим самым ресурсом. Что это за раздел? Что такое вообще книжные памятники? Вот Борис Николаевич как раз говорил очень мудрые слова, когда упоминал о письменных источниках, практически современных, 20 века, не побоюсь этой даты, и даже 21 века. Коллеги, должна вас порадовать, книжные памятники в ближайшее время приобретут фактически уже законодательно закрепленный статус, расширяющий границы этого понятия. Если сейчас книжные памятники официально по всем законодательным моментам и нормативно-правовой базе и федерального уровня, и по подзаконным актам, это рукописные книги и экземпляры печатных изданий, причем по хронологическому критерию рукописные книги все, без исключения, вплоть до конца XVIII века, экземпляры печатных изданий сейчас отечественные до 1830 года, зарубежные, то есть изданные на тот момент за пределами Российской империи, до 1700 года, то в ближайшее время эти критерии меняются. И хронологические критерии для рукописных книг, да, то есть, безусловно, все рукописные книги до конца XVIII века относятся к книжным памятникам. Печатные издания, опять же, все до 1830 года, не только отечественные, но и зарубежные, но по социально значимым критериям. Теперь не только все рукописные книги древней традиции 19-20 веков относятся или могут быть отнесены к книжным памятникам, но и вообще рукописные книги по принципу уникальности обоснованно могут считаться книжными памятниками и будут ими считаться. И плюс к этому мы получаем новую категорию документов, которые могут быть отнесены исключительно по социально значимым критериям, книжным памятникам. Это иные документы. Казалось бы, довольно объемное, размытое понятие, но это дает нам свободу маневра. Коллеги, мы можем с вами трактовать как книжный памятник не только книгу, да, не только экземпляр печатного издания, но и фотодокументы, архивные документы, те самые содержательные источники, которые позволяют нам не забыть не только древнюю историю, но и ту историю, которая была 100 лет назад. Это важный для нас с вами сегодня рубеж. Это те даты, которые позволяют нашей памяти оглянуться на, казалось бы, недалекое прошлое, погрузиться в него, прочувствовать его, проследить весь вектор развития и региона, а главное людей. Все то, что мы с вами исследуем, все то, что мы изучаем, сделано людьми, замкнуто на людей, антропоцентрично. И вот этот самый цифровой ресурс, Национальная электронная библиотека и раздел «Книжные памятники», будьте добры, следующий слайд, пожалуйста, позволяет нам удовлетворить запросы и исследователей, ученых, которые могут обратиться к цифровым образом рукописных книг, к цифровым образом славянской кириллической книги, к другим источникам информации, которые оцифрованы, находятся в небе, но не просто в большом небе, да, большой неб включает уже больше 5 миллионов изданий оцифрованных. Раздел «Книжные памятники» поскромнее по своей вместимости пока. Да, каждый год в этот раздел попадает чуть больше 8 тысяч экземпляров оцифрованных рукописей, оцифрованных экземпляров печатных изданий, но и иных документов тоже, например, рукописные карты.
Как мы понимаем официально, это не рукописная книга, но и не печатное издание. Это та самая возможность, да, вот термин, о котором я уже говорила, иной документ. Казалось бы, рукописная карта, предположим, 18 века, да, есть интереснейшая коллекция рукописных карт 18 века в собрании Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки. Это исключительный по своей информативности источник. Как иначе? Очевидно, что это книжный памятник. До недавнего времени официально он таким считаться формально не мог. Теперь, благо, наши законодатели дают нам возможность расширить, да, эти границы, и вполне закономерно рукописные карты тоже в наш раздел в книжные памятники Национальной электронной библиотеки разместить. Но, конечно, это раздел не только для исследователей, не только для ученых, это раздел и для многочисленных наших любознательных читателей, которые, будьте добры, следующий, пожалуйста, слайд, которые могут найти много интересного для себя в разных тематических разделах этого портала «Книжные памятники НЭПа». Сейчас 16 тематических разделов, которые существуют там, наполнены неравномерно. Наибольший интерес с точки зрения нашей с вами сегодняшней тематики и с точки зрения истории края, и с точки зрения книговедения, и с точки зрения формирования фондов библиотечных, с совершенно разных сторон, да, для раскрытия совершенно разных тем мы можем с вами погрузиться в разные тематические разделы. Конечно, о некоторых из них я скажу еще сегодня подробнее. Конечно, славяно-русские рукописные книги – это тот раздел, который позволяет нам работать с цифровым образом рукописи, находясь не в архиве, находясь не в рукописном отделе той или иной библиотеки, а благополучно в своем кабинете за компьютером. Конечно, ничто не заменит исследование ревизии. Это даже не обсуждается, да, это совершенно однозначно так. Но цифровой образ дает нам возможность, и, например, Борис Николаевич продемонстрировал нам, воочию мы увидели, как можно одним нажатием клавиши на компьютере перевернуть страницу рукописи, прочитать ту приписку на нижнем поле, которая в неудобном виде для обычного читателя расположена, да, потому что это проба пера, действительно, начало эпистолярного послания. Для нас это не составляет труда. Но, конечно, весь образ книги мы можем восстановить только если мы работаем с книгой вживую, в хранилищах, в архивах, в библиотеках. Важные разделы для познания регионов. Памятники печати региональных типографий России. Конечно, мы, сотрудничая с коллегами из региональных библиотек, очень ждем этих материалов. Это новый раздел, он существует только с прошлого года, и некоторые библиотеки уже приняли активное участие в наполнении этого раздела. Это те самые книжные памятники, которые демонстрируют активность местных типографий, которые только начинали свою работу в XIX веке, в начале XX века, в советское время. Это и репертуар книжный, который эти типографии производили, да, в советское время, в начале 20-х, 30-х годов. Конечно, это предсказуемый репертуар, но он не менее интересен и для краеведа, и для историка книги и книжного дела, и для историка края. И, конечно, это тоже один из новых разделов, ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории России. Потенциал этого раздела велик.
коллеги, мы очень ждем, что и Национальная библиотека Республики Коми тоже поучаствует в наполнении этого раздела. Сейчас у нас Национальная библиотека Республики Карелия приняла уже в прошлом году участие в наполнении этого раздела, и он, конечно, важен для того, чтобы продемонстрировать историю развития письменности, в том числе и в советское время, да, и вот этот активный толчок, который, несмотря на все сложности 20-30-х годов, в научной сфере был дан для обеспечения письменностью те языки, носителями которых были малые народы. Вот фактические свидетельства, те самые книжные памятники, изданные на языках малых народов, и цифровые копии этих самых произведений как раз находятся в разделе «Ранние издания на национальных языках». Книги Императорского дома Романовых и русская книга гражданского шрифта – это два огромных раздела, наполненных разнообразной информацией, о них скажу еще чуть позже. И, конечно, географические карты России. Этот раздел мы продолжаем наполнять и расширять, прежде всего силами Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, но, конечно, и силами региональных участников тоже. Будьте добры, пожалуйста, следующий слайд. Надо сказать, что сведения о каждом книжном памятнике, который находится в Национальной электронной библиотеке и в разделе «Книжные памятники», лаконичен. Но для того, чтобы получить более развернутые сведения о каждом из книжных памятников, можно воспользоваться ссылкой на реестр книжных памятников. Тоже не могу сказать, что это исчерпывающая библиографическая информация, но, по крайней мере, ссылки на каталоги, ссылки на литературу, все необходимые стартовые сведения для начала, продолжения и усиления поиска и для исследователя, и для начинающего исследователя, студента, и для любознательного читателя. Там есть, воспользовавшись вот этой схемой перехода в реестр книжных памятников, можно недостаток информации восполнить, если этот недостаток информации ощущается, и если читателю нужно не только сам цифровой образ книги, не только получение информации из источника, но и получение информации об источнике, что важно, когда речь идет об исследовании книги и истории книги. Будьте добры, пожалуйста, следующий слайд. Я уже сказала несколько слов об этом тематическом разделе «Географические карты России 17-го, первой половины 19 века». Сейчас в этом разделе уже 339 оцифрованных рукописных и печатных документов. И обращаю ваше внимание на то, что это не только генеральные карты России. Это и карты регионов, и даже планы городов. И человеку, заинтересованному в получении информации о северных регионах, очень любопытно можно проследить вот эту зафиксированную, задокументированную, закартографированную историю освоения края. Какие-то регионы труднодоступны, обозначены на более ранних картах схематично, полумифически. Эти данные уточняются, как только мы с вами, мы понимаем, что работая с цифровыми документами, мы можем воспользоваться опцией увеличения, мы можем воспользоваться возможностью рассмотреть детально те фрагменты, которые мы не смогли бы с вами рассмотреть невооруженным глазом, работая с естественным источником, да, в самом хранении. Мы не должны с вами заставлять хранителей приносить нам все новые и новые источники, количество которых ограничено. Мы можем с вами переходить от одного источника к другому и прослеживать вот эту тенденцию развития
освоения региона и фиксации этих данных почти от мифических до вполне реальных, детализированных и высокоинформативных. Следующий слайд, пожалуйста, будьте добры. Буквально 2 слова, поскольку время у меня истекает, о самых объемных разделах книги гражданского шрифта XVIII первой четверти XIX века и о разделе книги Императорского дома Романовых. Я недаром объединила 2 этих раздела. Обращаю ваше внимание, первый раздел понятен, да, это источник информации и книжный репертуар обозначенного периода. Что же такое книги Императорского дома Романовых? Это оцифрованные экземпляры из дворцовых библиотек, из личных библиотек царской семьи, из библиотек великих князей и так далее. И это потрясающий срез книжной культуры того времени. Конец XIX, начало XX века, практически весь книжный репертуар, и среди этих книг масса книг по естественно-научным дисциплинам, по техническим дисциплинам, по военному делу, по краеведению. Там не только художественная литература, там не только подносные экземпляры, красиво украшенные, там масса сведений о разных уголках нашего Отечества и потрясающе глубокие сведения о севере Российской империи. Будьте добры, следующий, пожалуйста, слайд. Об этом разделе я уже сказала достаточно подробно, и я очень надеюсь на содействие регионов. Вот коллеги улыбаются, да, мы действительно трудимся усердно над темой книжных памятников и в рамках национального проекта «Культура» в части оцифровки книжных памятников над наполнением как раз и этого тематического раздела. Будьте добры. Мне кажется, что после блестящего выступления Бориса Николаевича этот тематический раздел можно оставить без комментариев. Скажу единственное, да, уже более 900 оцифрованных пергаменных и бумажных рукописей в этом разделе размещено не только из фондов Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, но и из фондов региональных библиотек. И здесь, конечно, огромный пласт старообрядческой литературы, много оцифровано уже и из фондов РГБ. Можно воспользоваться этими источниками в своих научно-исследовательских и познавательных целях. Будьте добры, пожалуйста. Я благодарю вас за ваше терпение, за ваше внимание и призываю вас не только обращаться к всевозможным современным цифровым источникам информации, но и изучать благодаря этим цифровым возможностям книжные памятники Севера, историю книжной культуры Севера. Спасибо вам большое. Можно вопрос? Борис Николаевич хочет задать. Да, о чем я просто не успел сказать, о современных именно вот тенденциях книжности. Короче говоря, вот замечательные книжные памятники Архангельского севера. А ваша вот база, она вот как-то с ними может сочетаться? Там у них вот есть целый виртуальный музей. Это чудесно. Для того, чтобы попасть в Национальную электронную библиотеку, в этот раздел, нужно с нами связаться, и мы расскажем, как это сделать. А вот, то есть, нет, а если вот не связываться, а просто... Не связываться с нами. Нет, если просто там вот у вас есть какой-то список таких вот региональных, вот таких баз данных на книжность. Просто список сделайте, чтобы ссылки были там. Очень хорошая идея. Действительно, мы можем такое сделать, учитывая, что мы основываемся на нашем многострадальном реестре книжных памятников. Да, это была бы очень хорошая идея и хороший проект.
них же там еще есть так красиво звучащее «Явить миру сийское сокровище». По разным хранилищам они Отлично. собирают сийские вещи. Отлично. Вот Это все уже давно, замечательно. Да. несколько лет. Да, это известно. Ну, и еще хотел такой вопрос. А с президентской библиотекой как вы? Она же ведь тоже копирует много. С президентской библиотекой мы активно сотрудничаем. Они действительно получают и собирают в своих фондах цифровые образы книг. Да, физическая коллекция небольшая. Но мы, как 3 национальные библиотеки, конечно, плотно взаимодействуем. Спасибо. Спасибо вам большое. Коллеги, все, вопросов больше нет. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. И давайте продолжать. Я хочу сейчас пригласить за эту трибуну доктора теологии, заместителя генерального директора по международному и региональному сотрудничеству Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Паласия Микеля Хайровича с темой «Книжные сокровища Коми в международном культурном туристическом проекте святыни неразделенного христианства». Спасибо. Ну, второй раз уже за этой трибуной, за сегодняшний день. Буду максимально краток, потому что у нас еще несколько выступающих, а нет пультика переключать. К сожалению, Хорошо, я будем вывод, да? ручным режимом, так даже лучше. Культурный маршрут святыни неразделенного христианства – это сейчас один из приоритетных международных проектов библиотеки иностранной литературы, который мы осуществляем по поручению Министерства культуры Российской Федерации. С 2017 года ведется работа над этим маршрутом. Он реализует этот проект в рамках программы Совета Европы «Культурные маршруты», который действует с 1987 года как средство путем культурно-просветительского туризма осветить значимые для нескольких, по меньшей мере, нескольких европейских стран темы из области истории и культуры. В 1987 году первый такой маршрут был сертифицирован, это знаменитый паломнический маршрут Сантьяго де Компостела к мощам Святого Якова в Испании. По нему проходит огромное количество людей каждый год. И до сих пор, хотя уже около 40 культурных маршрутов в Совете Европы было сертифицировано, этот маршрут Сантьяго де Компостела остается самым популярным, самым известным. А темы, которые охватывают культурные маршруты Совета Европы, самые разные. От европейских кладбищ до мест жизни и деятельности знаменитых писателей и других деятелей культуры. Следующий. Когда в 2017 году Министерство культуры России поставило перед библиотекой иностранной литературы как центром международной культурной деятельности федерального уровня, основным центром международной культурной деятельности в России, задачу войти в программу «Культурные маршруты» Совета Европы, потому что Россия участвует в нескольких культурно-туристических проектах Совета Европы, Ганза, еще несколько, но свой проект никогда не предлагала. И вот когда была поставлена задача, собственно, российский проект создать, мы задумались, какую же тему можно было предложить. Как раз прошло совсем немного времени со дня исторической встречи, со дня исторической встречи на Кубе в Гаване между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Папой Римским Франциском. Вы наверняка помните эту встречу, было такое знаковое событие межхристианских отношений, вообще международных отношений. И предстоятели двух самых крупных церквей говорили о том, что это в первую очередь такая символическая встреча, что никогда ее не было между предстоятелем Русской Православной и главой Римско-католической церкви. Но ее нужно наполнять конкретным содержанием после этой встречи, после подписания декларации, которая тоже содержала такие общие принципиальные вопросы. Поэтому, раздумывая о том, чему посвятить, собственно говоря, наш российский культурный маршрут, мы приняли решение в развитии вот этой встречи патриарха Кирилла и Папы Франциска сделать тему этого маршрута главной, сконцентрироваться на тех религиозных, а в первую очередь культурных
памятников России и других европейских стран, которые составляют общее христианское значение. Для меня эта тема особенно важна, потому что мне посчастливилось участвовать в организации этой встречи и быть переводчиком патриарха Кирилла с русского на родной для папы Франциска индийца по происхождению испанский язык. Можно следующий слайд. Министерство культуры России и изначально с момента рождения самой идеи и сейчас, и, надеюсь, и в будущем оказывает всестороннюю поддержку нашему проекту. Но подчеркну, это не только российский проект, потому что принципиально для всех культурных маршрутов Совета Европы очень важно, чтобы они охватывали по меньшей мере 2-3 европейские страны, и чтобы тема, собственно говоря, была значимой для значительного числа стран Европы. Но согласитесь, что христианская культура это та тема, которая объединяет все европейские страны. К сожалению, сейчас во многих странах Западной Европы вообще само понятие христианства, роль христианства в рождении, формировании, развитии европейской цивилизации несколько стирается. Ну, по понятным причинам, увы. И поэтому особенно важно, что Россия, которая, безусловно, остается одним из столпов христианской цивилизации, вот выступила с таким проектом, который напоминает, что корни Европы именно в христианской культуре. Наш проект не затрагивает каких-либо, можно следующий слайд, богословских, теологических, ни в коем случае вопросов. Это именно культурно-просветительский маршрут, который апеллирует к христианской тематике. В наш маршрут могут войти группы объектов, 4 группы объектов. В первую очередь, ну, конечно, учитывая, что оператором маршрута стала библиотека, это старинные книжные рукописные коллекции до 1700 года, которые связаны со святыми общехристианскими, то есть жившими до разделения церкви на западную и восточную в середине XI века, или связаны также с межхристианским диалогом. То есть все то, что через культуру, через литературу объединяет разные христианские конфессии. Второе – это музейные собрания, тоже, которые касающиеся той же темы общехристианских святых или межхристианского диалога. Третий – это очень важно, я считаю, особенно то, что мы говорим о культуре в первую очередь, а не о религиозном, не о теологических вопросах. Это места жизни и деятельности деятелей культуры, которые внесли вклад в развитие межхристианского диалога, то есть взаимодействия между разными христианскими конфессиями. Но примеров довольно много. 200 лет отмечается великому нашему писателю, в честь которого названо это прекрасное пространство, Федор Михайлович Достоевский. Когда папа Франциск встречался с президентом Владимиром Путиным, он показал ему книгу Достоевского и сказал, что я считаю, что каждый человек, который хочет стать католическим священником, должен прочитать Достоевского. И я говорю вам это не потому, что президент России, потому что действительно я так думаю. Это, конечно, Достоевский – это универсальная фигура в духовных поисках. Николай Васильевич Гоголь, который вдохновлялся не только русской православной культурой, но и католической культурой, живя в Риме, в Италии. И таких примеров именно деятелей культуры, которые внесли большой вклад в развитие взаимопонимания между христианами Запада и Востока, очень и очень много. И в России, в разных регионах России, и в странах европейских. И четвертая группа объектов – это наиболее значимые с исторической, культурной, духовной точки зрения храмы и монастыри, которые связаны с общехристианскими святыми или где хранятся чтимые мощи и иконы таких святых. Можно следующий. К объектам маршрута, учитывая, что это туристический проект, и все-таки помимо того, что он носит научно-культурный характер, а вообще принципиально подход Европейского института культурных маршрутов к тем маршрутам, которые могут быть поданы на сертификацию, это то, что это не только туристический проект, не просто вот список точек, каким-то кратким описанием. Тут тебе монастырь, тут тебе место жизни Гоголя, здесь еще что-то. Очень важно, чтобы у этого культурно-туристического проекта была научно-исследовательская программа и культурно-просветительская программа. В первую очередь ориентирована, конечно, на молодежь, на университетскую молодежь. То есть ключевая константа самого понятия культурный маршрут Совета Европы – это даже не туризм, а культура и просвещение.
ну, немножко больше, чем научно-исследовательская составляющая. Если посмотреть те 40 культурных маршрутов, которые за время существования этой программы были сертифицированы, у них, у большинства, увы, больше развита как раз туристическая составляющая, потому что ими занимаются, ну, специалисты в области туризма. У нас все наоборот. Можно следующий слайд. Оператором маршрута стала библиотека иностранной литературы. На базе библиотеки учреждена ассоциация святыни неразделенного христианства. И абсолютное большинство членов этой ассоциации святыни неразделенного христианства – это культурные институции. Одной из первых вступила в нашу ассоциацию Российская государственная библиотека. Мы подписали соответствующий меморандум с Владимиром Валерьевичем Дутой, генеральным директором. И один из лучших маршрутов, который был разработан, более глубоко, тщательно продуманный, это маршрут, подготовленный в отделе рукописей как раз Российской государственной библиотеки. Так называется «Святыни разделенной церкви» на страницах рукописи. Он размещен на сайте нашего проекта. Также среди наших членов ряд других библиотек: Российская национальная библиотека, университеты, культурные центры не только России, но и европейских стран, Словакии. Есть, естественно, несколько туристических организаций в Испании, но именно тех, которые специализируются на культурно-просветительском туризме. А сейчас на культурный туризм только в России приходится до 60-70% всех маршрутов. Потому что люди устали от такого бессмысленного отдыха со стаканчиком мохито на пляже. Да, это тоже хорошо, но все-таки очень многим людям хочется, чтобы и в процессе отдыха была какая-то интеллектуальная работа. Действительно, спрос на культурный туризм, на культурно-просветительский, культурно-образовательный сейчас очень и очень высок. Среди также членов нашей ассоциации несколько региональных министерств культуры и туризма, в частности, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Можно следующий. Точкой отсчета нашего маршрута логически стала библиотека иностранной литературы, где он, собственно говоря, и зародился. В нашем собрании у нас не так давно, в декабре, открылся мультимедийный центр редких и старинных книг вселенной Гутенберга. Вот есть две инкунабулы 15 века, как раз которые входят, отражают концепцию маршрута святыни неразделенного христианства. Следующий слайд. Сайт нашего проекта, здесь можно посмотреть оформление маршрутов. Третий Рим Николая Чудотворца — это наиболее значимая с исторической и культурной, в первую очередь, точки зрения храмы, монастыри Москвы, Подмосковья, где хранятся мощи чтимой иконы Николая Чудотворца, и в Словакии и Чехии наследие Кирилла и Мефодия, те святые, которые, конечно, являются знаковыми для всех стран славянской семьи, места, связанные не только с их жизнью, служением, просветительским, не только миссионерским, а в первую очередь просветительским и местами их почитания в Словакии и Чехии. Можно следующий слайд. Уже Национальная библиотека Республики Коми нам направила предложение для создания тематического маршрута в рамках концепции святыни разделенного христианства на территории региона. Вот два из них. Культурный маршрут путешествия под покровительством Николая Чудотворца. Вообще Николай Чудотворец у нас задействован во многих маршрутах в рамках нашего проекта, учитывая, что это, конечно, самый почитаемый общехристианский святой, самый известный. И второй — это книги веры и верности. Конечно, там значительный пласт — это старообрядческая литература. Можно следующий. Сейчас наша приоритетная задача Ассоциации святыни неразделенного христианства — это сертификация маршрута в Европейском институте культурных маршрутов. Как и в любой официальной организации, это огромное количество документов, причем переведенных на английский язык. И очень важные критерии, которые предъявляются к сертифицирующимся маршрутам, это, подчеркну, опять же, не только наличие, собственно, маршрута в разных странах Европы, объединяющих вообще несколько европейских стран, такой, как вы видите, у нас уже есть, но и проведение мероприятий культурно-просветительских и научно-исследовательских, экскурсий, разработка фирменного стиля и так далее, и так далее. До 31 июля мы готовим
подачи заявки на сертификацию. Она рассматривается 10 месяцев. Впервые, повторюсь, Россия будет участвовать в таком довольно амбициозном проекте, который имеет общеевропейский уровень. Действует этот институт на базе Совета Европы. Центр его находится в Люксембурге. Надеемся, что удастся этот маршрут сертифицировать, а также Республика Коми и ряд других северных регионов уже являются частью нашего проекта. Но сама подача на сертификацию, даже собственной сертификации маршрута, работа над ним ни в коем случае не заканчивается. Он должен продолжаться, развиваться. Европейский институт культурных маршрутов, который предоставляет сертифицированным маршрутам свой стиль фирменный, свою всяческую поддержку, возможность участия в мероприятиях общеевропейского уровня, следит за тем, как этот маршрут развивается. Поэтому будем очень рады новым партнерам. В рамках нашего проекта формируется научный совет, который именно призван с научно-методологической, с контентной, содержательной точки зрения содействовать развитию этой тематики. Согласитесь, что общехристианское, культурное, в первую очередь, книжное наследие, точнее, я бы сказал, наследие общехристианского значения, я бы сказал так, общехристианского и общеевропейского, это очень важное и благодатное для проработки содержательной и для продвижения на российском и международном уровне тема, которая может стать таким культурным международным лицом России. Поэтому будем очень рады новым партнерам, сотрудничеству. Только сообща можно воплотить эту задачу. И еще раз признательность Национальной библиотеке Республики Коми за такую активную включенность в проект. Спасибо. Спасибо большое, Микель, за столь, вроде бы, как бы необычную подачу. То есть мы к книге привыкли относиться как к некому, к чему-то такому сокровенному, доброму, что можно держать в руках, читать, но никогда еще не было попытки с помощью книги развить туризм. То есть это замечательная такая идея, такая история. Это как раз наверное, проникновение, вхождение в самую суть культуры региона, в ее традиции. А мы продолжаем, и я приглашаю за трибуну Пырнышу Ольгу Валерьевну, заведующую отделом основного хранения фондов Национальной библиотеки Республики Коми, кандидат филологических наук, с темой доклада «Книжный фонд Сысольской общественной библиотеки 1937-1988 годов и его роль в формировании историко-культурного и литературного потенциала региона». И содокладчик у вас, да, вдвоем получается, да? Рыжова Елена Александровна, доцент, заведующий кафедрой журналистики Института гуманитарных наук Сыктывкарского государственного университета имени Екатерина Сорокина, тоже кандидат филологических наук. Пожалуйста, Ольга Валерьевна. Добрый день, коллеги. Мой доклад посвящен одной из ранних страниц истории именно Национальной библиотеки Республики Коми. Значимым явлением, пробуждавших умственную жизнь провинции и приобщавшим провинциальных городах к формам культурной жизни, существовавшим в столицах, является формирование в XIX веке Института публичных библиотек. На европейском севере России первые публичные библиотеки были открыты в 1833 году в губернских Архангельске и Вологде. Они были открыты во исполнении циркуляра Министерства внутренних дел от 5 июля 1830 года, согласно которому губернаторам и губернским предварителям дворянства предлагалось обеспечить библиотеки помещениями, назначить попечителей, библиотекарей и составить правила пользования книжным фондом для читателей. Однако мы с вами понимаем, что потребность в чтении испытывали не только жители губернских городов. Подтверждением тому является организация в 1837 году по инициативе местных жителей библиотеки в самой отдаленной глуши Вологодской губернии, как тогда называли Усть-Сысольск. В первой половине XIX века это был маленький городок с населением, не превышавшим 3000 человек.
Он не являлся ни крупным промышленным, ни крупным торговым центром, но получение в 1780 году Уссурийском статуса административного центра, крупнейшего и самого отдаленного уезда Вологодской губернии и последовавшее за этим формирование административного аппарата, в состав которого входили как местные жители, так и прибывавшие на службу чиновники, увеличение населения, постепенное торгово-экономическое развитие территории как раз и привели к образованию новых культурных и интеллектуальных потребностей, обновлению общественной жизни. Можно говорить о том, что здесь началось активное формирование локальной культуры и локального самосознания. Ведущая роль в деле создания и поддержания деятельности библиотеки принадлежала частной инициативе. Прежде всего, ярким личностям из числа местного чиновничества и купечества, среди которых следует назвать дворянских заседателей Андрея Попова и Варлаама Суровцева, уездного стряпчего Николая Попова, городничего Ивана Шульца, купцов Матвея Новоселова, Василия Скалепова, Михаила Лапкина и других. Исследователь истории края Павел Григорьевич Доронин также говорит о том, что активную роль на первоначальном этапе в становлении Уссурийской общественной библиотеки принимал также Николай Иванович Надеждин, который с июля 1837 года по январь 1838 года находился в Уссурийске в ссылке. В отличие от губернских городов, где к середине XIX века уже существовали статистические комитеты, отделения российских научных обществ, архивные комиссии, в Уссурийске именно публичная библиотека стала как раз местом притяжения местных сочинителей и краеведов-любителей из числа местных чиновников, духовенства и купечества. Такое положение дел вполне объяснимо. Свою сопричастность к культурной, литературной и общественной жизни России местная интеллигенция ощущала через чтение лучших образцов отечественной литературы и материалов передовой общественной мысли. Библиотека на протяжении полувека оставалась единственным научно-исследовательским и культурным центром нашего города и вообще, можно сказать, края в целом. Вокруг публичной библиотеки Уссурийска произошло объединение сообщества людей с литературно-центрическим сознанием. Как отмечают исследователи, литературоцентрическое сознание признает литературу, цитата, в качестве исчерпывающего источника и средства интеллектуального общения, видит в ней единый, общепонятный, истинный способ выражения своих отношений к действительности и тяготеет к признанию ее не только второй, но скорее даже первой реальностью, по крайней мере, реальностью более правильной, нежели сама жизнь. Для характеристики литературного поля, в котором как раз и формировались уссурийские краеведы и литераторы, важным становится обращение к составу, имевшей хождение на территории края литературы. И как раз наиболее репрезентативным отражением выдававших в Уссурийске и на территории его уезда книг, рукописей и периодических изданий и является фонд Уссурийской общественной библиотеки. Состав фонда на протяжении нескольких десятилетий деятельности библиотеки формировался под воздействием профессиональных, культурных и исследовательских предпочтений ее членов-учредителей и подписчиков. Об этом я еще сегодня как раз и скажу. Проведенная нами реконструкция состава фонда публичной библиотеки позволила увидеть весь спектр литературных и научных образцов, на которые могли ориентироваться уссурийские авторы и краеведы. Как мы выяснили, книжный фонд был разделен на 21 отдел. Основную его часть занимали периодические издания, это более трети фонда. Также отдел романов, повестей и сказок, это 16% фонда, книги по истории, 1/10 часть и географии 6%. Широкое представительство в фонде книг по вопросам законодательства, официальных и регламентирующих документов было обусловлено профессиональными интересами ее членов-учредителей и подписчиков из числа судебной и полицейской администрации уезда. Можно назвать такие имена, как окружной начальник Хамантов, уездный стряпчий Делакторский, Иванов.
Наличие собрания языковых словарей связано с лингвистической деятельностью члена-учредителя Николая Павловича Попова, передавшего в фонд книги из своей личной коллекции по окончании многолетней работы над русско-зырянским словарем и учебником по языкам. В фонде находились печатные издания и рукописи, отражавшие различные аспекты христианской веры, философские сочинения, справочники по естественным наукам, месяцесловы, календари и еще многое-многое другое. Провинциальный читатель, пусть и с некоторым опозданием, но знакомился с признанными сейчас классическими произведениями, входившими в то время в круг чтения жителей губернских и столичных городов. Достаточно широко в библиотечном фонде были представлены многотомные сочинения и отдельные произведения уже зарекомендовавших себя русских писателей, в том числе и книги, вышедшие в серии «Полное собрание сочинений русских авторов» Смиргина, известное издание. Да? Взыскательному сысольскому читателю были доступны отдельные произведения российских литературных авторитетов XIX века. Русская поэзия была представлена творчеством Пушкина и Жуковского, драматические сочинения произведениями Фанвизина, Островского, Гоголя, осмысление уссысольцами актуальных проблем общественной жизни, рассматривавшихся русской литературой, происходило по образцам русской прозы Гоголя, Помяловского, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Гончарова и других. Начало 1850-х годов отмечено в читательской среде уездной столицы устойчивым интересом к исторической литературе. Библиотечный отдел истории включал книги известных русских историков Устрялова, Костомарова, Иловайского, Бестужева-Рюмина и других. Уссысольцы имели возможность познакомиться с главными фигурами сражений Отечественной войны 1812 года, а через приобщение к мемуарной литературе взглянуть на события глазами их участников. По нашим наблюдениям, наиболее востребованными у граждан были исторические романы. Провинциальный читатель знакомился с исторической прозой в ее лучших европейских образцах. Достаточно значительно было представленное произведение Вальтера Скотта и Виктора Гюго, и имел возможность сравнивать с ней творчество отечественных исторических беллетристов Ложечникова, Загоскина, Вельтмана, Полевого и других. Были востребованы историко-авантюрные произведения Зотова, авантюрно-любовные сюжеты на историческом фоне Калашникова, Любецкого, Зряхова, мировописательные романы Булгарина и других. Одним из свидетельств популярности массовой литературы является как раз их плохая сохранность. Это вот буквально затертые до дыр странички этих книг, очень сильно потрепанные переплеты и многочисленные читательские маргиналии, как на самих страничках, так и на форзаце, где уссысольский читатель пытался выразить свое отношение. Во многих случаях это был просто восторг от той или иной книги. Уссысольским читателям, краеведам и бытописателям был доступен целый ряд образцов путевой прозы, позволявший получить сведения о достопримечательностях, быте и нравах народов из стран Востока, Африки и Европы. В библиотечном фонде были представлены публикации материалов ряда научных экспедиций по территории России, а также за ее пределами, которые были организованы и профинансированы Российской академией. Были представлены и отчеты о результатах научных экспедиций по европейскому северо-востоку. Фонд библиотеки отражает большой интерес ее основателей к краеведению. Нами выявлено, что в фонде было собрано 284 ценных рукописи. Они представляют собой важные этапы истории и культуры Коми-края XV-XIX веков. Это создание Пермской епархии, возникновение и развитие коми-письменности, основание города Уссысольска и деятельность виднейших представителей коми-культуры и литературы. Также среди рукописей были актовые материалы, песцовые и сотные переписные книги, ревизские материалы XV-XVIII веков по Ялинску и его уезду. Отражением читательских потребностей жителей Уссысольска является собрание периодических изданий. Это был один из наиболее востребованных разделов фонда, поскольку во второй половине 60-х годов XIX века на него приходилось около четверти всех читательских требований. Здесь был представлен весь спектр общественно-литературных журналов первой половины XIX века. Уссысольскому читателю были доступны издания, представлявшие различные идейные течения того времени. Следующий, пожалуйста, слайд.
В целом, следует отметить, что политика комплектования Уссурийской общественной библиотеки была нацелена на формирование универсального библиотечного фонда, позволяющего удовлетворить различные запросы читателей. Библиотечный фонд отражал как общественные потребности горожан, так и узкоспециальные запросы отдельных читательских групп. На протяжении полувека Уссурийская общественная библиотека, наряду с Вологодскими губернскими ведомостями и деятельностью Русского географического общества и Вологодского статистического комитета, являлась одним из ключевых элементов системы, благодаря которой осуществлялась литературная и краеведческая деятельность в небольшом уездном городе. Учредители и подписчики Уссурийской общественной библиотеки имели самое непосредственное отношение к формированию уссурийского литературного текста XIX века. Нам удалось определить круг из 18 авторов, родившихся или проживавших долгое время в Уссурийске, чьи литературные опыты появились на страницах губернской и российской прессы в период с 1838 по 1908 год. Каждый из них опубликовал по нескольку литературных материалов, посвященных вопросам истории, географии, этнографии Коми края. Как раз ими и был сформирован корпус уссурийского литературного текста XIX века, состоящий почти из 100 произведений. Одной из центральных тем публикаций уссурийских авторов явились вопросы быта, уклада жизни и традиций местного населения, представленные преимущественно в жанре путевого, исторического и этнографического очерка в литературных опытах Евгения и Василия Кичиных, Легонта Арсеньева, Александра Попова, Михаила Михайлова, Павла Кокшарова и других. Заметное место в уссурийском тексте XIX века принадлежит рассказам о том или ином конкретном месте или населенном пункте Зырянского края. Как мы с вами понимаем, что наиболее многочисленная группа произведений таких, конечно же, касается Уссурийска. Например, материалы Петра Богданова и отца и сына Кичиных. И получается, что именно авторы, подписчики Уссурийской библиотеки на страницах региональной и российской прессы и формировали образ уездного города Уссурийска как раз для всех остальных, для остального населения России. Высоко оценивались ими общественная и культурная жизнь. Следующий, пожалуйста, слайд. Отличительной чертой уездного центра, показателем его столичности, как неоднократно отмечали авторы, и своеобразным мерилом уровня культурного развития города являлась деятельность Уссурийской общественной библиотеки, неоднократно упоминавшаяся в сочинениях местных авторов, а также становившаяся темой отдельных публикаций ее учредителей и подписчиков Красных, Попова, Берга, Арсеньева и Кичина. В качестве очагов культуры этого крайнего городка, откинутого чуть не к полюсу, это еще одна цитата из одного из произведений, рассматривались местными авторами чиновничий клуб и местные театральные постановки. Следующий, пожалуйста. Освещая тему уездного Уссурийска, местные авторы неоднократно обращались к жанру исторического очерка. Призыв вологодских губернских ведомостей к осмыслению прошлого и настоящего Зырянского края, ориентация российских и региональных научных обществ на сбор этнографического материала способствовала обращению уссурийских авторов прежде всего к вопросам быта населения края, рассмотрению местных промыслов, описанию обычаев и поверий народа Коми. Следует отметить присущий местным литераторам источниковедческий подход к созданию материалов. Многие исторические очерки базируются на подлинных документах, собранных в фонде Уссурийской общественной библиотеки. Особенно это характерно для публикаций Евгения Кичина, Степана Мельникова и Павла Кокшарова. Наиболее ярко путевой очерк отражен в литературных опытах Александра Попова в описаниях суровой северной природы. Пробовали себя в данном жанре Степан Мельников, Василий Кичин, Легонт Арсеньев. Внимание авторов путевых очерков привлекают местные топонимы на зырянском языке, а сочинителей из купеческого сословия интересуют торгово-промышленные возможности посещаемых мест. Значимой для уссурийского литературного текста является тема христианизации зырян и осмысления образа Стефана Пермского. Это мы находим в произведениях Михайлова и Василия Кичина, а также обращение авторов к истокам духовного мира, народному поэтическому творчеству.
публикации Василия Кичина и Ивана Куратова. Таким образом, подводя итоги всего вышесказанному, я пришла к выводам, что одним из провинциальных культурных и литературных центров Северно-Русского региона XIX века стал Усть-Сысольск, жители которого приняли самое активное участие в осмыслении и ценностном упорядочении места. Создание и деятельность Усть-Сысольской общественной библиотеки неразрывно связано с процессом формирования усть-сысольского литературного текста XIX века в рамках северно-русской региональной литературы. Публичный книжный фонд библиотеки следует рассматривать как еще один, ранее широко не привлекавшийся учеными источник, характеризующий зарождение и развитие регионального литературного процесса. Репертуар публичного фонда следует рассматривать как историческое свидетельство общественных и культурных потребностей провинциального общества, как источник, характеризующий уровень вовлеченности населения региона в общероссийскую культурную и литературную традицию, а также как еще один аспект региональной книжной культуры. Спасибо. Вопрос есть. Борис Николаевич. У меня вопрос старый, как бы. Вы все-таки продолжаете эту работу по выявлению рукописей в Национальной библиотеке или ее просто надо публиковать все-таки, вот, хотя бы в интернете? Наш доклад совместный с Еленой Александровной Рыжовой, как раз Елена Александровна и занимается изучением рукописной части фонда библиотеки. Процесс идет, к сожалению, он длительный, что-то, что по возможности публикуется, но планируем, что будет публикация именно, в том числе и каталог именно рукописей. То есть одной из наших целей – это подготовка, Елена Николаевна сегодня еще будет говорить о нашем издании «Памятники книжной культуры Республики Коми», первый выпуск, который уже вышел энное количество лет назад. Так вот, один из выпусков, который будет, это будет как раз каталог рукописей, которые сейчас, в настоящее время, хранятся в Российской национальной библиотеке в отделе рукописи. Работа идет, публикации по чуть-чуть также публикуются. Спасибо, Ольга Валерьевна. Я приглашаю к микрофону Рыжову Елену. А нет ее, да? Нет, мы уже, кстати, перешли, да, это сейчас уже онлайн. Да, теперь, да, тогда я хочу пригласить, да, онлайн. Если мы идем дальше по сессиям, да? Нет, у нас еще Наталья Алексеевна. Вот Наталья Алексеевна. Все. И, слушайте, я с большим удовольствием хочу пригласить за вот эту трибуну давнего большого друга, также Национальной библиотеки, нашего партнера, доктора политических наук, кандидата экономических наук, заведующего лабораторией социально-педагогических исследователей, главного научного сотрудника Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, а также профессора кафедры государственно-правовых дисциплин Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина Михальчикову Наталью Алексеевну с темой доклада «Книготерапия и библиотерапия в профилактике и коррекции девиантного поведения. Итоги всероссийского исследователя». Тоже очень необычная, интересная тема. Спасибо, уважаемый Алексей Анатольевич, уважаемые коллеги, всем добрый день. Мне очень приятно здесь присутствовать в разном качестве. И, конечно, книжный север России, он многогранен. Но сегодня наша тема посвящена, и я хотела бы отдельно поблагодарить Алексея Анатольевича за приглашение и всех, кто выступал с пленарными докладами по очень разным направлениям потенциала Нижнего Севера и развития литературы, и библиотечного дела, и источниковедческой, и многих других направлений, потому что действительно к вопросу можно подходить и с точки зрения научного потенциала, культурного потенциала, образовательного, просветительского. Мой доклад больше посвящен тому, как сегодня книга и литература требуется и возможно именно как роль воспитательного потенциала и потенциала коррекционной педагогики. Тема для российской системы образования новая,
И Республики Коми не впервой. Когда-то с министром культуры, туризма и архивного дела Сергеем Витальевичем Емельяновым мы вошли в пилотный проект «Культурный норматив школьника». И нам было важно отработать модель, как, значит, при увеличении влияния культуры можно повышать и качество, и социализацию, и развитие, и воспитание, но главное образованность современного поколения наших детей. И этот пилотный проект завершился все-таки системными решениями межведомственными Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации. Так вот, нашей команде в дальнейшем была поставлена задача провести всероссийское исследование с большим обзором именно мирового опыта роли культуры в профилактике и коррекции современных трудных состояний наших подростков. Поэтому мы приняли эту задачу в 2019 году в Москве на базе Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, возглавив лабораторию, мы объединили научные и педагогические организации, которые в течение такого периода пандемии очень успешно собрали мировой опыт, определенные практики и какова все-таки в том числе исторические право России и российской педагогики образования, педагогики искусства сегодня за счет развития литературного творчества влиять на очень сложные новые вызовы, с которыми встречается наше поколение детей и подростков. Поэтому я постараюсь очень кратко, потому что по проекту как фундаментальному исследованию опубликовано много результатов и есть отдельные сайты, рассказать вам, особенно представителям Республики Коми, руководителей библиотечной сети, как мы можем сегодня развивать роль культуры, литературы в профилактической и коррекционной деятельности с подростками. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, задача была выявить педагогический потенциал средств художественного образования и культуры. Каких средств никто не знал, просто нужно было эти средства ввести в педагогику вообще и в систему образования, потому что книготерапия, литературное творчество, библиотерапия, музыкальная терапия, никто даже, собственно, и разницы не видел, понимали хип-хоп и рэп как нечто деструктивное, а не как высокое направление в культуре, которое при правильном педагогическом подходе может использоваться как методическое и психологическое решение. Поэтому первое. Исторический опыт, в том числе отечественный, основываясь на православной культуре, в свое время именно Россия была основоположником очень многих методических и педагогических решений в работе с трудными подростками, которые были многочисленны, тем более в период войн, в период Петра I, Екатерины, отработаны как практики. Но перейдя на трудовое воспитание, очень много ушло в архивы, поэтому со времен Ковалевского, Юшкова и прочих мы не могли найти описанных и возможных для внедрения сегодня методик, которыми можно пользоваться, работая с подростками, требующими особого педагогического подхода. Поэтому нужно было выявить и исторический опыт, и собрать существующий педагогический опыт, который есть в современной России, ну и, как я уже сказала, собрать мировой опыт. Следующий. Основа – это, конечно, погружение субъекта в среду совместной творческой деятельности и вот как раз выделение литературного творчества как направления в методах профилактики и коррекции мы сделали для того, чтобы, в общем-то, было на что опереться, собирая практики, которые есть в России. Следующий. Участие принимали все виды учреждений, это образовательные, специальные коррекционные, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа. Это по решению суда малолетние преступники у нас находятся на исправлении. И мы проводили серьезное наблюдение, какие практики, в том числе работы именно средствами литературного творчества, влияют на успешность в коррекционном и профилактическом процессе. Следующий слайд. Были выявлены, во-первых, существующие, наработанные, возможные для применения устойчивые методические и практические решения, когда именно средствами театральной педагогики, литературного творчества, музейной, танцевальной и другими видами действительно детей достают из очень сложных состояний разных видов девиантного поведения, которое тоже имеет свои особенности, в том числе делинквентное, если говорить о противоправном поведении подростков. Сегодня особую актуальность выявляют именно методы скрытых девиаций, которые не видны. То есть, помните случаи в Казани и многие другие, и даже когда в Республике Коми мы рассматривали причины суицида подростков, мы видели, что это абсолютно правильные, успешные семьи, в которых, к сожалению, к такой трагедии встречаются такие случаи. И анализируя каждый из них,
мы понимали, что можно было распознать и увидеть, а также помочь. И вот наша сегодняшняя встреча о роли книжного севера и вообще роли литературного творчества и книг как раз больше про то, как помочь, когда имеются не только явные, но и скрытые девиации подростков, которые только средствовали именно такого вида терапии, когда речь идет уже о психологическом и психиатрическом влиянии, но и, конечно, о открытых девиациях, которые сегодня методом литературного творчества, разными его направлениями, поправимы, если на местах профессионалы владеют этими методиками, и руководители библиотечной сети, которые сегодня с нами на связи, и профессионалы, которые работают в комиссиях по делам несовершеннолетних и выстраивают индивидуальную профилактическую работу, понимают, что такие методики есть, и ими можно и нужно пользоваться. Пожалуйста, следующий слайд. Наши коллеги, собрав вот именно больше мировой опыт, потому что он в Штатах, например, 30 лет систематически наблюдают, как та или иная технология, культура, искусство влияет на сложное состояние детей. В России такие исследования последние десятилетия не проводились, но собрав практику, мы увидели, что опыт есть в том числе достаточно продолжительный в некоторых учреждениях, где есть энтузиасты, есть профессионалы. И собрав прежде всего мономодальные и мультимодальные методы, мы также сформировали группу методов, назвав ее «Литературное творчество», собрав те виды практик, которые есть в нашей российской сети учреждений культуры и образования, и профилактики, коррекции в виде написания эссе, историй, искусство художественного письма, сказкотерапии, литературных игр, создание сценариев, сочинение в заданном жанре, это психотерапия используют. Это, конечно, поэзия, которая активно сегодня и помогает с такими состояниями нашим подросткам справляться. Мы собрали это сначала в виде методов. Но мономодальный, мультимодальный – это как совокупность по видам также раскрыты, подготовлены были патенты, это и все очень сегодня и доступная практика, можно посмотреть. А главное, что специалистам, педагогам, психологам, родителям и даже работникам культуры стало понятно, где они могут найти свое, собственно, партнерство вот в такой трудной проблеме профилактики, коррекции поведения подростков и трудных состояний. И смотрите, вот здесь, конечно, уже когда мы сформировали методологию, сделали ее по принципу и теории, и практики, которые есть в сети наших учреждений, мы собрали конкретные программы конкретных учреждений, которые конкретно имеют устойчивый положительный профилактический и коррекционный эффект. И был разработан навигатор по моделям, методам с выходом на практики конкретных учреждений, где можно познакомиться с носителем практики. Потому что как система в России только это формируется в образовании, а потому нужно было больше сначала найти, описать и предъявить. И вот сейчас начался курс, вчера, в День защиты детей, тотального повышения квалификации комиссии по делам несовершеннолетних и органов управления образованием по овладению современными практиками, в том числе литературное творчество как метод и как направление в работе с девиациями и коррекцией. Пожалуйста, следующий слайд. Речь о том, чтобы, имея арсенал и подготовив коллектив, очень не погруженный к партнерству, потому что мировой опыт интересный. Где-то зовут автора в работе с трудными подростками и преступниками, да, произведения, которые рассказывают, где-то избирают методологию, наоборот, построения сценария, где-то дают возможность читать рэп или писать рэп на основе произведений искусства. Потому что сегодня там сквернословие, вы знаете, мат вошел очень в молодежную среду агрессивно и очень трудно выводится из нее. Но вот рэп влияет на то, чтобы это было как-то с положительным результатом. Так вот, встройку можно делать в любом виде учреждения в основную деятельность образовательную, как мы это делали в культурном нормативе школьников, в основные образовательные программы, как модуль включали, да, начальная школа. Или как внеурочная деятельность, или когда уже в школе или в специальном учреждении требуется индивидуальная программа через арсенал средств вида девиации и опыт подбора тех или иных средств в особенности, выбирается технология. Пожалуйста, следующий слайд. И, конечно, здесь можно будет познакомиться с литературным творчеством
театральным искусством, которые наиболее рекомендуются под методы когнитивного переструктурирования, эффективной социальной навыки и в целом работают на повышение уровня социальной адаптации. Но следующий слайд. Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что технология подбора комплексирования методов, конечно, требует для начала изучения, да, а какие методы литературного творчества могут работать и работать на тот или иной вид девиации. Поэтому мы, следующий слайд, сейчас проводим активную работу по популяризации, рассказываем, что такое книготерапия. Ну, это как метод психотерапии, известный, описанный в клинических рекомендациях, больше применяемый в медицине. Ну и больше библиотерапия, как метод, который именно используется как форма работы уже с трудными состояниями лечения слова. А наша задача продвигать методы литературного творчества как доступные устойчивые практики в отношении тех, кому они сегодня необходимы. Будь то родитель, учитель, педагог, социальный педагог или просто человек, который как психотерапевт сегодня это дополнительно применяет. Следующий слайд, пожалуйста. И описывая вот эти все состояния, делая доступным это как методологию, пожалуйста, следующий слайд, я хотела бы обратить ваше внимание, уважаемые участники и те, кто будут слушать нас в записи, на то, что именно литературное творчество и именно книга сегодня доказана, описана, внедрена и сегодня тиражируется Министерством просвещения или нашим институтом, или нашей лабораторией, как способ коррекции, во-первых, тревожных и панических расстройств детей и подростков, борьбы с издевательствами и агрессией в молодежной среде и решения подростковых проблем с алкоголем, если мы говорим об изучении опыта устойчивой коррекции как средство именно положительного результата, да, и динамики в состоянии. Поэтому мы рекомендуем, исследуя книжный потенциал литературный, развивая сегодня активно в рамках национальных целей, национальных проектов культуры, библиотечное дело, развитие литературного чтения и вообще развитие читательской грамотности и просвещения, в том числе цифровизация как направление, которое позволяет сегодня иметь доступ к информации, складывать активные партнерства и, конечно, выводить на новый уровень качества доступности и просветительских, и социальных инициатив и проектов, видеть, может быть, новый потенциал своей деятельности в этой сложной работе с подростковыми трудностями, с которыми встречаются наши дети и наши подростки. Пожалуйста, следующий слайд. Мы бы хотели, конечно, рекомендовать вам обратиться к нашим ресурсам. Активно описан сегодня, переведен зарубежный опыт, потому что Россия только в начале пути, несмотря на то, что было первое в истории вопроса, как система, какие проекты конкретные, там, спик-аут по литературному творчеству, в летние трудовые лагеря и прочее встраивается литературное творчество. Пожалуйста, следующий слайд. И, конечно, творческие литературные студии, как организуется пространство, как участие принимают в работе комиссии, органов и учреждений системы профилактики правонарушения безнадзорности. Следующий слайд. Вот. Ну и готовы оказывать консультационную поддержку тем пилотам из нас, которые примут решение для себя попробовать ту или иную практику внедрения как системы, потому что у нас 2020 год еще продолжается как научный экспериментальный этап, поэтому готовы принять вас в нашу команду. Пожалуйста, следующий слайд. Все дополнительные источники, в том числе на разных видах языках, они у нас доступны на нашем сайте. И следующий слайд. Конечно, особый интерес сегодня имеет именно зарубежный опыт и описанные сегодня методические решения, как методические рекомендации, которые мы разработали для того, чтобы помогать и работникам культуры и искусства обращаться к коррекционной педагогике, которая для них новая тема, и работникам системы образования и коррекционной педагогики, в том числе социальной педагогики, использовать культуру и искусство вот в таком новом абсолютно направлении приложения. Я была очень рада с вами видеться здесь. Поздравляю Республику Коми со столетием. Рада, что мероприятия, которые планировались, они проходят в таком интересном, креативном формате, несмотря на то, что действуют ограничения. Желаю вам успехов, конечно, чтобы культуру России, культуру Севера славили вы вашими успехами, научными результатами. Ну, а главное было то наследие, которое придет к нашим потомкам, потому что очень важно сегодня сделать то, что будет
работать на развитие России как нашей великой державы, имеющей колоссальную историю своего севера. Удачи! Есть ли вопросы? Коллеги, есть ли у кого-то вопросы? Спасибо, Наталья Алексеевна. Уважаемые коллеги, и я хочу вас всех пригласить и сказать огромные слова благодарности. Мы преодолели с вами очень важный рубеж. Мы закончили пленарную часть. После кофе-паузы у нас начнется работа секций, секционная часть. И сейчас я вас всех приглашаю пройти вот в зал рядом, выпить чашечку кофе или чашечку чая. При этом выбирайте, что вам больше всего понравится, оплачивайте. Дальше у нас коллективный обед. Да, и сейчас идем на коллективный обед. Нет, Да, 2 коллективный обед. Да, у нас 2 часа коллективный обед, поэтому вот чай, кофе, пожалуйста. Спасибо. Очень хорошо. Он же очень много. Я вчера прилетел. Время 8 там. Метро ездил, я готов прийти, забрать и вижу человека. Так вопрос отправил, тоже. Вечером забрался на место, думаю, что он просто не успевает. Да, то есть добрый день. Да, как было. Да, я знаю, что у нас. Не подскажи мне, с кем моим СМИ повзаимодействовать. Да, мне вот у нас. Да. Да, или как бывают какие-то вопросы будут. Да, я в этой части. Ну понятно. Пойдемте чай пошли. А я вот Постоянно где-то приезжали. Все, да. Если что, скинем как-нибудь. Я скидываете, да? Я начинаю. Да, я не знаю. Вот мне У тебя всего 2 слайда? Я имею в виду на один абзац. Ну, ничего, ну ты скажешь, и все. Надо дальше. Так. Ну да. Николаевич, вы же помните, да, что Не, помогать надо. конечно, вот сейчас, смотри, вот сейчас Прям пойти. Или до дома доживать. обед.
ему обед, пообедать, вкусный обед. Конечно, угощаем. Ну, либо, не знаю, либо я буду зачитывать, вы будете уже резюмировать. Давайте я буду зачитывать тогда. Я, в принципе, знаю, когда прочитали, у кого онлайн, кто приехал, Если я еще езжу на дачу, ну, ну, если вы сейчас, мы тогда начнем без вас, а вы придете и уже продолжите. Я не знаю. Вот давайте. Мы, да, здесь будет, да, чтобы уже сильно светились. Ну, потому что после обеда открыто мы тогда с вами и первую, и вторую часть будем модерировать, потому что после обеда нет возможности. В общем, я буду зачитывать доклады, а вы будете такие резюме. Сейчас у нас час, да. Да, я думаю, мы приедем. Да, следующий называется, да. Тоже угощать. Пожалуйста, ходите, да. Да. Катя, дай мне найти, я должна заставку сюда поставить. Да, Катерина Владимировна, да. Мне надо защитить. Да, вы дойдете, потому что сейчас будет Таня, и после Тани будет сразу. Да, сейчас начинает Таня. Нет, больше никого. Да, больше никого нет, да. Таня, и после Тани будет сразу. У Андрея Николаевича все нормально сказали. Отлично, да. У вас тоже все хорошо. Спасибо большое, Катерина Владимировна. Спасибо. Спасибо. 18:30 самолет. Сместилось, что я уже мало что слышу. Ну, трансляцию. Все, хорошо. Я получила. Что позвонили, да, конечно. Даже не знаю, видите, сегодня утром не ожидали. Конечно, это сверхъестественное событие. Так, спасибо. Даша, я спрашивала, у вас интереснее, да? Спрашивала. Лидия Александровна, Ваня мне звонил, сейчас у него телефон занят,
Коллеги, добрый день. Меня кто-нибудь слышит? Здравствуйте, да, мы вас услышим. Да, здравствуйте. Я так понимаю, сейчас нет заседания, а сориентируйте меня по программе, пожалуйста. А, Сейчас, я так понимаю, по программе кофе-пауза идет? Сейчас, секунду, вам Ольга Валерьевна ответит. Спасибо. Да, меня слышно? Да, я вас слышу, Ольга Владимировна. Отлично. Так, это у нас, насколько я понимаю... Это Никифорова, меня зовут. Да, Людмила Александровна. Ну вот Да, смотрите, все у правильно. вас как раз вашу секундочку. 3, 4. Людмила Александровна, у вас, скорее всего, обед переносится на обед, говорю, доклад переносится на после обеда. На после обеда сориентируйте, пожалуйста, в какое время мне нужно быть Ну, на обед у связи. нас где-то до 3 официально. Мгм. Вот. То есть я после 3 должна быть на связи. Да, после 3 вы на связи. Все, поняла. Хорошо, спасибо. Потому Я что я тогда, с думаю, вашего мы как раз разрешения, отключусь. Да. Все, Спасибо. После 3 вы на связи. Вань, тогда коллеги меня слышат? На связи. Да, коллеги, значит, по программе сейчас до обеда я предполагаю, что мы заслушаем 4 доклада у Татьяны Владимировны Бровкиной, совместный доклад коллег Андрея Николаевича, Екатерина Владимировна и Елена Александровна. Далее у нас будет доклад от Марии Викторовны и онлайн-доклад от Дарьи Николаевны. Потом, скорее всего, мы пойдем на обед, и начиная с Людмилы Александровны, это будет уже послеобеденная программа. Коллеги, очень буду признательна, если вы среагируете в чате. Я, конечно, сейчас в чате попытаюсь эту информацию продублировать. Все, общаюсь. Ольга Валерьевна, еще раз, обед с 2 до 3? Да, обед официально с 2 до 3, но поскольку у нас обед организованный, ну, пока час, может, там, плюс-минус 15 минут. Поэтому, если кто-то сможет подойти без 15, без 10, 3 и быть уже на связи, было бы, наверное, замечательно. Если вдруг мы, пообедав, начнем чуть раньше. Все, спасибо. Сейчас я в чате напишу коллегам.
пусть правильный и будет много, даже предварительно. И сейчас вот следующий. Я не дам вам тебя. Уважаемые коллеги, давайте мы тогда продолжим наше заседание. Все, я надеюсь, полакомились кофе. Нашу программу после кофе-паузы уже продолжит в качестве модератора Борис Николаевич Морозов, но и я буду ему помогать. Да. Поэтому мы открываем нашу первую сессию, которая называется «Рукописные книжные центры Русского Севера. Издательская деятельность северных регионов», с доклада заведующего отделом редких книг и рукописей научной библиотеки Сыктывкарского университета и преподавателя кафедры русской филологии Института гуманитарных наук Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина Татьяны Владимировны Бровкиной. Ее доклад «Книжные центры Республики Коми» по материалам отдела редких книг и рукописей научной библиотеки СГУ имени Екатерины Сорокиной. Татьяна Владимировна. Близкая тема. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Вообще хотелось бы начать с того, что научная библиотека Сыктывкарского государственного университета была организована одновременно с открытием университета в 1972 году. В 1988 году в научной библиотеке был создан отдел редких книг и рукописей как самостоятельное структурное подразделение. И в фондах нашего отдела представлены коллекции рукописных и старопечатных книг 16-го начала 20 веков, книги гражданской печати 18-го начала 20 веков, литература на иностранных языках, а также личные книжные коллекции известных российских ученых, представляющие научную и культурную ценность. Всего в фонде отдела редких книг и рукописей 8 собраний рукописной и старопечатной книги. Устилинская, Среднепечорская, Верхнепечорская, Ударская, Вычегодская, Красноборская, собрание Юрия Васильевича Гагарина и собрание текущих поступлений. Следующий слайд, пожалуйста. Вообще древнейшим книгописным центром на территории современной Республики Коми считается Усть-Лымский книжный центр. Его появление относится к концу XIV века. Он был создан при Стефане Пермском, при христианизации им Коми народа для переписки как раз-таки богослужебных текстов на древнем языке, Стефановской пермской азбукой. И как раз-таки исследованием этого книжного центра занимался присутствующий здесь Борис Николаевич Морозов. И даже мы сегодня видели эти рукописи, да, кусочек этой рукописи. У нас, к сожалению, в фонде отдела древнекоми азбука не представлена. У нас представлены книги уже на русском и некоторые рукописи на современном, так скажем, коми языке.
Вообще основными книжными центрами на территории Республики Коми являются центры на Нижней, Средней, Верхней Печоре, а также на реке Вашке. Возникновение этих центров связано с распространением на территории Республики Коми старообрядчества. И в 18-20 веках в различных старообрядческих согласиях, возникших на территории этих центров, бытовало множество рукописей, не только рукописей, но и кириллических книг. И в этих районах Республики Коми до сих пор сохранились и рукописные, и старопечатные книги. Безусловно, книжные центры Республики Коми привлекали внимание исследователей, ученых. Также уже Борис Николаевич сегодня говорил о такой классической работе Владимира Ивановича Малышева «Усть-Илимские рукописные сборники», без которой, конечно, нельзя изучать вообще книгописную традицию на территории Республики Коми. Можно еще отметить работу исследователя Савельева книги кириллической печати с берегов Печоры в собрании научной библиотеки Санкт-Петербургского университета и ряд других работ. То есть, конечно, книжные центры Республики Коми изначально были исследованы учеными Санкт-Петербурга и Москвы. И основные рукописи, которые находились, например, на территории Усть-Илимского центра, на территории Нижней Печоры, они сейчас находятся в древлехранилище имени Малышева в рукописном отделе собрания Института русской литературы «Пушкинский дом», да, и еще в некоторых других древлехранилищах Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, конечно, большой вклад в изучение книжных центров внесли и местные ученые-филологи. Это Татьяна Федоровна Волкова, Андрей Николаевич Власов, Михаил Васильевич Мелихов, Екатерина Владимировна Прокуратова, Елена Александровна Рыжова и другие. Из их работ хочется перечислить старообрядческий центр на Вашке, устная и письменная традиция Удары, материалы исследования. Это книга Екатерины Владимировны Прокуратовой «Старообрядческая культура Коми края 18-20 веков, книгописная деятельность и литературное творчество ударских староверов». Это монография Татьяны Федоровны Волковой о круге книжности, о круге чтения печорских книжников, которую тоже уже сегодня приводил Борис Николаевич Морозов в своем докладе. Ну, из таких изданий последних лет это книжные центры Республики Коми, Усть-Илимский район, сборник материалов и исследований, изданный в Сыктывкаре в 2017 году. Также общая характеристика книжных центров Республики Коми представлена в атласе Республики Коми, выпущенном к 90-летию Республики, то есть 10 лет назад. Давайте перейдем к основным книжным центрам. Одним из уникальных центров книжной культуры Республики Коми является Нижняя Печора. Это Усть-Илимский район, включающий в себя селения по нижнему течению Печоры и ее притокам, рекам Пижме и Цильме. Большую роль в формировании печорской рукописно-книжной традиции сыграли местные старообрядческие скиты. Это Великопоженский скит, он был на реке Цильме, и Амелинский. Великопоженский скит был, соответственно, на реке Пижме, а Амелинский на реке Цильме. И скиты эти служили центрами собирания и переписки старинных рукописей. С 1977 года обследование Нижней Печоры проводят филологи Сыктывкарского университета. Первая экспедиция состоялась как раз-таки в 1977 году под руководством преподавателя университета Татьяны Федоровны Волковой. Найденные в ходе этих экспедиций рукописные и старопечатные книги положили начало формированию фонда отдела редких книг и рукописей научной библиотеки СГУ и в настоящее время хранятся в научной библиотеке, составляя Усть-Илимское собрание рукописной и старопечатной книги. Это 267 рукописей и 90 книг кириллической печати 17-20 веков. Большую часть Усть-Илимского собрания СГУ составляют богослужебные книги и рукописи духовно-нравственного содержания. Среди церковно-служебных рукописей наиболее часто встречаются богослужебные сборники, псалтыри, молитвословы, часословы, различные чины, крещения, исповедания, уставы и так далее. Кроме того, в собрании представлены поучения нравственного характера, выписки из пчелы и златоуста, духовные стихи,
книги широко представлены новеллы сборника «Великое зерцало», разнообразное географическое сочинение, например, «Житие великомученицы Екатерины», Василия Нового или «Житие Нифонта», отрывок которого, лист из которого вы можете видеть на экране. Среди Устилимского собрания рукописной книги СГУ невозможно, конечно, не отметить сборники, переписанные и составленные двумя известными печорскими книжниками, куда же без них. Это Иван Степанович Мяндин, живший в XIX веке, и Степан Анфиногенович Носов, живший уже в веке XX. Хранится у нас большое количество рукописных и старопечатных книг, в основном богослужебного характера, переписанных Иваном Степановичем Мяндиным. Он выработал свой характерный почерк, мяндинский полуустав. У него есть определенные острые конечности букв, легкий наклон влево и так далее. И среди рукописей, написанных почерком мяндинского типа, это каноники, скитское покаяние, богослужебные сборники, повести Макария Кипецком и другие рукописи. Но среди рукописных книг, выполненных рукой Ивана Степановича Мяндина, особое место, конечно, занимает его торжественник. Следующий слайд, пожалуйста. Это рукопись XIX века, входившая в состав рукописной библиотеки Екатерины Ивановны Тороповой. Это Устилимское собрание рукописной книги, отдел редких книг и рукописи, рукопись 46. Сочинения, представленные в составе торжественника, они очень разнообразны. Это и слова, и поучения на темы годовых и церковных праздников, это и географические, опять же, сочинения, это и апокрифы, это и переписанные Иваном Степановичем Мяндиным повести, которые, древнерусские и переводные повести, которые его интересовали. И, конечно, исследованием состава торжественника и многими произведениями внутри этого торжественника занималась в своих исследованиях, опять же, Татьяна Федоровна Волкова. В Устилимском собрании нашей библиотеки хранятся 5 рукописных сборников, выполненных Степаном Анфиногеновичем Носовым. Следующий, пожалуйста. Это сборники под номерами из Устилимского собрания рукописей 138, 140, 196, 250 и 251. Это рукописи энциклопедического характера, выполненные чернилами или же шариковой ручкой, кириллическим письмом, подражающим печатному шрифту, на листах часто из школьной тетради, и исследованием сборников Носова и всего вообще творчества Носова как старообрядческого писателя занимается также преподаватель Сыктывкарского университета Михаил Васильевич Мелихов. Также среди книг Устилимского собрания следует отметить книги Сидора Ниловича Антонова. Это старообрядческий наставник, живший в деревне Скитской в Устилимском районе Республики Коми и обладавший богатой рукописной библиотекой. В основном это книги богослужебной направленности 17-19 веков, написанные поморским и печорским полууставным письмом. Книги кириллической печати Устилимского собрания научной библиотеки СГУ датируются 17-20 веками. Издания 17 века представлены в основном, опять же, богослужебными книгами, выпущенными Московским печатным двором. Это псалтыри, часовники, часословы и другие. Большая часть изданий 18-20 веков является продукцией единоверческих и старообрядческих типографий. Также имеются книги полемической направленности, издания учебного характера и книги исторического содержания. Другим центром старинной книжности является район Средней Печоры. Следующий, пожалуйста. Он включает населенные пункты по реке Печоре, входящие в Уктыльский и Печорский районы Республики Коми. Это, например, поселок Усть-Топлеск, село Подречье, деревня Медвежская и ряд других. Этот район не создал уникальной рукописной традиции, но туда часто попадали книги с Верхней и Нижней Печоры, в основном поздние, то есть 19-го, середины 20 века. В конце 70-х, начале 80-х годов, а также в 90-х годах 20 века на Средней Печоре работали экспедиции Сыктывкарского государственного университета, что, соответственно, положило начало Среднепечорскому собранию рукописей и старопечатных книг научной библиотеки СГУ. На сегодняшний день оно включает 80 единиц рукописей и 59 старопечатных книг. Рукописные книги, представленные в собрании, относятся к 18-20 векам. Большую часть коллекции составляют, опять же, поздние рукописи 19-20 века.
По жанрам это богослужебная литература, можно следующий. Помяники, синодики, сборники псалмов, богослужебные уставы и ряд еще других жанров. Да, на слайдах вы можете видеть примеры книгописной традиции, сложившейся в том или ином регионе. Это все рукописи нашего фонда. Старопечатные книги Среднепечорского собрания датируются 16-20 века. Есть у нас издание 16 века, это фрагмент апостола, предположительно изданного в типографии Ивана Федорова, а также служебник, изданный в типографии Андроника Тимофеева Невежды. Кроме того, среди старопечатных книг есть Евангелия, певчие книги, опять же, служебники, каноники и так далее. Следующий, пожалуйста. Третий центр книжной культуры на территории Республики Коми – это Верхняя Печора. Это современный Троицко-Печорский район Республики Коми и пограничное с ним селение по реке Печоре и реке Колве. Например, Усть-Унья, Светлый Родник, Курья и другие населенные пункты. Книжные памятники этого центра представлены в Верхнепечорском собрании научной библиотеки, также сложившемся в ходе археографических экспедиций. Это 13 рукописных и 9 старопечатных книг. Рукописное наследие верхнепечорцев следует отнести к поздним старообрядческим традициям, поскольку большинство дошедших до нас рукописных сборников этого региона опять-таки представлена богослужебной литературой и литературой разной старообрядческой направленности. Следующий можно. Распространены также в Верхнепечорском собрании духовные стихи. Это стихи разной тематики. Примеры духовных стихов вы можете видеть на экране. И кириллические книги Верхнепечорского собрания включают издания 17-20 века. Среди книг 17 века толковое Евангелие, печать 18-20 века составляют единоверческие и старообрядческие издания, издания Московской синодальной типографии, книги служебного характера, опять же, это каноники, псалтыри и требники и так далее. Можно следующий. Вот как раз-таки на престольное Евангелие одна из рукописей Верхнепечорской печати. И последний старообрядческий центр, это Ударский старообрядческий центр. Следующий, да, спасибо. Он находится в бассейне реки Вашки. Это, например, селения Муфтюга, Верхозелье, Пукчима и другие. Книги и рукописи ударского происхождения находятся в Вашкинском, Гагаринском и собрании текущих поступлений нашей библиотеки. Вашкинское собрание насчитывает 58 рукописных и 33 старопечатные книги. Опять же, подавляющее большинство рукописей – это богослужебные сборники, предназначенные для культовой практики. И следующий, пожалуйста. И среди книг Ударского собрания мне особо бы хотелось отметить рукописи Ольги Петровны Коровиной, старообрядческой наставницы. В характеристику Ударского центра я углубляться не буду, поскольку это тема доклада моих коллег, следующего доклада. Но вот такое ее интересное оформление с миниатюрами, с заставками, рамками вы можете видеть на экране. Кириллические книги Вашкинского собрания хронологически охватывают 17 и 20 век. Это, опять же, старообрядческие единоверческие типографии, различные сборники, сборники молитв, псалтыри, святцы, жития и так далее. То есть представлена у нас разнообразная литература. И таким образом рукописные и старопечатные книги, выдававшие на территории книжных центров Республики Коми, нашли свое место в собрании фонда отдела редких книг и рукописей научной библиотеки СГУ имени Петерима Сорокина, благодаря работе археографических экспедиций Сыктывкарского университета. Они бережно хранятся и становятся предметом исследования ученых-филологов. Большая часть фонда – это рукописные богослужебные сборники, литература третьего характера, полемические старообрядческие сочинения и житийные тексты. Спасибо. Спасибо, Татьяна Владимировна. Скажите, пожалуйста, вот публиковано 2 собрания вот в первом выпуске вот этих памятников в 88 году или 7. Это Усть-Илемская и Гагаринская. А вы не планируете дальше описание готовить?
Ну, ученые Сыктывкарского университета в какой-то мере этим занимаются. Я сейчас, как заведующая отделом, мы переключились больше на работу с личными книжными коллекциями. Развиваем вот это направление. Но все-таки хорошо бы продолжить вот эту Амосовую, так сказать, Безусловно. Я с вами работу согласна. и туда, и в библиотеку бы привлечь, потому что это все-таки вот будет уже такая серия, это очень важно. Конечно, много что еще не издано, много что еще не описано. Да. Да, апостол у вас этот настоящий Ивана Федорова. Я же его даже использовал, если вы тогда я брал разрешение, вот, это 100%. Иван Федоров. Спасибо. Спасибо. Значит, дальше у нас идет, значит, соединение, да, с Сыктывкаром. Так, а на экран? Ольга Валерьевна. Коллеги, мы вас видим, слышим, но кроме нас пока никто больше не. Так, сейчас, секундочку. Техника нам сегодня задает задачу. Вы говорите, да. Ну, связь есть. Связь есть. Даже слышно. Вань, мы на наш экран можем вывести то, что видно на ноутбуке. Это Zoom ведь, да? Нет. Это не Zoom. У нас может поменялась трансляция. Сейчас, секундочку, помощи. Станции нет? Есть у нас еще человечек. Нам нужно совместный доступ. Я понял. Нет. Да. Вот. Сейчас. Как нет? Все зависит от того, кто что нажимал на компьютере. Это первое. Ну, я же вижу, что нажимали. Что-то вы точно нажимали. Но такого эффекта мы, конечно, не планировали. Да. Ну, сейчас мы увидим, я надеюсь, все-таки моих старых друзей и коллег, Андрей Николаевич Власов. У вас в программе написаны их, так сказать, должности. Екатерина Владимировна Куратова, Елена Александровна Рыжова, которые стояли вот у истоков изучения, да, книжности. В первую очередь, конечно, Печорской, да. Ну, теперь будет удара. Здравствуйте. Андрей Николаевич у нас в каком виде будет? Здравствуйте. Слышите, Борис Николаевич? Слышу, но Андрея не вижу. А мы вот Андрея Николаевича видим как раз. Сейчас технически, но я очень рад вас видеть. Я даже показывал ваши фотографии сегодня. А вы видели
У вас, кстати, была трансляция Да, бинарного мы вас доклада? студенты наши. Слышали, да? Ну тогда вам слово. Ну, вы Мы сделали... почему-то не можем, Борис Николаевич, подключить презентацию. Да. Презентацию жалко. Ну, может быть, Так, презентация. У нас нет. а у вас вы ее присылали, да, наверное, она есть. Вы нам доступ прислать должны. Нельзя, да? Включить нам презентацию. Ну, тогда у вас не увидеть, но презентация важна. Разрешить В демонстрацию. зуме как-то проще все-таки. Разрешить демонстрацию экрана нам. Да, там мы не слышим. Борис Николаевич, разрешить демонстрацию экрана. Да тут не я технически. Программировать, разрешить демонстрацию экрана. Ну, это не зум. То есть у нас эта ссылочка для демонстрации экрана не работает, она неактивна, мы не можем подключить. Так мы сами Что же делать? То есть надо выбрать. Руслана, доклад Русланы. Хотя Вот. странно. Да. Все. Да. Ну что делать? Будем слушать. Коллеги, сейчас вам дадут доступ. получается. Это кто-то еще какой-то нас. Руслане переданы права докладчика. Все, включайте презентацию. Вот. Она открыть экранчик. Ага, все, мы начинаем. Да. Потихонечку подгружается ваша презентация. Катерина Владимировна, поговорите с нами, чтобы мы понимали, что звук у нас, со звуком у нас все хорошо. Ну, вы видите презентацию, да, нашу, потому что мы видим экран. Но она подгружается сейчас. Так, она подгружается. А нас вы видите? Вас видим. Вы нас видите, а мы так, ну что, тогда мы, наверное, если презентация подгружается... И Андрей Николаевич, я так понимаю, мы тоже видим. Наверное, надо начать какой-то. Да, давайте, разговор. пока презентация будет подгружаться, вы ее тогда... Вы начинаете. Мы начинаем тогда потихонечку. Итак, тема нашего совместного доклада Андрея Николаевича Власова, Елены Александровны Рыжовой и прокуратора Екатерины Владимировны звучит следующим образом. Старообрядческая книжная традиция Удровского района Республики Коми в итоге изучения на материале государственных хранилищ и частных собраний. Звук нельзя увидеть. На современной территории Республики Коми в местах компактного проживания старообрядческого населения исторически сложилось несколько локальных центров духовной культуры, в которых сформировались самобытные письменные традиции, оказавшие существенное воздействие на мировосприятие местного населения края. Одним из центров духовной культуры, сложившихся на территории Коми-края среди коми-сельческого населения, следует считать Удровский или Вашкинский книгописный центр, который зародился в конце XVIII века в северо-западной части Коми-края в бассейне реки Вашки, реки Мизени. Ныне это Удровский район республики Коми. Старообрядческое движение довольно быстро распространяется среди местных жителей. И уже в XIX веке приверженцами староверия считается едва ли не все удровское население. Появление старообрядческого непосредственно связано с притоком старообрядцев из различных церковных регионов, которые бежали в отдаленные северные районы, опасаясь гонений и преследований со стороны официальных властей. Старообрядцы-переселенцы постепенно ассимилировали с местным населением, не усвоив язык, а много решению своих мировоззренческих установок среди общества жителей. Усвоение старообрядческой идеологии способствует не только расширению среди местного населения, но и Катерина Владимировна, вы меня слышите? Да. Надо немного прерваться, у нас очень плохой звук, и мы не видим вашей презентации. Одну секунду, сейчас разбираемся. Они могут прибавить. Нет, к сожалению, звук прибавить не сложно.
А у нас, к сожалению, Андрей Николаевич до 2 часов только. А Ольга Валерьевна, если вы подпишете сами презентацию, я вам отправляю. Я буду говорить... Сейчас я попытаюсь найти вашу презентацию, мы ее включим. Да, я буду говорить, переключаем слайд, тогда мы не сами будем переключать, а каким образом будем действовать. Да. Все, я скачиваю вашу презентацию. Потому что у нас очень много завязано на визуальных картинках, и там изображение, оно имеет конец смысла. Так, вот уже полный экран, да? Вот. Так, сейчас я только единственное сделаю доступ. Все было прекрасно. Они прервались, да? Вот такой вот успешный. Так, коллеги, вы видите свою презентацию? Мы свою презентацию не видим, мы сейчас отключились. Хоть бы звук. Так бы Да, к сожалению, вы тогда закройте, пожалуйста, презентацию у себя. Мы закрыли. Вообще звук, важнее звук. Звук максимально. Это уже... Валерьевна, я перебросил на вас роль докладчика. Вы можете ее тогда открыть и запустить в себя? Вот звук-то нормально. Вот сейчас опять расшарили. Может быть, не знаю, слышите вы или нет, может быть, там как-то отключить микрофон. Сейчас, секундочку. Что если так микрофон включены, нас Звук усилился, да? они или Это просто кто до этого говорил. Очень Нормально, как вам отсюда? вопрос, что нужно делать? Катерина Владимировна, поговорите с нами, пожалуйста. Да, вот не знаю, слышно нас теперь или нет. Теперь слышно ли нас? Меня слышно? Если вы попробуете чуть поближе к микрофону. Я стою, я прямо рядом с микрофоном, прямо уж чуть не наваливаюсь. Получше надо. Ну, слушаем в том виде, в котором есть. Получше. Да, давайте презентацию. Ольга Валерьевна, а презентацию? Презентацию. Сейчас, секундочку. Еще раз. Давайте, сейчас слышно, может быть, лучше стало? Сейчас слышно, супер. Ура! Да? Ну, вот, Ура. ну, значит, Презентацию видите? мы не видим презентацию. Вы давайте сами листайте тогда презентацию, если у вас получается, а мы уже тогда не будем подключаться или что нам делать, я не знаю, говорите. Вам говорить. Так, значит, вы кто-то там листаете презентацию, да? У вас на экране презентация есть? Хорошо, я буду говорить, когда переключать. Так, начинаем, да? Давайте. Итак, старообрядческая книжная традиция Удырского района Республики Коми, итоги изучения. Одним из центров духовной культуры, который сложился на территории Коми-края, в среди коми-этнического населения, следует считать Удырский книгописный центр, который зародился в конце XVIII века в северо-западной части Коми-края, в бассейне реки Вашки. Ныне это Удырский район Республики Коми. Старообрядческое движение, слайд 2, пожалуйста, включайте. Старообрядческое движение, появившееся на территории Удыры, довольно быстро распространяется среди местных жителей, и уже в XIX веке приверженцами староверия считается едва ли не все удырское население. Появление старообрядчества на Удыре непосредственно является притоком крестьян-старообрядцев из различных северо-русских регионов, которые бежали в отдаленные северные районы, опасаясь гонений со стороны официальных властей.
Старообрядцы-переселенцы постепенно ассимилировались с местным населением, усвоили их язык и культуру, что во многом способствовало утверждению мировоззренческих установок старообрядческих среди удальских жителей. Усвоение старообрядческой религиозной идеологии способствовало не только распространению общей грамотности среди местного населения, но и активизации рукописной деятельности и становлению самобытной книжной культуры. Письменная традиция удальских крестьян-старообрядцев, последователей поморского, филипповского, страннического согласий, развивалась под определяющим воздействием старообрядческого наследия крупных твернорусских книгописных и литературных центров, располагавшихся на территории Поморья, Каргополья, Мизени, Пиниги, Северной Двины, воплощая в себе и развивая их духовные традиции. Вместе с тем, на формирование письменной культуры местного населения повлияла не только старообрядческая идеология, но и специфика жизнедеятельности и бытового уклада, в первую очередь двуязычный характер культуры жителей Удальского края. Первые археографические замечания о рукописной традиции удальских старообрядцев были сделаны еще во второй половине XIX века миссионерами Русской православной церкви, которые, пытаясь разобраться в тонкостях вероисповедальных доктрин местного населения, изучали рукописи, поступавшие после изъятия староверов в древлехранилище миссионерских обществ. Таким миссионерским обществом можно считать Великоустюжское Степано Прокопьевское братство, которое активно работало как раз-таки вот и с старообрядцами, и участвовало в такой вот, можно сказать, собирательской деятельности. Среди архивных материалов, церковных и гражданских ведомств присутствует информация о конфискации у местных староверов рукописных и старопечатных книг. Третий слайд в презентации. Однако начало археологического изучения книжной традиции удальских крестьян-старообрядцев было положено во второй половине XX века. Первая археографическая поездка на территорию Удальского района Республики Коми была предпринята сотрудником Института русской литературы Гильяном Михайловичем Прохоровым еще в 60-х годах XX века. В ходе экспедиции были выявлены места компактного проживания удальских старообрядцев и хранителей старообрядческого рукописного наследия. В результате экспедиции были обнаружены 23 рукописные книги, которые в настоящее время включены в состав физического собрания Института русской литературы Российской академии наук Пушкинский дом. Дальнейшее изучение рукописного творчества местных старообрядцев было продолжено сыктывкарскими археографами. В течение 1987-1999 годов на Одеру были совершены экспедиции исследователями Сыктывкарского университета под руководством Андрея Николаевича Власова, материалы которых не только подтвердили существование старообрядческой книжной культуры, но и существенно расширили представление о местных староверах, об их родословии и особенностях вероисповедания. Собранные археографами рукописные и старопечатные книги представлены в составе территориальной Удальской коллекции отдела редкой книги научной библиотеки Сыктывкарского университета. Сегодня в этой коллекции представлены 58 рукописных книг и 33 старопечатные книги. Часть рукописных книг удальских старообрядцев представлена в Гагаринском собрании научной библиотеки Сыктывкарского университета, в которые вошли сборники удальских старообрядцев, приобретенные историком Юрием Васильевичем Гагариным в 60-е и 70-е годы XX века. Отдельные книги удальских староверов входят в состав рукописного фонда Национального музея Республики Коми. В ходе археографических разысканий было выявлено 15 рукописей, поступивших в музейную коллекцию в конце 50-х годов XX века. Это книги из родового собрания удальских книжников Романовых, Матевых, Палевых. И часть книг поступили уже в начале 21 века. Это книги из частного собрания Ивана Степановича Молодцова. Ряд рукописных книг удальских книжников представлен в Каргопольском собрании библиотеки Академии наук в городе Санкт-Петербурге, хранятся эти книги, а также имеются книги удальские и в рукописном фонде Каргопольского историко-архитектурного художественного музея в городе Каргополь. Эти книги находятся.
Кроме того, ряд рукописных книг удерских староверов представлено в Центральной библиотеке Удерской централизованной библиотечной системы. Это село Кослан, Республика Коми. Отметим, что значительное количество рукописных сборников представлено в частных архивах и собраниях, отражающих формирование родовых библиотек жителей Удерского района, Удерского края на протяжении XVIII-XX веков. Отметим эти родовые коллекции, самые крупные родовые коллекции. Это в первую очередь родовое собрание Рахмановых матевых палек, село Пучкома, 39 рукописей. Книжное собрание рода Коровиных, село Чупрово, 5 книг рукописных. Коллекция Алевтины Павловны Лемеровой, деревня Муфтюга, 12 рукописей. Начавшееся в 80-х годах 20 века плодотворное изучение старообрядческой книжной литературной традиции на Одере вылилось на страницах ряда научных статей, опубликованных в местных и центральных изданиях. В исследованиях Андрея Николаевича Власова, Елены Александровны Рыжовой были намечены основные пути рассмотрения старообрядческой книжности на Одере. Обозначена ведущая для изучения этой культуры проблема двуязычия местного населения, оказавшая влияние на формирование письменного наследия одерских жителей. Были рассмотрены также отдельные литературные памятники, связанные прежде всего с творчеством писцов и книжников из старообрядческого рода Рахмановых-Матевых Палевых. 4-й слайд, пожалуйста. Одной из значительных работ, посвященных удерской старообрядческой традиции, стала коллективная монография «Старообрядческий центр Навашки», написана авторским коллективом. Эта работа стала своего рода итогом многолетней собирательской деятельности сыктывкарских исследователей. В книге представлены материалы по книжной традиции, проведены реконструкции отдельных родовых библиотек удерских книжников, рассмотрены тексты, являвшиеся яркими образцами местной литературной традиции. Отметим также и то, что в 2010 году было опубликовано исследование Екатерины Владимировны Купратовой, посвященное удерской научной литературе, старообрядческая культура Коми края. В монографии представлена история старообрядческого движения на Одере, а также исследование книжных коллекций удерских староверов и литературного наследия удерских староверов-странников. Отметим, что монографические работы, посвященные Удерскому центру, содержат выведенные исследователями в составе рукописных сборников тексты, созданные и бытовавшие в удерских староверах. Это списки древнерусских сочинений, например, азбука Голода Небогатых, старообрядческие сочинения, повести о пострадавших отцах Филиппе и Терентия, вопросно-ответные сочинения, полемические произведения, мемуарные сочинения и другие тексты, которые вот и представлены в этих монографических исследованиях, опубликованы в приложении. Ну и получается, что таким образом письменная традиция удерских старообрядцев на протяжении ряда лет привлекала к себе внимание исследователей. Проведенные разыскания позволяют нам представить удерскую книгу как самобытное явление культурной традиции севернорусского старообрядчества. Книжное наследие удерских старообрядцев следует, безусловно, отнести к поздним книжным традициям, которые зародились в конце XVIII века и достигли своего цвета в конце XIX – начале XX столетия. Удерские рукописи являются образцами поздней христианской рукописной книги. Они имеют ряд специфических черт в кодикологическом и палеографическом отношении. С одной стороны, мы можем наблюдать ориентацию книги на традиции древнерусской и ранней старообрядческой книжности, конечно же, в удерской книге заметно веяние нового времени. Как правило, удерские рукописные книги написаны на бумаге фабрики наследников Сумкина, Лальской фабрики Рязанцевых. В то же время, в 20 веке, нередко создавались рукописи на листах из школьной тетради. Большинство рукописных сборников известных удерских книжников написано полууставом, который в своих лучших образцах восходит к поморскому уставному письму. Некоторые рукописи выполнены небрежным уставом и почерком, подражающим
старопечатном издании. Можно встретить и рукописи, написанные гражданской скорописью. В ряде случаев они выполнены шариковой ручкой или даже простым карандашом. Отметим также и общую ориентацию удорских книжников на духовное наследие старообрядцев Выговского рукописного центра. Влияние письменной традиции старообрядцев Выговской постани отразилось прежде всего на манере исполнения рукописных сборников. Книгам присуща поморская стилистика. Можно также говорить и о влиянии письменной традиции Выга на репертуар удорской рукописной книги, что проявилось прежде всего в заимствовании памятников письменности, созданных поморскими авторами и включенных в круг своих литературных интересов. Далее мы обратимся к 5-му слайду и рассмотрим несколько рукописных сборников, которые представлены в собрании, в Вашингтонском собрании научной библиотеки Сыктывкарского университета. Отметим, что подавляющее большинство рукописей удорских старообрядцев представляют собой богослужебные сборники. Это эрмологии, обиходы, каноники, тропари, святцовы, чиновники. В ряде случаев подобные книги представляют собой рукописи смешанного состава, когда под одним переплетом объединяются уставные сочинения, сочинения богослужебного характера и повествовательные тексты. Пожалуйста, слайды, откроем 6-7 слайды. И вот богослужебные рукописи удорских староверов могут быть написаны почерком, подражающим поморскому уставу. В этой стилевой манере выполняются рукописи типа цветники. Вот это слайды 6-7. И надо сказать, что в отдельных сборниках богослужебной направленности имеются заставки, выполненные в подражании гравированным заставкам старопечатных никоновских книг. Пожалуйста, слайд 8 покажите. Нередко среди удорских книг встречаются сборники духовных стихов. Это слайды 9 и 10. В этих сборниках представлены традиционные для севернорусской старообрядческой традиции тексты, духовные стихи библейской, эскатологической тематики, пустынные старообрядческие стихи. В письменной традиции удорских старообрядцев можно выделить несколько книжников XIX-XX веков, оставивших богатое письменное наследие. Слайд 11. Среди этих книжников, безусловно, выделяется книжник XIX века Матьев. Его рукописи выполнены четким полууставом, это слайд 11. Рукописи, выполненные Мяндиным, полууставной почерк приближается, конечно же, к поморскому письму. Большая часть рукописного наследия удорского книжника представлена в рядовом собрании староверов Рахмановых, Матьевых, Палевых. Отдельные же рукописи содержатся в рукописной коллекции Вашкинского собрания научной библиотеки Сыктывкарского университета и Национального музея. Украшением родовой коллекции Рахмановых-Матьевых являются объемные до 1000 листов сборники-конволюты XIX-XX веков, в которых содержатся самые разнообразные статьи богослужебного и учебного характера, выписки сборников Маргарит, Златоуст, книги Айвера. Следует обратить внимание и на манеру оформления рукописных книг, присущей удорской наставнице Ольге Петровне Коровиной, которая проживала на Одере, родилась она в конце XIX века и ушла из жизни в первой половине XX века. Слайды 12, 13 и 14. К настоящему времени атрибутировано 5 рукописей, созданных этой книжницей. Можно назвать богослужебные книги, обиход нотированный, эрмологий нотированный, канон Пасхи, обиход всеношного бдения. Рукописные книги Ольги Петровны Коровиной выполнены крупным полууставным письмом. Основной текст рукописи написан черными чернилами, в заголовках и инициалах использованы киноварь.
Нотированные рукавые рукописи Коровина отличает ориентация их оформления на традиции поморской крестовой школы. Формат рукописи двойку, они имеют замечательные орнаментальные украшения, да, которые вы как раз видите на экране. В рукописных книгах можно встретить пестовые записи, своеобразные послесловия, это слайд 15. И вот эти послесловия указывали на составителя рукописи. Вот такое послесловие мы видим в одном из сборников Ольги Петровны Коровиной. Среди страннических рукописных сборников удорских старообрядцев, конечно же, следует выделить рукописи Прохора Филипповича Ильина, известного удорского книжника, руководителя страннического предела, который располагал личной библиотекой. И вот книги Ильина имеются в нескольких собраниях. Это и Мезенское собрание Института русской литературы «Пушкинский дом», и Каргопольское собрание Каргопольского музея, и, конечно же, ряд книг имеются в научной библиотеке Сыктывкарского университета. Можно посмотреть слайд 16 и 17. Там представлены рукописи и собрания Прохора Филипповича Ильина, известного страннического книжника. Среди удорских рукописей можно отметить и книги, выполненные уже в 20 столетии, в первой половине 20-го столетия. Ну и вот в качестве такого примера показательного мы демонстрируем рукописный сборник богослужебного характера, который создан Алексеем Петровичем Сивковым. Это слайд 18. Атрибутировать рукописные книги Сивкова позволили читательские записи, которые представлены на полях рукописных сборников, а также характерные особенности почерка. Ну и в заключение отметим нашего доклада, что удорская рукописная традиция, несмотря на то, что она была распространена среди коми населения, эта традиция практически не знала текстов, созданных на коми-языке, за исключением нескольких произведений, написанных книжниками рода Рахмановых, Мальцевых, Палевых. Ну и завершая свое выступление, отметим, что в настоящее время подготовлен каталог-путеводитель с научным описанием рукописи Удорского Вашкинского собрания научной библиотеки Сыктывкарского университета. Это описание выполнено авторским коллективом. Готовил описание Андрей Николаевич Уласов, Елена Александровна Рыжова, ну и я. И вот этот каталог, он является продолжением серии научных каталогов путеводителей «Памятники письменности в хранилищах Республики Коми». Спасибо за внимание. Спасибо большое. Да? А если, может быть, Андрей Николаевич хочет что-то добавить? Да. Слышно? У меня работает микрофон? Да, слышно. Спасибо, Борис Николаевич. Рад был снова встрече, дружеской встрече и по делу. И вообще, да, действительно, книжное собрание Удары, это, можно сказать, не считая, естественно, вернее, считая, что его случайно открыл Гилян Михайлович Прохоров в 60-е годы, все-таки это была большая удача сыктывкарских археографов, что мы почти что целостно сумели описать, найти и представить эту традицию. Более того, мы действительно подготовили каталог, который лежит уже лет 5, а то и 10, как в свое время каталог, который связан с музейным собранием. Но, видимо, такова судьба. Поэтому я бы хотел обратить внимание, прежде всего, раз конференция посвящена книжному северу России, обязательно обратить внимание на это, потому что это делает большую честь, то, что в Республике Коми действительно существовали и где-то даже еще оставили следы такие замечательные старообрядческие центры, книжные, великолепные, большими интересными памятниками. И я хочу поблагодарить прежде всего моих коллег,
Елену Александровну Жижову, с которой долгое время мы изучали эту книжную традицию, и, естественно, непосредственную хозяйку этой традиции, я не ошибся, которая занимается и написала монографию, диссертацию, это, конечно, Екатерину Владимировну прокуратору, поскольку ученица, не могу вспомнить от отчества. А так я благодарен то, что все собрались, действительно, что такой серьезный форум был проведен в Москве. Я вас приветствую и благодарю. Великолепный доклад был у Кырнышевой. Ну, я вообще пристрастен к этой девушке в том смысле, что она очень здорово взялась за общественную библиотеку. Я был ее оппонентом на кандидатской диссертации, недостойный того, и что такие профессионалы, которые находятся, в общем-то, в пределе, я только поздравляю. Спасибо большое за встречу. Спасибо, Андрей Николаевич. Спасибо, Андрей Николаевич, за теплые слова. Всем коллегам спасибо. Спасибо. Ну, у нас уже перерыв, да, очевидно. Мы и так. Да, большое спасибо, коллеги. Коллеги, большое спасибо. И Андрей Николаевич, спасибо за добрые слова. Елена Александровна, Катерина Владимировна, спасибо за доклад. К сожалению, технические сложности не позволили нам вас видеть, но мы с большим удовольствием посмотрели сделанную вами подборку, иллюстрирующую вас доклад. А сейчас, коллеги, мы с вами прерываемся на обед. У нас обед на 30 минут. Спасибо. Без 15:03 давайте мы соберемся здесь, поскольку все здесь рядом. Катерина Леонидовна вас проводит.
Микрофон. Микрофон не звонит. Так, сейчас мы... Да, с МТС. Так. Так. Как мы ее позовем? Я звоню ей. Так. Сейчас, звони. Алло. Так, подожди, говори пока говори. Так, смотри, у нас... Все нормально? Вот, Я выключил, повесил трубку, вот как вы так классно мышку показали, вот как вот эту вот фигню на экран вот сюда вывести. Ну, так, соответственно, тут все просто. Берем и тащим ее вот на этот экран. Действительно. Елена Николаевна, я здесь. Да, Иван. Да. Перевели. Вот просто вы волшебник. У нас тут просто волшебники работают. Так, Дарья, вы подключайтесь, делайте... Так, Ваня, ты Дарью, дай Здесь. доступ Дарье. Передаю ей роль докладчика. Да, Дарья, давайте мы посмотрим по... Микрофон она сама должна включить. Дарья, включайте микрофон у вас внизу. Включить микрофон. Включила. Отлично, Дарья, мы вас слышим. Дарья, говорите с нами, пожалуйста. Да. Дарья, отлично, мы вас слышим. Вот давайте попробуйте запустить вашу презентацию. Сейчас. Ой, какое-то эхо, да? Есть немного. Очень... По крайней мере, это лучше, чем слушать просто тихое бульканье. Лучше уж пусть будет эхо, но вот так. У нас сегодня уже всякий опыт был. Запускаете, Дарья? Да, сейчас. Да, вижу. Я должна вот сюда, Так, Дарья, вы какая умничка. Так, что-то происходит. Дарья, грузится ваш, судя по всему, вы демонстрацию экрана делаете, да, Даша? Да, я запустила, появилась. Так, Ваня, скажи, пожалуйста, что у тебя происходит? Ваня, работает на... Ваня, мы не слышим. Ваня, еще раз, ты пробулькал. Так, делать, Даша должна сделать показ слайдов, правильно я понимаю, Вань? Да. Даша, запустите, пожалуйста, показ слайдов. Запустила. Отлично, полистайте, пожалуйста, и говорите, когда вы перелистываете. Перелистываю. Дальше. Перелистываю. Отлично. Я слышу звук с опозданием. Ну, мы Ольга Валерьевна, да. попробуйте выключать ваш микрофон, чтобы не было такого эха. Что выключать? Даша, это к нам? Так, мышка. Может, не надо уже? Нет, я понимаю, что происходит. Это что он просит. Единственное, мышку у меня, когда я работаю на экранах, я не очень... Так, я сейчас мышку найду. Так, вот она мышка. Что сейчас делать? Я вас теперь вообще не слышу. Сейчас ждем, когда Ольга Валерьевна обратно включит микрофон.
Потому что, ну, я так понимаю, было тестовое просто подключение, убедиться, что у вас все работает хорошо. Дарья? Да. Все, теперь Слышу. слышите. Так, то есть мы на время доклада выключим наш микрофон у себя. Да? Вы, получается, читаете доклад, рассказываете. Как только вы завершили, мы подключаем свой микрофон. Иначе, как вы говорите, у вас эхо. Да, вот сейчас, когда вы говорите, нет. А меня хорошо слышно? Потому что я слышу себя как-то вообще ужасно. Я вас вообще отлично слышу. Вообще все шикарно. Сейчас, секундочку. Так, Дарья, а сейчас как меня слышно? Тоже нормально, без эха. Отлично, все, тогда мы у себя не выключаем микрофон. Хорошо, все, Даша, я вас слышу. А еще скажите, пожалуйста, как я узнаю, если что-то не так? Если что-то не так, мы вам об этом скажем. Либо мы, либо наши администраторы, либо вам, Лидия Александровна, сделает очередной звоночек, поэтому телефон перед собой. Мы уже сами все говорите прямо в процессе, поэтому все просто. Да. Даша, Хорошо, спасибо. У нас с вами вроде как все отлично, все получается. Да, кажется, что все работает. Вообще супер. Тьфу-тьфу-тьфу. Да. Так. Тогда пока все? Да, тогда пока все. Вы у нас следующим докладчиком, насколько я помню. Нет, я знаю. У нас там... Пригодина Ольга Борисовна. Ольга Борисовна у нас нет. У нас Мария Викторовна будет. Она здесь офлайн. Значит, после офлайн доклада. Все, хорошо. Даша, спасибо. До свидания. Дарья, пока нажмите «Остановить показ», пожалуйста. Спасибо.
Здравствуйте, Екатерина. Вас видим, слышим. Екатерина, довольно плохо слышно. Попробуйте переподключиться, то есть закрыть конференцию и подключиться еще раз, потому что звук довольно плохой, хотя качество интернета при этом вроде бы хорошее. Говорите спокойно, сейчас лучше. Ага. Так, сейчас лучше? Да, сейчас хорошо слышно. Хорошо, да? Вот как я сейчас сижу и хорошо Да. слышно. Да, Мгм. хорошо видно, слышно. Ага, спасибо. Хорошо. Пожалуйста. Мгм. Так, и я пока. Ольга Валерьевна. Вы сейчас махали мне? Вы знаете, у меня неактивна кнопка «Совместный доступ». Это нормально сейчас? Кнопка «Совместный доступ» пока не активна, пока вас не сделали докладчиком. То есть вы, по-моему, по программе выступаете где-то ближе к Да, концу, да, если я правильно помню. да. Соответственно, мы вас потом сделаем докладчиком, и у вас активируется кнопка «Совместный доступ». Понятно, ага. Все. Ага, спасибо. Просто если хотите что-то проверить, у нас, по-моему, еще есть несколько минут перерыва, можем устроить. Да, может быть, знаете, проверить, как у меня презентация, да, откроется, как она там будет работать. Секунду. Ольга Валерьевна, у нас есть время еще? Ольга Валерьевна, вы меня слышите? Давай.
Ты меня слышишь? Да. Отлично. Катя меня тоже слышит? Да, слышу. Катя, мы сейчас проверяли с Архангельском, у нас все хорошо получается, но я очень рассчитываю, что у нас тоже все будет замечательно. У нас Да, еще есть время, конечно. если она хочет проверить. Мы тоже. Так же. Да. Так, Вань, мы в эфире? Я правильно понимаю? Что? Мы в эфире? Да. Мы в эфире, отлично. Тогда Борис Николаевич сейчас. Ага, ну все, я поняла. Да? Потом будет уже. Сейчас она вот здесь. Следующий онлайн будет. Да. Так. Валерия, Да. у нас все, перерыв заканчивается? Да, у нас перерыв заканчивается. Да, я запускаю презентацию, да, Вань? Передаю вам докладчика. Да. Сейчас другой докладчик. Сейчас у нас... Сейчас другой. У нас Сейчас вы докладчик. Да, все верно. Так. У нас Мария Викторовна. Мария Викторовна, да. Вань, у нас все хорошо, все видно, все хорошо слышно? Да. Да, все, отлично. Мария Викторовна, вы можете сами... на лагере. Я могу. Нет, я думаю, я Сейчас задам. дальше, не презентацию. Так, что... Ага, отлично. Что нам сделать, чтобы было видно презентацию? Совместный доступ. Так, все поняла. Так, я запустила ее. Так. Сейчас я вернусь. Там надо, чтобы нас видели, да? Да, они видят нас, но они не видят презентацию, да. Так, я должна сейчас секундочку. Так, Вань, что мы сейчас видим? Вы видите меня? Ваня, я тебя не слышу. Пока вижу вас. Так, экран. Угу. Экран 2. Так, мы подгружаемся. Угу. Вань, мы уже в совместном доступе. Вижу ваш экран. Так. Нажми Enter. Так, сейчас, секундочку. Техника работает при пустом зале. Как стесняется даже не многочисленно. Презентация, которая замечательно запускалась в перерыве. А вчера как все идеально шло, вы не поверите. Да. Стоит только наши рассказы вам послушать, как все работало просто на ура. Единого вздоха.
Вань, что мы сейчас видим? Ваня. Запущенное окно PowerPoint. То есть презентацию вы еще не видите? Ну, пока сам PowerPoint. То есть без показа слайдов. Я вам просто красочно расскажу. У нас презентация уже видна. Все в порядке. Отлично. Все, я тогда запускаю слайд-шоу. И мы с вами сейчас посмотрим такое шоу. Так, коллеги, подскажите нам, пожалуйста, вы сейчас видите уже показ презентации? Да. Коллеги, все, отлично. Передаю Марии Викторовне правление. Так, еще раз всем здравствуйте. Вельский краеведческий музей, основное здание, вы видите на слайде, был создан в 1919 году на основе частного собрания предметов старины Василия Феоктистовича Кулакова. Сегодня число предметов собрания музея насчитывает более 28 тысяч единиц хранения, и в нем достаточно широко представлены книги 17-20 веков, это более 1100 единиц. Среди них более 80 рукописных книг, списки изданий, сборники и отдельные тексты. По тематике в данной группе главным образом преобладают рукописи религиозно-духовного содержания. Первые книги поступлений позволяют установить, что в 1919-1920 годы от Василия Феоктистовича в музей поступило примерно 215 рукописных и печатных книг. Среди них было 19 списков житий святых 17-19 веков. В 1954 году по распоряжению Министерства культуры в Вельском музее работал Ярослав Николаевич Щапов, старший библиотекарь отдела рукописи Государственной библиотеки имени Ленина. Перед ним стояла цель просмотра и отбора старинных рукописей, печатных и рукописных книг. Отобранные рукописи, в кавычках, не имеющие местного значения, с разрешения Управления культуры при Архангельском облсполкоме были переданы в Государственную библиотеку. Среди них были 13 книг в списке житий святых. Нам, конечно, очень интересна их дальнейшая судьба, но сегодня я хочу поговорить о тех 6 рукописных книгах, в которых мы на настоящий момент выявили жития святых. Для 4 из них в графе «Сдатчик» указан Василий Феоктистович Кулаков. Но анализируя документы и первые учетные номера, можно сделать вывод, что все 6 рукописей происходят из коллекции Василия Феоктистовича Кулакова. Цель моего исследования – ввести их в научный оборот и дать им первоначальную атрибуцию. 5 из 6 рукописей представляют собой небольшие тетради, скрепленные нитью без переплетных крышек. 6-я рукопись выполнена в виде перегнутого пополам листа бумаги. Все рукописи выполнены в лаконичной форме, без иллюстраций. В 3 из них представлены киноварные заголовки и инициалы. Особый интерес для сохранения истории Поволжья, территории вдоль реки Ваги, крупнейшего левого притока реки Северная Двина, представляет рукописный текст, записанный в книгу поступления музея как рукопись духовного содержания. Он происходит из села Воскресенское Ровненского района, это бывший Шенгурский уезд, сейчас это муниципальное образование Благовещенского Вельского района Архангельской области. На бумаге расположены 2 типа филиграней. Первый представлен в виде выполненного в лаконичной форме гербового щита с перевязью. Филигрань отлична от филиграней данного типа и датируемых 1668-1673 годами. Например, в варианте нашего музея нет короны над щитом. Второй представлен в виде 2 различных изображений двуглавого орла, схожих с датируемыми исследователями 1628-1677 годами. На страницах мы видим скромный лаконичный стиль без киноварных заголовков, витиеватых букв, заставок, концовок. Текст выполнен скорописью 2 почерков, и памятник не имеет владельческих признаков. Данная рукопись представляет собой сборник 2 текстов: «Житие несочтимого святого Варлаама Вашского Шенгурского» и фрагмент текста «Откровения святого Иоанна Богослова». Варлаам Вашский, в миру Василий Степанович Едемский, новгородский посадник, основавший около середины 15 века на реке Ваге Богословский монастырь. В 1552 году были обретены его мощи, а выявленные в фондах нашего музея жития Варлаама Вашского состоит из следующих частей. Введение, основная часть, содержащая сведения о происхождении, рождении и воспитании святого, рассказ об уходе из Великого Новгорода, о явлении чуда и о выборе места для устройства обители,
и молитва перед устройством обители. Аналогичный данному варианту Тверского музея текст содержит рукопись, хранящаяся в Российской национальной библиотеке. Рассматриваемый нами экспонат мы можем датировать второй половины 17 века. Также в фондах Тверского музея хранятся два списка жития преподобного Савватия Соловецкого. Они также выявлены в составе двух различных сборников. Один из них записан в книгу поступлений как «Житие и подвиги преподобного пустыножителя Савватия Соловецкого» и другое. Датчиком также указан Василий Феоктистович Кулаков. И вы видите, да, что на слайдах сборник состоит из трех частей. Первая из них в 5 листов бумаги без филиграни, цвет бумаги бледно-зеленый, она несколько толще остальных образцов, и именно ее первый лист использован в качестве обложки. Рукопись в этой части представлена полуставом, и это фрагмент текста «Жития Савватия Соловецкого». Он схож с вариантом второй половины 17 века из собрания научной библиотеки Московского государственного университета. И согласно классификации Софьи Викторовны Минеевой, данный текст соответствует третьему варианту третьей краткой редакции «Жития». Список Тверского музея включает начало повествования, и комплекс признаков позволяет нам датировать рукопись первой половины и середины XVIII века. Вторая же и третья части, также представлены на слайде, содержат повторяющиеся филиграни, литеры В, Ф и СТ без каких-либо украшений и указаний белых дат. По типу письма данных листов обе части являются скорописью. Вторая часть состоит из 6 листов и включает 5 текстов из пролога на месяц март. И исключая первый текст, все остальные схожи с печатным изданием 1643 года, который неоднократно переиздавался. К сожалению, сейчас у нас в рамках имеющихся возможностей Тверского краеведческого музея не удалось более точно атрибутировать, какому именно изданию был сделан список. Третья часть состоит из 8 листов, включая также 5 текстов из пролога на месяца март, апрель и май. Вторая и третья части конволюта могут быть датированы первой половиной XIX века. Таким образом, рукопись представляет собой сборник 11 текстов из как минимум 3 списков. Рукописного жития святого Савватия Соловецкого, прологов на первую и третью четверть года. Иной же вариант жития Савватия Соловецкого представлен в составе рукописей, записанных в книгу поступлений, как рукопись о представлении преподобного нашего отца Савватия, начальника Соловецкого острова, нового чудотворца. Указано, что экспонат происходит из села Верховажье, а ныне это Верховажский район Вологодской области. На листе 2 оборот вдоль правого поля имеется надпись графитным карандашом. Все это получено от В.Ф. Кулакова в марте 1927 года. Объем рукописи всего 2 листа. Здесь также расположена уже знакомая нам филигрань с литерами В.Ф. и СТ, без каких-либо украшений, указаний белых дат. Весь текст написан скорописью одного почерка и состоит из 2 текстов. Представление преподобного отца нашего Савватия, начальника Соловецкого острова, нового чудотворца, и слово о святом Иоанне Богословия, как изучил человек писать иконы. Тексты схожи с размещенными в печатном прологе 1642 года и неоднократно переиздававшимся. Таким образом, данную рукопись можно датировать в первой половине XIX века. Следующая рукопись записана в книге поступлений как рукопись Святую Великую Субботу о погребении тела Господня. По своему оформлению она сходна с большей частью уже рассмотренных нами рукописей. Здесь также роль переплетных крышек выполняет лист бумаги. В качестве обложки использован рукописный документ личного происхождения из Поповской десятины Верховажского стана Важского уезда. В нем содержится указание даты 1756 год. Филигрань на бумаге обложки подобна повторяющимся филиграням на листах текста. Это литеры В в волнистом прямоугольнике. Рукопись содержит самое большое число владельческих записей, рассматриваемых нами. Одна из них дает точное указание на первого владельца рукописи, а возможно одновременно и переписчика, так как включена в основной текст на листе 12 оборотов. Как раз я ее вынесла на слайд. Можно прочитать, что сия тетрадь Верховажской четверти Поповской десятины, деревни Рябковой, крестьянина Гавриила Иванова, сына Быкова. Текст выполнен скорописью одного почерка, представляет собой сборник из 3 текстов. Первое заглавлен как «Житие Николая Чудотворца». Он схож с опубликованным Ключевским списком жития. Второе имеет следующее самоназвание: «Повесть о чудесах святого Николы, Агриковой сына Василия».
и относится к числу ранних сказаний о чудесах святого Николая Великийского. Так как это сказание было одно из самых популярных, текст требует более подробного изучения. Третий текст представляет собой начало жития царевича Дмитрия Угличского. По содержанию фрагмент схож с майским томом Чтих-Миней Иоанна Милютина середины XVII века. Таким образом, данная рукопись может быть датирована второй половиной XVIII века. А самым поздним из исследованных источников является сборник, записанный в книге поступлений как рукопись сказаний явлений ангела в пустыне преподобному Макарию Египетскому, также поступившего от Кулакова. Рукопись на 17 листах, на бумаге без водяных знаков. Экспонат поступил в музей, к сожалению, в виде фрагмента, без начала и конца, представляет собой рукопись 19 века одного почерка. На листах можно видеть латинические записи Якова Зобнина, Клавдий Зобнин. Сама рукопись состоит из 3 небольших текстов. Слово святого пророка Ильи о последних днях, слово о преподобном отце нашем Макарии, как открыл ему Господь Бог человеческий лоб, и житие блаженного святого Алексея, человека Божия. Данная рукопись, по нашим предположениям, может быть датирована 19 веком. И, наконец, рукопись, которая представляет собой самостоятельный текст, написанный одним почерком. Она записана в книге поступлений максимально точно. Рукопись жития святого Андрея Иродиева без конца, 19 век. Роль переплетных крышек здесь также выполняет лист бумаги. И на бумаге использована повторяющаяся филигрань, литеры П, М и Д, без каких-либо украшений, указаний, белых дат. Текст на каждой странице помещен в строгую рамку из 2 параллельных линий. Собственно, название рукописи также вы можете легко прочитать. И данная рукопись поступила в музей без ее окончания. Экспонат можно датировать концом XVIII века. Таким образом, нам удалось провести начальный этап атрибуции 6 рукописей из собрания Вельского краеведческого музея. 5 из них представляют собой конволют от 2 до 11 текстов. Один из них сборник, включивший житие несносимого святого Рома Важского, Шенгурского. На настоящий момент он является самый ранний из рукописных книг в коллекции нашего музея. Для музейного собрания представляет интерес не только факт передачи данных экспонатов от его основателя, их ценность как книжных памятников, но и важность сохранения, популяризации книжной культуры по важнее 18-19 века. И мы надеемся, что на этом начальном этапе нашей работы не остановится, мы будем продолжать изучать имеющиеся у нас рукописи, в том числе и те, которые я представила вам сегодня. Ждут вас вопросов, пожеланий, предложений по дальнейшему изучению. Да, могут ли быть вопросы? Есть. Задавайте. Нет, у меня, во-первых, я вас хотел поблагодарить, потому что очень интересный, конкретный доклад, новый, никому, наверное, Щапов их не описывал, у него было какое-то потом описание? Нет, у нас нет каких-то. Нет, да? Вообще, вы знаете, кто Щапов потом стал очень известным ученым? Ярослав Николаевич, да, вот, к сожалению, уже давно скончавшийся, член-корреспондент Академии наук, я с ним вместе в одном здании работал, очень интересный человек был. Вот. Ну, кажется, они все-таки где-то публиковали, даже они в нашем археографическом ежегоднике. Вы не пытались искать? Все-таки он своих эти командировки, он должен был отчитываться. Я не стала об этом говорить, просто изначально в рамках Вельска, города Вельска, и в рамках Архангельской области очень сложно описывать рукописные книги, потому что не все материалы есть в свободном доступе, даже в Архангельске. Поэтому мы и отталкиваемся. Конечно, да. Нет, но все равно вы, вот самое главное, что вы эти филиграни описали. Ну, в общем, это надо, конечно, проверить. Ну, ежегодник, в каком году он был, Щапов? 53-м, 54-м. 53-м. 60. 50, но еще ежегодника нашего не было. Еще не было археографической комиссии. Ну, где-то мог отчитаться. Ну, короче говоря, вот, конечно, самое интересное, это вот первый 17 век. Я бы вот, вы вот эти филиграни сказали, это, в общем, известные филиграни, я бы ее более точно датировал. Вот вы сказали вторая половина, это, конечно, правильно, но это очевидно, можно датировать там вторая четверть.
Потому что все-таки это переграни не конца 17 века. Они четко, вот этот двуглавый орел и этот щит, вот все-таки. И главное, конечно, там великолепный почерк каллиграфический. Вот это вот интересно. Вот видите, были, так сказать. Так вы нам все показали. Да, и вы говорили, что по сравнению с другими списками этого бытия, может, это вообще самый лучший, там, самый древний. Я, может быть, не уловил сразу из доклада. О нем ведь есть статья, словарь книжников и книжности Древней Руси. Вы не смотрели? Ну, я знаю, что еще вот Рыжова. Наверное, она знает этот список, да? Нет, ну, не знаю, скорее всего, нет. Хотя ей ближе к вам ехать. Ну, так, как сказать? Нет, это очень интересно. И мне такое впечатление, а можно его на него посмотреть еще раз уж мы так дискутируем? Ну, вот. А вы знаете, что вот мне кажется? Здесь это не дописанная некая заготовка. Вот и заголовка нету, да? Киновари нету. Может быть, это какая-то была вот заготовка? Да, все. Хорошо, да. Ладно. Ну, прекрасно, спасибо, да. Все очень интересно. Да. Сейчас должно быть прямое включение из Архангельска. Опять? Да, и сейчас... Надо это сначала отключить. Да. О. Так. Коллеги, нас слышно, видно? Подскажите нам, пожалуйста, что у нас на экране. Мне кажется, уже моя презентация. Так, Дарья, да? Вы нас слышите, вы нас видите? Презентацию вы свою видите? Отлично. Так, Борис Николаевич. Я проверяю, сейчас листается все. Все, отлично. Прекрасно, все. Да, пожалуйста, предоставляем слово, да, Дарья Николаевна, Архангельск. Здравствуйте. Да. Все, можно начинать? Конечно. Да, Дарья, вас хорошо слышно, хорошо видно. Рассказывайте нам. Спасибо. Я расскажу про книги «Комик Рая» в библиотеке Антония Васильского монастыря. Сразу скажу, что речь пойдет про современную библиотеку монастыря, которая начала формироваться в 90-е годы, с момента возрождения обители. На сегодняшний день фонд этой современной библиотеки насчитывает более 10 тысяч книг, 237 из которых обладают признаками книжных памятников. Это 16 рукописных книг древней традиции, это 180 кириллических книг до 1917 года, 11 западноевропейских изданий 16-19 веков, и 30 книг, напечатанных гражданским шрифтом до 1830 года. И это не окончательные цифры, потому что книги продолжают поступать в монастырь. Основной способ пополнения фонда современной библиотеки Сейского монастыря – это вклады, дары паломников и прихожан.
а также деятельность церковно-археологического кабинета. В результате такого вот способа пополнения книги в фонде очень неоднородны по месту их происхождения и бытования. Они поступают в обители из самых разных уголков страны, хотя большинство все-таки связано с русским севером. И происхождение книг в документах далеко не всегда зафиксировано. Поэтому нам приходится ограничиваться анализом следов бытования на страницах книг. И когда мы изучали постраничные записи и штемпели, то обнаружили, что в фонде современной сельской библиотеки имеются книги, которые раньше принадлежали жителям или учреждениям Архангельской, Алонецкой, Вологодской, Нижегородской, Самарской, Воронежской и Волынской губерний. В процессе административно-территориальных преобразований XX века часть этих территорий оказалась в составе современной республики Коми. С ней связано всего 6 книг. Одна рукописная книга и 5 печатных, одна из которых издана во второй половине XVIII века, а остальные в XIX веке. У одной из печатных книг зафиксировано только место современного место поступления, прислано из Усть-Куломского района в 1988 году. Дело в том, что архимандрит Трифон, первый настоятель возрожденного Свято-Троицкого Антония-Васийского монастыря, до этого назначения 8 лет служил настоятелем Свято-Вознесенского храма в селе Иб Сыктывдинского района Республики Коми. И первые книги для монастырской библиотеки, как и первых помощников в восстановлении монастыря, он привез оттуда. Вероятно, этих книг гораздо больше, чем 6, но мы опираемся, еще раз говорю, только на ту информацию, которую нашли в самих книгах. Поэтому вот о таком количестве книг я буду говорить. Начну с рукописи. Это святцы второй половины XVIII века. Чернила 2 цветов, полуустав 3 разных почерков, формат в 16-ю долю листа. Экземпляр этот дефектный, некоторые листы утрачены, часть листов заменена в конце 19-го, начале 20 века. Вот здесь как раз на слайде это видно. Есть и реставрация 19 века. И мы видим по книге, что ей активно пользовались. Листы загрязнены, уголки затерты, пятна, потеки. И даже сам формат говорит о том, что книга создавалась для того, чтобы удобнее было носить ее с собой. К сожалению, никаких указаний о том, кто ей пользовался, не имеется. Хотя полистные записи позволили нам предположить, что какое-то время это происходило на территории Коми-края. Записей там всего 3. Они сделаны чернилами одного оттенка, и 2 представляют собой имена, вот вы их видите на слайде, Евдокия и Дария Наниловна. Они сделаны на полях в дни памяти соответствующих святых. А 3-я запись – это слово «Нимлун» и 2 даты – 24 ноября, 7 декабря. В общем-то, мы именно поэтому и решили, что книга одно время бытовала на территории Республики Коми, потому что слово «Нимлун», именины, день рождения, и запись эта сделана рядом с текстом про день памяти святой мученицы Екатерины, который как раз приходится на 24 ноября по старому стилю, 7 декабря по новому. То есть вот эта двойная датировка подтверждает мысль о том, что записи сделаны после 1918 года, когда уже произошел переход на григорианский календарь. Подобные записи типичны для святцев и месяцесловов. И здесь интересен вот только факт, что использовано слово на коми-языке. Так что при отсутствии конкретики все же какая-то информация о местах бытования книги у нас появляется. Дальше обратимся к печатным книгам. Там есть более конкретные указания на те места, где они раньше находились. И рассмотрим их в хронологическом порядке. Первая книга – это «Жития святых» Дмитрия Ростовского, изданные в Московской синодальной типографии в 1767 году. В книге есть полистная запись, которая частично на слайде у меня приведена.
И там говорится о принадлежности книги Шижамской Преображенской церкви. Это село Шижамское или Шижем до революции относилось к Яринскому уезду Вологодской губернии. Сейчас это Усть-Вымский район Республики Коми. В этом экземпляре «Житий святых» есть и записи другого рода, которые нам говорят не о функционировании книги, а о процессе ее производства. Это подписи работников синодальной типографии, которые над книгой работали. Ну, вы знаете, что работники несли личную ответственность за полноту и исправность экземпляров, которые проходили через их руки, и поэтому они подписывали свои книги. И вот здесь как раз в этот экземпляр «Житий святых» входит жития за 3 месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь. И на последних листах каждого месяца под наборной полосой мы находим или подпись работника типографии, или фрагмент. Вот в сентябре, например, подпись срезана, но видно, что она там была. В октябре написано Тарасов, а в ноябре Степан Евсеев. Частично заклеено при реставрации. Из списка имен мастеровых, типографских лавочников, купцов и переплетчиков типографии Москвы и Санкт-Петербурга, который составила Александра Алексеевна Гусева, мы узнали, что Тарасов – это один из вариантов подписи Ивана Тарасова, который трудился в Московской синодальной типографии как минимум в 1758-81 годах. Это даты обнаружения первой и последней его подписи в книгах из собрания РГБ. А подпись Степана Евсеева зафиксирована только в 2 книгах, и оба раза это издание «Житий святых» Дмитрия Ростовского, 1762 и 1767 год. Над этими же изданиями работал и Иван Тарасов. И получается, что несмотря на то, что сийский экземпляр «Житий святых» в каталоге Гусевой не зафиксирован, сохранившиеся автографы работников типографии подтверждают информацию из каталога. Хочу отметить еще несколько моментов насчет этой книги. Тоже видно, что она активно использовалась, многие листы там закапаны воском, уголки затерты. По всему книжному блоку встречаются следы реставрации бумагой разного времени. И первой трети XIX века, и первой половины XX века, а также вот есть подчеркивание цветными карандашами и перевод даты от сотворения мира в дату от Рождества Христова. Ну, то есть книгой пользовались активно и в XX веке. А вот она как выглядит, как ее внешний вид. Треснувшая доска верхней крышки переплета укреплена просто деревянной дощечкой, которая приколочена гвоздями. Следующая книга – это «Минея праздничная» или «Анфологион», издание Московской синодальной типографии 1803 года. Она была отреставрирована во второй половине XIX века. Переплеты форзацы тогда заменили и подклеили некоторые поврежденные листы. Но, видимо, даже после этого книгой активно пользовались, потому что картонные крышки переплета уже снова успели расслоиться, нижние наугольники теперь не кожаные, а заклеены бумагой. Ну и следы червоточин там успели везде появиться. Эта книга интересна тем, что полисные записи в ней позволяют не просто зафиксировать какой-то момент из истории бытования книги, а даже проследить историю ее перемещения на довольно протяженном временном отрезке. Книга была издана в Москве в 1803 году. Потом она попала в Архангельск, где 5 августа 1838 года была куплена усть-сысольским купецким сыном Осипом Степановым Лыткиным за 5 рублей. Об этом 3 раза сообщается текстом. Вот я одну запись зачитаю. Праздничную Минею купил в городе Архангельске, заплатил 5 рублей усть-сысольским купецким сыном Осипом Лыткиным августа 5 дня 1838 года. Это уже следующий. Сейчас еще про Лыткиных немножко скажу, что это известная фамилия в истории Усть-Сысольска, хотя их купеческая история и была недолгой.
Глава семейства Степан Иванович Лыткин состоял в купеческом сословии с 1825 года. Он занимался торговым предпринимательством, был известен как земельный собственник и как владелец сравнительно большого недвижимого имущества. Кроме того, он избирался и городским старостой, и бургомистром. Его сыновья Осип и Петр тоже занимали выборные должности. Оба побывали в должности городского головы. Осип бургомистром также избирался, но дела они вели не очень успешно. Осип Степанович перед смертью был уже купцом не второй гильдии, а третьей, а Петр и вовсе покинул купеческое сословие. Если вернуться к книге, то вот на слайде сейчас вы видите запись на форзаце. Это уже следующий владелец книги. В 1887 году книга принадлежала Машской Сретенской церкви Усть-Сысольского уезда. Казенная Машской Сретенской церкви Усть-Сысольского уезда 14 сентября 1887 года. Диакон Иоанн Лапшин. На нахзаце есть еще одна карандашная запись. Она подтверждает, что в январе 1914 года книга все еще находилась в той же церкви. Псаломщик Павел Никонорович Покровский, 1914 год, января 5-го дня. Писал во время божественной литургии. Дальше тут перечисляется много имен, не все из которых мы уверены, что правильно прочитали. Речь здесь идет о Сретенской церкви в селе Маджа, построенной в 1854 году. В конце XIX века это село относилось к Корткеровской волости Усть-Сысольского уезда, Вологодская губерния. Сейчас это район Республики Коми. Благодаря информации, которая собрана в рамках проекта «Православные приходы и монастыри Севера», нам удалось быстро идентифицировать священнослужителей, которые сделали записи. Вот видно тут как раз, что автор первой записи Иоанн Васильевич Лапшин в 1863-74 годах был дьячком в этой церкви, потом рукоположен в диакона на должности псаломщика. И Павел Никонорович Покровский тоже здесь есть, был утвержден в должности псаломщика в той же церкви в 1910 году. Следующее издание – это Киево-Печерский патерик 1806 года издания, и оно примечательно тем, что находилось когда-то в личной библиотеке священника Михаила Филаретовича Вишерского. С 1962 года он был настоятелем Свято-Вознесенской церкви села Иб, той самой церкви, где в конце XX века 8 лет служил настоятелем архимандрит Трифон. Свидетельством принадлежности книги личной библиотеки Вишерского служит вот такой владельческий экслибрис. Подобные экслибрисы встречаются во всех 17 книгах из личной библиотеки Вишерского, выявленной и описанной в фонде научной библиотеки Национального музея Республики Коми. Здесь еще такой интересный момент есть. Вероятно, до того, как попасть к Вишерскому, книга находилась в Покровской Полевицкой церкви. Сейчас это село Полевица, Сыктывдинский район, Республика Коми. А до революции относилась к Яринскому уезду Вологодской губернии. Вот такая запись в книге есть. Сия книга глаголемая патерик Киево-Печерской, погоста Полевицкого. Два последних слова, мы тут сомневаемся в их прочтении. Надежда Вениаминовна Краева упоминает об аналогичном перемещении другой книги из библиотеки Вишерского, поэтому мы предположили, что, возможно, и это проделала такой же путь. Еще одна книга, которая сильно отличается от богато украшенного патерика, «Часослов учебный для начальных сельских училищ». Московская синодальная типография, 1886 год. Это не книжный памятник, в издательском плане она ничем не примечательна. Такое дешевое массовое издание без иллюстраций, без каких-либо изысков. Его делают интересным записи. Одна запись на форзаце
собственное священника Анатолия Костыгина, а также многочисленные записи на страницах Головков, учил Аполлон Головков, Головкова Аполлона, и даже запачкал все книги Павел. Священника Анатолия Костыгина нам найти не удалось, а вот судьбу братьев Головковых, ну, достаточно легко оказалось проследить благодаря тому же проекту «Православные приходы и монастыри Севера». Они оба родились в семье псаломщика, диакона Богородской Становской церкви Кадниковского уезда Михаила Андреевича Головкова. С января 1907 года Аполлон Михайлович исполнял должность псаломщика Николаевской Саходской церкви Кадниковского уезда Вологодской епархии, а Павел Михайлович утвержден в должности второго псаломщика при Христорождественской Вотчинской церкви Вологодского уезда в январе 1910 года. Таким образом, изучение книг Коми края в библиотеке Антония-Васильского монастыря в очередной раз убедительно показывает, насколько ценным и интересным историческим источником являются книжные записи в рукописных и старопечатных книгах. Сведения о процессе возникновения издания, владельческие записи, которые фиксируют собственность на книгу и ее перемещение, какие-то значимые читательские пометы. Всю эту информацию при удачном стечении обстоятельств можно извлечь из самой книги. Иногда не хватает контекста для того, чтобы верно расшифровать записи, ну, поэтому нам кажется, что нужно их вводить в научный оборот и делать доступными для других исследователей. Спасибо за внимание. Валерьевна, я вам выключал микрофон, включите его обратно в WebEx. Может быть, есть какие-нибудь вопросы? Вопросов нет, просто, ну, вы сказали, Лыткиной фамилия известная, но я хотел одно слово сказать, что вот как бы не памятник, вот часослов учебный, а вы знаете, что это может быть редчайшая книга, вообще, которые там сохранились считанные экземпляры, потому что эти учебные там псалтыри, часослова, и просто стирались, так сказать, исчезали. Возможно, я, да, неправильно сказала, просто... Вы поправились, все хорошо. Просто вот как раз на это надо обращать внимание. Вот буквально вот я Гусеву вы цитировали, да? Да, вот я к ней приносил какую-то обычную псалтырь конца XVIII века. Посмотрела, ни в каталоге у нее, ни в библиотеке вообще нет. Обычное синодальное издание конца XVIII века. Не старообряд. Вот вам пример. Так что храните. Спасибо. Мы храним. Можно еще добавлю, что вот в Российской библиотеке много, ну так, достаточно много книг, которые мы не нашли в каталогах. Вот. То есть, получается, ну вот люди, которые принесли эти книги в конце 20 века, вот в начале 2000-го, до этого времени все это хранилось по домам, и только благодаря тому, что книги попали в монастырь, а они потом на временное хранение отдали нам в библиотеку, мы можем вот как-то ввести это в научный оборот, рассказать об этих книгах. Прекрасно, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Дарья. Тогда мы переходим к следующему докладу, да? У нас очередной онлайн-доклад. К нам подключается Людмила Александровна Никифорова, заведующая отделом экспозиционной и выставочной работы Музея изобразительных искусств Республики Карелия. И она нам представит доклад «Сказитель, поэт, художник. Диалог через столетия. Книжные иллюстрации карело-финского эпоса Калевала в фондах Музея изобразительных искусств Карелии». Людмила Александровна, вам слово. Добрый день, дорогие коллеги, слышно ли меня? Да, вас слышно. Хорошо, жду презентацию тогда. Я назвала свой доклад «Сказитель, поэт, художник. Диалог через столетия» не случайно.
таким образом, потому как когда мы берем в руки любое издание карело-финского эпоса Калевала, то суровая природа Севера, спасибо, суровая природа Севера, различные события жизни мифических народов предстают перед нами в образах, совместно сформированных народными сказителями, автором поэмы Элиасом Лёнратом и художниками-иллюстраторами. Следующий слайд, пожалуйста. За 17 лет Элиас Лёнрат проделал огромную собирательскую работу, записав более 65 тысяч древних стихов. Совершая трудные пешие путешествия вглубь Карелии, где в начале XIX века еще бытовали древние рунопевческие традиции, Элиас Лёнрат встретил там талантливых народных певцов Архипу Пертунина, Васила Келевлянина, Онтрия Малинина и других. Следующий слайд. В своих путевых заметках Лёнрат описывал крестьянина Архипу Пертунина как старца, сохранившего удивительно светлую память, от которого он 2 с лишним дня записывал песни, а Архипа пел их в отличной последовательности, не допуская сколько-нибудь заметных пропусков. От Онтрия Малинина Лёнрат записал в общей сложности 806 стихов. Но у старого Василы его ждала еще большая удача. Лёнрат узнал все героические деяния Вяйнемёнина и в единой последовательности. Дальше, пожалуйста. Элиас Лёнрат не просто собиратель, он автор литературного текста, так как он исследовал, обработал записанные им строки народной поэзии, дополнил их материалами других собирателей, выстроил единую сюжетную линию. Известно, что треть стихов книги полностью совпадают с древними рунами. Половину стихов Лёнрат отредактировал, остальные он либо собрал из имеющихся строк, либо сочинил сам. Дальше, пожалуйста. Полное издание книги было опубликовано в 1849 году на финском языке и содержало 50 рун и почти 23 тысячи строк. На русский язык поэма впервые была переведена в 1888 году Леонидом Бельским. Второй полный перевод эпоса был сделан в 1996 году поэтом Армасом Мишиным и фольклористом Эйна Киуру. Дальше, пожалуйста. Глубокие и вечные темы, мотивы, образы Калевалы стали источником вдохновения для художников разных стран и одной из основных тем комплектования фондов нашего музея. Каждый художник искал и ищет в Калевале свою тему. Одни видели в рунах поэзию труда, героические поступки, подвиги, приключения. Другие обращали больше внимания на красоту природы, характер и взаимоотношения героев. Дальше, пожалуйста. Первыми иллюстраторами Калевалы в нашей стране стали члены художественного объединения мастера аналитического искусства, ученики Павла Филонова. Необычным и уникальным явился творческий метод филоновцев, заставляющий зрителя смотреть на героев эпоса не глазами современного человека, а как бы глазами самих героев. Идолоподобные фигуры людей и животных, застывшие картины северной природы – все это удивительно соответствовало художественному миру эпоса. Следующий, пожалуйста, слайд. От этого издания в фондах музея хранится 8 оригинальных иллюстраций Михаила Цыбасова. Его иллюстрации с первого взгляда поражают своей необычной трактовкой, оригинальностью и глубиной проникновения в народный эпос. Цыбасов словно погружает зрителя в архаическую эпоху, в которой живут и действуют персонажи. Выполненные жестким, грубоватым рисунком, с некоторым уклоном к примитиву, иллюстрации передают ощущение давно минувшего времени, создают свой особый образный мир. Дальше, пожалуйста. Первое издание эпоса в Петрозаводске вышло в свет в 1940 году на русском языке с иллюстрациями ученицы Павла Филонова Алисы Парет. Рисунки исполнены пером в 2 цвета, черной и зеленой тушью, нанесенные на бумагу мелкими, частыми точками и штрихами. Их отличает предельная сделанность формы. Рациональное мышление, развитое в Парет учителем Павлом Филоновым, органично соединилось здесь с высоким поэтическим чувством, рожденным Калевалой. Дальше, пожалуйста.
Очередным этапом иллюстрирования эпоса стал столетний юбилей Калевала в 1949 году. Был объявлен всесоюзный конкурс на создание новых иллюстраций. Победителями стали художники Георгий Стронг, 2-я премия, Осмо Бородкин и Мют Мечев, 3-я премия. 1-ю премию не присуждали. Иллюстрации Георгия Стронга были выполнены в технике акварели и выделялись ярким колоритом. Художника более всего интересовали сказочные, фантастические сюжеты. В образах присутствовало что-то былинное. Победа на конкурсе дала возможность Стронгу самостоятельно оформить Калевалу на финском языке в 1956 году. Дальше, пожалуйста. Позднее он создал целую галерею портретов главных персонажей Калевалы, выбирая в качестве моделей известных актеров Карелии. Например, образ молодого и задиристого колдуна Еукахайнина создавался с участием актера Карела по национальности Теппа Лесанина. Теппа Лесанин на лету схватывал задачи, которые ставил перед ним художник, относился к позированию творчески и тем самым помогал Стронгу. Далее. Российский художник-график Мют Мечев исполнил конкурсу серию акварельных работ, которые были отмечены премией. В 1950 году он переехал в Карелию и абсолютно погрузился в материал. Он составил карту мифической Айкумены, построил метровую модель карельской лодки, чтобы представлять себе водные путешествия героев. Результат его многолетней работы над Калевалой можно увидеть в издании эпоса 1956 года. Дальше, пожалуйста. С 1967 года Мечев работает над иллюстрациями в совершенно новой для себя технике – линогравюре. Его 2-я Калевала выходит в свет в 1975 году на финском языке и впоследствии переиздается 3 раза и на финском, и на русском языках. В 1989 году была выпущена юбилейная Калевала с линогравюрами художника в 2 цветах – черном и красном. Использование в книге красного цвета относит нас к традиционной карельской вышивке. Дальше, пожалуйста. Для сравнения предлагаю вам посмотреть на 2 образа одного и того же персонажа, выполненные художником Мюдом Мечевым в различных техниках. Перед вами кузнец Илмаринин, один из ведущих героев эпоса. Дальше, пожалуйста. Художник Карел по национальности Осмо Бородкин родился в семье рунопевцев и с детства жил среди поэтических образов старинных рун. Его рисунки монументальны, эпичны в композициях, образы героев удачны по типажу, характеру и настроению. На сегодняшний день есть только одно, причем миниатюрное издание 1983 года с иллюстрациями этого художника. Дальше, пожалуйста. Особая и неповторимая трактовка образов Калевалы у карельского художника Тамары Юфа, которая в графических листах создает мощный загадочный мир преданий, наполненный живым чувством любви и сострадания к героям произведения. Она следует идее книги. Человек и природа неразрывно связаны друг с другом. Тамару Юфа нельзя причислить ни к одной школе, ни к одному художественному направлению. Она рисует сюжет не буквально, она передает впечатление, свое восприятие этих событий. Дальше, пожалуйста. Калевальская графика Тамары Юфа – это особый мир. Сны и слезы дев, мечты матерей, подвиги юношей, мхи и травы плетут на холодных камнях завораживающие кружева, цвета сдержаны, линии лаконичны. У художника главная тема женская. Женщины у нее очень красивые, добрые, нежные. Женские образы созданы Тамарой Юфа через выразительные жесты, изящные движения, тончайшие орнаменты и сдержанный колорит. Дальше, пожалуйста. Айна. Любимый персонаж Тамары Юфа. Пожалуй, самый поэтический образ в ленартовской поэме. Во многом он плод фантазии создателя Калевалы. Само имя Айна, единственное в переводе, придумано Ленратом. Толчком для создания образа стали варианты народных песен Северной Карелии о девушке, которую мать обнаруживает мертвой в амбаре после сватовства нелюбимого. Ленрат вводит Айна в конфликт 2 персонажей. Молодой Еукахайнин проигрывает состязание в пении старому Вяйнемёнину и обещает тому в жены свою юную сестру Айну. Гибель Айна из-за нежелания выходить замуж за старика разворачивает сюжет в мифологический план, и Ленрат продолжает его другим народным сюжетом о рыбе-девушке. Айна, упав в воду, не тонет, а превращается в рыбу. Все эти драматические коллизии создают завязку сюжета поэмы, образуют первоначальную пружину ее напряженности. Так,
На основе нескольких вариантов различных народных песен Леонрад создал яркий, художественно убедительный образ трагической героини, совершенно не свойственный народной эпической традиции, но весьма характерный для лирической поэзии. На протяжении всех лет работы над Калевалой Тамара Юфа создает разные образы Айна. Они меняются вместе с взрослением самой художницы. От юной, нежной, светло-печальной Айна 1963 года Тамара Юфа приходит к трагической, вобравшей в себя всю тяжесть женской доли Айна 1987 года. Дальше, пожалуйста. Каждый художник творит свою Калевалу, создает свой мир образов, опираясь на строки народной поэзии, обработанные Леонрадом. Главный ключевой герой Калевалы – Вяйнемёнин, родоначальник народа Калевалы и мудрый певец. Его можно отнести к наиболее архаическому типу эпических героев. Он несет явные черты шамана и действует чаще колдовством, чем мечом или копьем. Эпитеты «старый», «вековечный» приходят из народной поэзии и следуют за героем всю книгу. И перед нами в иллюстрациях предстает именно старец. Дальше, пожалуйста. У Георгия Стронка образ вековечного прорицателя Вяйнемёнина долго не складывался. Огромная борода, белоснежные волосы, целый лабиринт морщин, домотканой одежды, в руках кантель или кружка. Уйти от традиционных внешних штампов в трактовке образа Вяйнемёнина ему не удалось, но воплотить красоту и мощь его пения, былинную первородную силу и мудрость получилось. Дальше, пожалуйста. Для Мюда Мечева прототипом Вяйнемёнина стал священник церкви в поселке Соломенное. Высокого роста, в длинной одежде, с большой головой и крупными чертами лица, ярко-голубые веселые глаза с выражением снисходительной насмешливости и мудрости, длинные седые волосы и борода. Так описывал его художник. Именно таким мы и видим мудрого старца в работах Мюда Мечева. Дальше, пожалуйста. Карельский художник Виталий Добрынин пытался выйти за рамки традиционного иллюстрирования Калевалы. Образ Вяйнемёнина создан через крупный план. Выразительное лицо, пристально смотрящие глаза несут мощную энергетику. Борода и волосы то ли плывут по воде, то ли парят в воздухе, и во всем облике есть какая-то великая магическая сила, о которой поется в старинных рунах. Дальше, пожалуйста. В работе прибалтийского художника Гирта Вилкса Вяйнемёнин предстает этаким Прометеем, несущим людям огонь, мощно ступающим по земле. И только седые волосы подчеркивают возраст этого могучего богатыря. Тонкое акварельное кружево Тамара Юфа вписывает героя в окружающий его пейзаж и делает его неотделимым от сил природы. Дальше, пожалуйста. Современное прочтение образа молодым художником из Санкт-Петербурга Игорем Барановым отличается от работы его старших коллег. Отличается и цветовая гамма, и само решение образа. Перед нами как будто бы предстает шаманская маска, скрывающая истинного Вяйнемёнина, тайну которого художник предлагает разгадать. И это уже молодое поколение российских художников. И его калевальский цикл еще ждет очередная публикация эпоса, подчеркивая свой тезис, что глубокие и вечные темы, мотивы и образы Калевалы – это неиссякаемый источник вдохновения для художников разных поколений. Дальше, пожалуйста. Следуя за народным словом, читая Леонратовскую Калевалу, погружаясь в образность иллюстраций наших художников, мы постигаем древнюю мудрость народа, опубликованную вот именно в этой книге Калевала. Спасибо вам за внимание. Мне пришлось ограничиться только некоторыми изданиями, некоторыми художниками, 2 образами Калевалы, потому как Калевала – это целая вселенная, всеобъемлющее произведение. Говорить о нем можно очень много, но регламент нашего мероприятия это не позволяет. Приглашаю вас к нам в Карелию, в Петрозаводск, в наш музей. Я познакомлю вас с Калевалой очень подробно и с нашей огромной коллекцией. Спасибо за внимание. Ольга Валерьевна, включите микрофон, пожалуйста, ваш. Все ли было слышно? Вас было слышно, это сейчас, да? Значит, вопрос у меня такой, что у вас, наверное, самое большое собрание вот иллюстраций
к изданиям? Я полагаю, что да, потому что мы специализируемся на этом. То есть вы просто специально за ними следили, да, и имели контакты с этими художниками? Конечно, мы комплектуем коллекцию, начиная с 60-го года, и мы постоянно отслеживаем работы художников и карельских, и российских художников, то есть и ленинградских, простите, санкт-петербургских, московских художников, художников других стран, смотрим, какие выходят издания по Калевале. И, конечно, стараемся продолжать комплектовать коллекцию, принимаем в дар, покупаем работы. Прекрасно. Спасибо. Сейчас Спасибо коллекция большое. насчитывает 800 единиц. Это только по Калевала, да? Да, только чисто калевальская коллекция насчитывает 800 единиц хранения. Это наша большая гордость. Потрясающе. Спасибо. Да. Спасибо за возможность выступить. Сейчас вопрос. Да. Директор Национальной библиотеки Просужев Алексей Анатольевич. Слушай, я бы вас очень хотел пригласить в наш проект «Финно-Угорика», если вы согласитесь любезно в него войти. Ну, хотелось бы подробности узнать. Конечно же, я думаю, у организаторов конференции есть мои контакты, можно мне позвонить или написать. Все, спасибо. Да, вам спасибо за приглашение. Угу. Спасибо. Значит, теперь у нас уже идет прямое обсуждение. Значит, и Ивановна, да, Национальная библиотека. Презентацию, да? Да, сейчас. Соединяемся. Переключение онлайн в офлайн и с офлайна в онлайн требует немножечко времени. Ваня, нас слышно? Да, вас слышно. Да, нас слышно, да. Ну, совместный доступ у меня пока немножечко подвис. Ты нам дал, подключил нас? Да, вы сейчас докладчик. Коллеги, подскажите, пожалуйста, что у вас на экране происходит? Видим вас. Презентация подгружается? Пока нет. У меня совместный доступ подвис. Он, ну, в соединении не, скажем, крутит. Мы пока презентацию подгружаем. Коллеги, вы, кроме нас, мы можем начать. У нас презентация видна на экране. Я так понимаю, у вас на экране презентации не видно. Остановите совместный доступ и запустите его по новой. К сожалению, висит. Может быть, тогда Иванна прочитает доклад. Да, доклад прочитает. Ну, презентацию будем накладывать уже, так скажем, когда будем подгружать непосредственно доклады. Да, Ваня? Реагируйте, пожалуйста, наши коллеги.
Сама презентация у вас запущена. Презентация она запущена. Все, мы начинаем. Мы продолжаем. Тогда передаю слово Иване Тоболенковой, главному библиотекарю отдела краеведческой национальной литературы Национальной библиотеки Республики Коми. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Тема моего доклада видна на презентации. И начнем. Национальная литература любого народа – это особое явление со своей историей, жизнью и спецификой. Она становится намного богаче, взаимодействуя с другими национальными литературами. И в этих контактах значительное место занимают, конечно же, переводы, в частности, художественные. По терминам художественный перевод Под термином художественный перевод подразумевается вид литературного творчества, в процессе которого произведения, существующие на одном языке, воссоздаются на другом. В рамках данного выступления остановимся на отдельных аспектах из истории перевода художественной литературы на коми-язык. Основой для исследования стало собрание изданий, выпущенных на территории нашей республики, хранящихся в Национальной библиотеке Республики Коми. Хронологически можно выделить три основных периода переводов. Перескочили мы, придется мне тогда сказать. Это дореволюционный до 17 года, советский период с 20 года по начало 60-х годов и современный период с 2000 года по настоящее время. Авторами первых переводов являются выдающиеся коми-деятели. И первым по праву можно назвать имя поэта-демократа-лингвиста, философа Ивана Алексеевича Куратова, который знал более 10 языков, и именно благодаря ему впервые на коми-языке зазвучали произведения из русских и западноевропейских поэтов. Перу Куратова принадлежат переводы, как вы видите на экране, произведений Александра Пушкина, Василия Жуковского, Ивана Крылова, Михаила Лермонтова и многих других его русских поэтов, а также поэтов зарубежья. Это Анакреонта, Горацио, Вольтера, Лонгфелло, Беранже, Бёрца, Гейна и многих-многих других. Переводы народных произведений греков, произведений татар, сербов, киргизов, перевод шотландской баллады «Эдвард» является одним из самых совершенных. Современник Куратова, языковед, историк, переводчик Георгий Степанович Лыткин. Одно из стихотворений на зырянском языке, переведенное им еще в 1856 году, вошло в юбилейное издание Петра Даниловича Драганова «Многоязычный Пушкин», подготовлено к столетию русского поэта в числе 50 произведений на разных языках и диалектах мира. Георгий Лыткин первым осуществил перевод на коми-язык классических русских сказок для детей из сборника Константина Ушинского «Родное слово», который на протяжении многих лет включали школьные хрестоматии учебники для коми-школ. Он является автором перевода на коми-язык жития святого епископа Пермского Епифания Премудрого, которое в сокращенном варианте вошло в его основополагающий труд «Зырянский край при епископах Пермских и Зырянский язык» 1889 года издания. Дореволюционный период опыт художественного перевода имел Чисталев Вениамин Тимофеевич, его вольные переводы стихотворений русских поэтов Ивана Никитина «Песни бобыля» 1908 года и Алексея Кольцова «Песни старика» 1909 года. В 1915 году будущий ученый, языковед, писатель Лыткин Василий Ильич почти дословно переводит стихотворение Ивана Никитина «Ночлег в деревне». В большинстве своем произведения вышеназванных авторов были опубликованы в печати уже в более поздний период, а в случае с Иваном Куратовым не при его жизни. Самым плодотворным и активным временем переводческой деятельности на территории Коми-края стали все-таки 1920-е и начало 60-х годов. Перед переводчиками стояла главная задача путем перевода на родной язык приблизить и познакомить читателей с выдающимися произведениями русской и зарубежной литературы.
В это время происходит и становление издательского дела, национальной коми-литературы, развиваются все жанры литературы от рассказа и очерка до романа, формируется коллектив коми-писателей. Начало массового издания переводной литературы на коми-языке положено в 1923 году. 3000-ным тиражом издан сборник русских сказок для малышей «Мой Донквивес». Если говорить о литературе для взрослой аудитории, первыми стали драматические произведения Александра Неверова «Баба Яс». И в 1924 году такие драматические произведения, как «Накануне» неизвестного автора нам Дия, «Не плачьте», драматический эскиз «Не плачьте над трупами» Наградова и «Агит пьесы». Переводы всех этих изданий осуществила Анна Чеусова. В этот период на коми-язык переведены практически все хрестоматийные произведения Александра Пушкина, кроме романа в стихах Евгения Онегина, Николая Васильевича Гоголя, кроме поэмы «Мертвые души», Ивана Сергеевича Тургенева, кроме романов «Рудин» и «Дворянское гнездо», а также произведения Салтыкова-Щедрина, Короленко и Антона Чехова. Наиболее переводимыми авторами были Лев Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов по 17 изданий. Совсем не были представлены авторы Александр Грибоедов, Федор Достоевский, Иван Гончаров, Николай Чернышевский, Федор Тютчев, Афанасий Фет, Иван Бунин и другие авторы. На коми-языке с 1937 по 1957 год были изданы 5 отдельных сборников избранных произведений. Ивана Крылова в 1937 году, Михаила Салтыкова-Щедрина и Антона Чехова в 1939 году, Александра Пушкина в 1949 году и Льва Николаевича Толстого уже в 1957 году. И все же наибольшее количество переводов приходится на русских советских писателей, в чьих произведениях утверждались идеалы советской действительности и образ нового человека. В печати в этот период выступают Максим Горький, Лев Кассин, Валентин Катаев, Владимир Маяковский, Аркадий Годар и многие-многие другие авторы. Как вы видите на слайде, по количеству переводных произведений лидирует Максим Горький, 23 произведения, среди них такие крупные произведения, как роман «Мать», его автобиографическая трилогия «Детство», «Люди, мои университеты». На втором месте можно выделить Аркадия Гайдара, 16 произведений, среди них такие тоже крупные произведения, как РВС, «Дым в лесу», «Четвертый блиндаж», «Дальние страны» и другие произведения для детей. 11 изданий у Льва Кассиля и по 6 книг у авторов Александра Фадеева, среди них вот роман «Молодая гвардия. Разгром» и Михаила Шолохова, роман «Поднятая цельная. Рассказ «Судьба человека». Из плеяды русских поэтов Серебряного века сразу 2 поэтическими сборниками в 1937 году был представлен Эдуард Багрицкий. Совсем не нашли отражения Александр Блок, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Валерий Брюсов, Николай Гумилев. Новая тематика переводных изданий появляется и в годы Великой Отечественной войны. Только в 1941 году было переведено 22 книги советских авторов. В основном это, конечно, историческая проза, которая рассказывает о событиях героев русской и российской истории, воспитывающих патриотизм и любовь к своей родине. О Степане Разине, Кочубее, Василии Чапаеве, Зое Космодемьянской, Викторе Талалихине и других. Ряд изданий вышло в адаптированной русской серии «Великие борцы за русскую землю», посвященной полководцам, героям отчизны прошлых лет Дмитрию Донскому, Кузьме Минину, Дмитрию Пожарскому, Багратиону, Кутузову. В середине 50-х годов в переводах находят отражение литература народов СССР, в числе их романы украинских авторов. Это Вадима Савко «Залог мира» 55-го года издания, Олеся Гончара «Знаменосцы» 55-го года издания, книга рассказов Ивана Франко 54-го года и повести «Тайна Соколиного гнезда» Юрия Сбанатского. Латышский писатель Жан Грива был представлен рассказами об Испании 55-го года издания. Армянский писатель Аванес Гукасян «Маленькие мстители» 55-го года. В 1978 году вышла книга «Закарпатские рассказы» авторов из Закарпатья в коллективном переводе коми-авторов. В 1920-е, начало 60-х годов было издано 98 произведений 47 зарубежных авторов. Первым изданием стали детские рассказы о природе канадского писателя Чарльза Робертса «В лесу» 1927 года.
Наиболее активная литература автора зарубежья и появляется с 1937 года по 1940. Ряд изданий наблюдается с 1953 по 1958 годы. Она представлена произведениями, как вы видите, английских, американских, немецких, французских авторов, итальянских и даже китайских. На коми язык были также переведены арабские, болгарские, древнегреческие, китайские народные сказки. Самыми популярными являлись сказки Андерсона, это 11 произведений, и братьев Гримм, 7 произведений. Значительную часть, а это более 65%, занимает переводная литература для детей, начало которого, как я уже говорила ранее, положено в 1923 году с перевода русских народных сказок. Активно в этот период появляется литература советских детских авторов, всеми нами любимых. Это Агния Барто, Любовь Воронкова, Бориса Житкова, Аркадия Гайдара, Сергея Михалкова, Николая Носова, Валентина Асеева, Корнея Чуковского и других авторов. Детская переводная литература в разные годы выходила в 8 сериях. Они представлены на экране. Здесь представлены произведения как русских, советских, так и зарубежных авторов. Самой многочисленной была серия «Книга, бурса, книга». Это российская серия «Книга за книгой». В данной серии вышло более 100 произведений. Наибольшее количество переводов было осуществлено все же в 1937 году. Это 57 произведений классиков русской и советской литературы и 25 произведений зарубежных авторов. В 1938 году вы видите 40 произведений и 20. Ну и в 1953 году тоже можно выделить 35 произведений русских и советских авторов, но уже поменьше зарубежных. Ну, этому процессу, конечно же, в первую очередь способствовал фактор всеобщего обучения на коми-языке. Репертуар переводной литературы для всех возрастных категорий представлен в основном малыми жанрами литературы. Это стихи, сказки, рассказы, небольшие повести. Более всего представлена проза. Самым малым по объему стал «Интернационал». 0,2 целых печатных листа, это 4 странички всего лишь. Самыми крупными переводными произведениями по объему являются роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», 35 и 25 печатных листов, и Герой Советского Союза Дмитрия Медведева «Сильные духом», 25,8 печатных листов. Ну и зарубежных произведений роман итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли «Спартак», 19 печатных листов. Объем изданий находился в рамках от 0,5 до 6 печатных листов. И самыми популярными форматами изданий были 60 на 92 1 к 16 и 62 94 1 к 16. Sредний тираж переводных изданий в этот период составил 3000 экземпляров. Всего за 40-летний период, начиная с 1923 по 1963 год, отдельными изданиями вышло свыше 530 оригинальных переводных произведений, более 280 авторов русской, советской, мировой литературы наибольшего общественного значения. И такого обилия художественных переводов, случившихся в последующие годы, уже не наблюдалось. При общении к художественным переводам были причастны работники коми-издательства. Что интересно, в 20-30-е годы в числе основных переводчиков выступали женщины. Это Мария Молодцова, Анна Чеусова, Анна Заболоцкая, Юстина Попова. В 40-е, 60-е годы к ним уже подключились и мужчины. Это Ионан Размыслов, Павел Доронин, Павел Шибулкин, Василий Лыткин и другие. Но и самыми лучшими все же переводами, как отмечают критики, являлись переводы Дмитрия Конюхова, Якова Рочева, и Геннадия Федорова и Степана Раевского. В последующие годы можно наблюдать лишь единичные переводные издания. И с середины 90-х годов возрождается интерес к переводческой деятельности. В 1995 году вышел сборник избранных произведений Сергея Есенина «Гойте, Русь моя родная», составителем-переводчиком, который стал народный поэт Республики Коми Альберт Ванеев. К 200-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина в 1999 году коми-литературовед Владимир Демин подготовил сборник избранных произведений «Вновь я посетил», в который включил уже лучшие поэтические переводы, начиная с ранних, с Ивана Куратова, Анны Размыслова, Дмитрия Конюхова и современных авторов.
В современный период, с 2000 года, литература переводов представлена в основном авторами финно-угорских народов. Это финская, эстонская, венгерская, марийская и удмуртская литература. Количество их, конечно, невелико, выявлено всего 14 таких изданий. Это сборники переводных финно-угорских сказок 2000 года, венгерских сказок 2000, 2008, 2010 годов, книги эстонских писателей Арво Валтона, Альвара Бетти, стихи Карла Рестикиви, поэма «Италмас» удмуртского автора Михаила Петрова 2012 года издания и поиск пермяка Василия Климова «Гавкалан Павич». В 2008 году подготовлен сборник «Ловши дыхание» народного писателя Республики Коми Галины Васильевны Путаревой, в который вошли ее переводы поэтов из Японии, Эстонии, Латвии, США, России и других стран. В новом графическом формате комиксах, популярному молодежи, выполнено такое издание, как об экспедиции в Сибирь финно-угорского исследователя Матиаса Кастрена 2014 года издания. Ну и самое последнее издание, которое вышло, правда, не на территории республики, а в Великобритании, это повесть английского писателя Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» в переводе Евгения Цыпанова и Алены Ельцовой. Ну и подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Опыт художественного перевода классической русской мировой литературы на коми язык получил свое воплощение еще в дореволюционный период, но особый размах все же приобрел 20-е, 50-е все-таки годы. Больше половины изданной переводной литературы, конечно же, адресована для детской аудитории. Но этому процессу в первую очередь способствовал фактор всеобщего обучения и потребности чтения на своем родном языке. В современный период переводоведение продолжается, но несет уже более такой познавательный и развивающий интерес. И переводная литература, конечно же, опираясь на традиции высокого художественного стиля классической русской советской мировой литературы, занимала на сегодняшний день, также занимает важное место в книгоиздательской деятельности региона и является неотъемлемой частью национальной литературы коми. Спасибо. Спасибо большое. Илья, не уходи, пожалуйста. Я пока техническими делами займусь. Да, спасибо. Да, вопросы. Да. Ну, здесь представители Республики Коми, я думаю, что они все литературу видят, выдают, популяризируют, так что я думаю, что... Ну, спасибо вам, что вы упомянули Анну Андреевну Заболоцкую, которую я тоже упоминал, которой дневник, между прочим, там есть запись небольшая. Вот она начала дневниковая, пошла на работу в издательство. Да? Прямо есть такая запись. А вопрос такой, а вот у вас вот за эти годы, вот, ну, наверное, за 20-е, полная коллекция, и вы собираете библиографические? Вот, и, Ивановна, возьмите, пожалуйста, микрофон. Коллекция у нас, конечно же, не полная, но у нас выявлены все издания, которые есть в библиотеке и которых нет в библиотеке. Мы работаем над тем, чтобы они появились у нас. Как бы, вот, понятно. Стараемся, но попытаемся получить. В музее национальном, там в библиотеке что-то быть. Ну, да, у нас есть что-то в архиве, есть издания, которые присутствуют в Национальном музее, библиотеке. Мы как бы с ними сотрудничаем, пару изданий мы даже уже ксерокопировали. Библиографию вы ведете? Библиографию, конечно же, мы ведем, хорошо, да. спасибо. Потому все это отражено. Спасибо. Прощения опять. Ваня, сдай мне, пожалуйста, совместный доступ. Так, отлично. Да, к сожалению, не работает. Мы, судя по всему, следующий доклад также будем смотреть только... У нас будет... Да, вы тогда... Да. Вы тогда объявляете, пожалуйста, я сейчас запущу презентацию. Зайцева Ольга Викторовна, главный библиотекарь
центральная система библиотечная, да, издательская деятельность муниципальной библиотеки как дополнение, формирование книжной культуры локации и региона на примере Центральной библиотеки Воркуты. Да, спасибо. Вы мне на почту? Я на два. На вашем случае. Нет, на ролице. Я же мне нужно показывать нас. Извините, пожалуйста. Флешки, у нас так быстрее будет. Давайте быстрее. На флешке, давайте. От книг рукописных, редких, современно перейдем к тем книгам, история которых только начинается. Тема сообщения – издательская деятельность муниципальной библиотеки как дополнительный ресурс формирования книжной культуры, локации и региона на примере Центральной городской библиотеки Воркуты. Прежде чем перейти к теме сообщения, определимся с понятием книжная культура. Так как единого мнения среди библиотечного и научного сообщества не существует по этому термину, поэтому мы за аксиому выбрали определение Владимира Ивановича Васильева, которое звучит следующим образом. Книжная культура включает в себя три комплексных системообразующих составляющих. Культура книги, культура распространения книги в обществе, культура чтения. Данная трактовка наиболее точно отражает суть деятельности библиотеки небольшого города, которая работает по схеме библиотека книга читатель. И непременным дополнительным звеном этой последовательности является страница как атрибут современной информационной культуры. Воркута один из 4 городов мира, Воркута один из 4 городов мира. Скажите, какой следующий? Находящийся за северным полярным кругом с населением свыше 50 тысяч человек.
Она представляет собой город, вокруг которого по кольцу находятся шахты с шахтными поселками. На экране вы видите слайд кольцевой автодороги в Иркутске. С левой стороны 1981 год, со правой стороны 2021 год. В 1981 году в городе работало 13 шахт. Поселков было еще больше. В 2021 году у нас осталось 4 шахты и угольный разлив. С 2014 года Воркута вошла в список территорий, относящихся к арктической зоне Российской Федерации. В городе работает одна централизованная библиотечная система, в которой входит 6 библиотек. 3 библиотеки в городе, а город находится вот в нижней правой части, и 3 библиотеки на поселках. Причем самый дальний находится в 30 километрах от административного центра. Издательская деятельность Центральной городской библиотеки направлена на взаимодействие читателей и в значительной мере опирается на запросы местного сообщества. Мониторинг показал, что наибольший интерес у жителей города, наших читателей и пользователей, вызывает информация по основным направлениям библиотечного краеведения. Это хроника городских событий, история учреждений и организаций, биографии выдающихся уроженцев, достопримечательностей. Благодаря упорной работе, кропотливой по формированию краеведческого фонда, библиотека располагает обширной документной базой для проведения исследований по вопросам, связанным с историей территории. Наши издания и публикации читатели часто называют, это я цитирую, истинной последней инстанцией, и отмечают, что доступ к информации растет, а качество и достоверность оставляют желать лучшего. Лишь часть книг о Воркуте, вот какую-то часть видите на экране, выпуска 1946-2021 годов, лишь часть этих книг оцифрована. К сожалению, найти их в интернете невозможно, и поэтому те, кто интересуется историей, они пользуются интернет-данными, которые не всегда бывают точными и корректными. Так как мы работаем в формате отличном от архивного и музейного, при этом нас объединяет одна миссия – сохранение культурного достояния территории, издания библиотеки оказались настоящим эксклюзивом. В качестве примера. На протяжении ряда лет городская библиотека издает серию биобиблиографических изданий «Воркута в лицах». Героями вышло 8 изданий. Героями их являются директор школы, художник, поэт, ученый, хранитель музея. То есть эти люди не входят в музейный формат, но именно они создают историю города. И опосредованно вот через судьбы этих героев мы можем наблюдать развитие той или иной отрасли Воркуты. Издание о городе, его истории – это материалы, которые всегда находят отклик в местном сообществе. В 2013 году, к 70-летнему юбилею города, мы выпустили путеводитель справочник, который называется «67-я параллель». Ну, формат путеводителя всем известен, то есть это краткая информация о городе, его людях, его истории. Сейчас идет работа над вторым изданием, потому что город претерпел существенные изменения. В поселках Елецкий 2014 год и Веркашор был запущен проект «Поселки Воркуты». И он имел очень большой общественный резонанс, потому что это был конкретный такой социальный заказ. К сожалению, продолжать эту серию без изменения концепции невозможно, потому что на фоне стремительного упадка Воркуты часть поселков у нас просто исчезла и ликвидирована. Вот название лишь некоторых изданий краеведческого направления, которые вышли за последние годы в нашей системе.
газовые магистрали Заполярья, по театру ГУЛАГа, день оленевода в Иркутске, история праздника Севера, от юбилея к юбилею 65 лет ЦГБ имени Пушкина, кино Воркута, библиотечные десанты, опыт межмуниципального сотрудничества, город под северным сиянием, стихи и песни о Воркуте. Эти издания пополнили краеведческий фонд не только нашей библиотеки, но и библиотек республики. Главная специфика издательской деятельности библиотеки, наверное, заключается в том, что мы не имеем своего архивного фонда. То есть мы работаем с документами, которые опубликованы, мы работаем с информацией. Но и в этом случае можно говорить о собственном интеллектуальном продукте. В качестве примера остановимся на двух изданиях, которые вышли в 2020 и 2021 году. Первое – это выпущено в октябре 2020 года при финансовой поддержке одного из воркутинских предпринимателей. Сборник называется «Фронтовая слава Воркуты». Здесь речь идет о 15 героях Советского Союза и 5 полных кавалерах Ордена Славы, жизнь и деятельность которых была связана с Воркутой. О уроженцах в данном случае речь не идет, потому что как поселение Воркута было образовано в 1931 году, а официальный статус города получила в 1943 году. Когда мы только начинали работу, речь шла лишь о 9 героях Советского Союза и 3 полных кавалерах Ордена Славы. И, возможно, это еще не окончательный итог работы, потому что информация бывает находится совершенно спонтанно, неожиданно и чудесным каким-то образом. В подготовке издания предоставили статьи, документы, виртуальные экскурсии, фотографии. Участвовали школы, музеи, библиотеки из разных городов нашей страны и даже ближнего зарубежья. И я, пользуясь случаем, очень хочу перечислить хотя бы некоторые из этих городов. Это Великий Устюг, Волгоград, Воронеж, Выборг, Салихард, Липецк, Торопец, Новосибирск, Лобня, Шатура, Саратов, Запорожская областная универсальная научная библиотека имени Горького, Украины. То есть я хочу поблагодарить всех коллег за поддержку нашего большого грандиозного проекта. Второй сборник, справочно-библиографическое издание «Воркута в годы Великой Отечественной войны» 1941-1945 год, был презентован 27 апреля 2021 года на 4-м арктическом лектории, который проходил в Воркуте. Это совместный проект централизованной библиотечной системы и Воркутинского музейно-выставочного центра. Средства на издание были собраны в рамках благотворительного марафона «Мы наследники Великой Победы» сотрудниками Воркутинского линейного отделения ООО «Транскас-Урта». В сборнике собраны уникальные фотографии, это, конечно, собственность музея нашего краеведческого, документы и воспоминания о том, чем жила Воркута в годы Великой Отечественной войны, о ее стремительном развитии в тот период, о трудовом и воинском подвиге воркутинцев в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны. 2 главных раздела были подготовлены Центральной городской библиотекой. Эти издания были отправлены в библиотеки города и республики, учебных заведений Воркуты и республики, музей и архив. Еще один наш совместный проект централизованной библиотечной системы и архива, муниципального архива и музейно-выставочного центра. Это сборник очерков «Воркута. Город сильных». Он вышел очень небольшим тиражом в 2018 году, тираж всего 200 экземпляров. И здесь это сборник очерков о людях, которые внесли значительный вклад в историю нашего города. И в заключение несколько слов о сетевой деятельности ЦГБ, которая ведется на сайте ЦБС и в социальной сети ВКонтакте.
В январе 2018 года в социальной сети был запущен информационный проект, посвященный 75-летию города, который мы назвали «Воркутинские сюжеты». Здесь отражались основные этапы жизни Воркуты в контексте судеб людей, дат и событий. Публикация объединялась хэштегом «Воркута 75 лет Воркуте. День в истории города. События и люди». Эти публикации собирали огромное количество просмотров. В рамках воркутинских сюжетов особое место занимает информационная платформа «История Воркуты» в книжных печатях и штампах, которая отражает историю книжной культуры библиотека Заполярья. Здесь собраны книги со штампами ликвидированных библиотек, предприятий и организаций города. На сайте ЦБС представлены еще также издания, которые отражают нашу просветительскую деятельность, и мероприятия, по которым мы работаем, которые, как правило, очень затратны по времени, и хочется сохранить их как-то в истории. Таким образом, издательская деятельность муниципальной библиотеки имеет большое значение для расширения ее сферы влияния, дает возможность позиционировать библиотеку как активного участника сохранения культурной памяти посредством создания дополнительного ресурса для пополнения книжной культуры локаций и регионов. И пользуясь, спасибо за внимание, и пользуясь случаем, возможностью, мы хотим подарить вот нашу последнюю книгу. Это «Воркута в годы Великой Отечественной войны» Алексею Анатольевичу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Может быть, еще какой-то есть вопрос по Воркуте? У меня вопрос. Да. Я видела у вас там... Чтобы это были слышно далеко. Я видела у вас издание «Театры» и «ГУЛАГ». А еще вы издаете что-то о ГУЛАГе, о лагере, который был в Воркуте? Ну, в принципе, вот в этой книге у нас есть такой же раздел по, опять же, театру, но с ГУЛАГом у нас очень плотно работает наше поколение, которое в Сыктывкаре, поэтому это не просто как бы повторение. У нас нет таких ресурсов, у нас просто не с чем работать. Понятно, то есть это их епархия, да? Да. И вот в этом издании у нас просто идет компиляция статей, чтобы просто это все собрано в одном месте и касается всех театров ГУЛАГа на территории. Спасибо. Да, я представляю, значит, мою коллегу из археографической комиссии Марию Павловну Мироненко, которая, ну, вы тему назовете, а я все-таки хотел сам сказать, что вот эта тема родилась в ходе работы над очень важным изданием, каталогом архивов историков, причем это очень широко понимается не только профессионалы, а краеведы, там, литераторы и прочее. И там информация о их архивах и о рукописях, о чем угодно. Да, пожалуйста. Спасибо. Моя тема звучит так. Слышно? Борьба историка и археолога Кассиана Николаевича Любарского за сохранение культурного наследия русского севера и его гибель. Мой доклад посвящен судьбе историка-археолога, сотрудника Румянцевского музея, краеведа, заведующего секцией охраны музеев и памятников искусства и старины в Архангельске, члена и активнейшего участника Архангельского церковно-археологического комитета и Архангельского общества изучения русского севера. Он основан на изучении архива Любарского, хранящегося в отделе письменных источников ГИМ. В этом архиве выделяются два важных и совсем не изученных пока источника
позволяющих представить себе жизнь и труды этого человека. Первый из них – это биографический очерк о Любарском, написанный с большой вероятностью его теткой Прасковьей Касьяновной Любарской. Именно она в 1928 году сдала в исторический музей архив своего племянника. Однако сдала далеко не весь, оставив у себя его письма и дневники. Она прекрасно знала все подробности его жизни, и ее очерк очень точен и подробен. Его главная ценность в том, что он содержит обширные, иногда на несколько листов, отрывки из дневников и писем Любарского, которые не были переданы в исторический музей, остались у Любарской, и поэтому до нас не дошли. Они описывают подробности его военной службы, археологических поездок, жизни на русском севере. И в этом смысле очерк представляет собой ценный источник. О другом ценном источнике, содержащем его работы, будет сказано позже. Любарский Касьян Николаевич родился в Москве в 1886 году. Его отец был французом, но родители расстались, и он носил фамилию матери. Закончив Московское реальное училище и юридический факультет Московского университета, он служил в МАМЮ, то есть в Московском архиве Министерства юстиции, работал в Румянцевском музее. Семья Любарских происходила из Рязани, и там находился их родовой дом. Касьян стал членом Рязанской губернской учено-архивной комиссии и издал краткий обзор резницы Рязанского архиерейского дома в 1912 году и Рязанский некрополь, Спасский мужской монастырь в 2014 году. Он собирал книги и предметы старины для создания в Рязани музея Рязанской учено-архивной комиссии. Был членом комиссии по изучению Старой Москвы при Московском археологическом обществе, членом Тюркской палаты древностей. Был командирован на Кавказ для археологических раскопок, осмотра, снятия обмера и фотографий. Во время этой командировки он вел дневник с фотографиями раскопок и оставил путевые записки. В феврале 1916 года Любарский был призван в армию. До этого, с началом Первой мировой войны, он работал в таких организациях, где мог приносить максимальную помощь обществу. В комитетах по приему беженцев, в детских столовых, устраивал концерты для раненых в госпиталях, работал в Красном Кресте. Хотя по закону Любарский мог отказаться от военной службы как единственный сын, но присущее ему чувство долга не позволило ему сделать это. Он прошел военное обучение в качестве вольноопределяющегося и, как знающий иностранные языки, был направлен служить в Архангельское главное артиллерийское управление, заниматься отправкой военных грузов, получаемых от союзников водным путем. Во время взрыва боеприпасов на пароходе «Барон Дризен» в Архангельске он был ранен и чуть не лишился зрения. В начале 1917 года он был направлен в командировку в Мурманск для отправки военных грузов по незамерзающим рекам. Там 3 марта 1917 года его встретило известие о февральской революции, которому он был искренне рад. «Воображаю, как кипит, бурлит жизнь у вас теперь, сколько новых горизонтов, новых возможностей, новых работ и применения сил», писал он родным. В Архангельске Любарский стал деятельным членом губернского церковно-археологического комитета и Архангельского общества изучения русского севера. Одной из целей его деятельности было спасение разрушающихся северных церквей. Он ездил по Архангельскому уезду для осмотра и снятия чертежей и фотографий из деревянных церквей, посещал отдаленные скиты. В архиве Любарского хранится его краткий отчет о поездке по Архангельскому уезду летом 19 года с чертежом церкви в селе Солоне и удостоверение, выданное Любарскому и заведующему художественной студией писателю-этнографу Писахову в том, что они командированы в село Заостровье для осмотра, взятия на учет и вывоза предметов старины для краевого музея. Любарский изучал исторические материалы, главным образом XVII века, архангельских архивах, и на их основе написал целый ряд статей по истории русского севера.
крестьяне Архангельской губернии в 17 столетии, материалы по истории быта и экономической и государственной жизни России в 17 столетии и еще довольно много, которые он публиковал в местных изданиях, главным образом в известиях Общества изучения русского севера. Он был неустанным пропагандистом идеи охраны памятников старины на русском севере. С настоящей болью писал не только о разрушающихся деревянных церквях, но и о гибели помещичьих библиотек, о вывозе пудами за границу икон и рукописей. А главной целью его жизни стало создание Архангельского краевого музея, к чему он посвящал все свои силы, в то время как охваченные тяготами гражданской войны даже образованное общество было довольно глухо к его призывам. Он работал за десятерых, пытался побудить окружающих музейщиков также работать в полную силу. Пользовался всяким случаем, чтобы проводить свои идеи о пользе музеев и книжности и их огромном значении в жизни государства, старался пополнять коллекции будущего музея. В отделе письменных источников исторического музея хранится переплетенный том, составленный самим Любарским, из автографов его многочисленных докладов, статей, заметок, писем по музейному делу и по поводу спасения памятников старины и искусства, которыми он бомбардировал различные руководящие организации. Он озаглавлен им «Выброшенные в суть дух жизни». А обложка любовно оформлена Любарским, заголовок выведен тушью псевдороническими буквами. Главное содержание этих материалов – отчаянная борьба Любарского за создание в Архангельске краевого музея Северного края. В работе «Охрана памятников искусства и старины» он писал: по многим историческим и географическим причинам Архангельск имеет возможность создать у себя образцовый, исключительный по богатству и значению государственный краевой музей, которым здесь, в портовом городе и центре обширного края, могли бы гордиться и правительство, и население, и реальная государственная экономическая роль которого была бы неоценима. Существовавший городской музей, как писал Любарский, в другой имеющейся в томе работе «Музей местной старины», не имея ни денежных средств, ни официальных полномочий, влачил печальное существование, был лишен возможности приобретать гибнущие на местах из-за невежества или скупаемые ловкими агентами для перепродажи за границу исторические материалы, и вынужден был перебираться из одного неудобного помещения в другое, еще менее подходящее. Не было возможности ни пополнить коллекцию, ни проводить экскурсии, ни издавать труды. В 18 году Любарскому удалось получить согласие духовных лиц на передачу новому краевому музею флигеля духовной семинарии. После небольшого ремонта и переселения жильцов это здание вместило бы в себя ютившийся в неприспособленных помещениях небольшой городской музей и музейные коллекции Церковно-археологического комитета, собранные, как он искренне отмечал, не благодаря чему-либо, а несмотря ни на что. В мае 18 года им был подготовлен доклад Архангельскому губернскому комиссару народного просвещения о значении, положении и нуждах областного церковно-археологического музея. В нем он призывал к деятельной созидательной работе на новых государственных и социальных началах, как он искренне верил, теперь после падения самодержавия установился в России, поскольку в настоящее время возрождается русская общественная жизнь и перестраивается на демократических началах под знаменем народного самоопределения. Связь с Центральной Россией была в Архангельске, как и на всем севере, затруднена, хотя письма доходили хоть и нерегулярно. Видимо, этим частично можно объяснить несколько наивное и преувеличенно оптимистическое представление его о действительном положении дел в стране. Особое значение имеет его программный доклад «Значение археологии и областных музеев в жизни государства», читанный на заседании Общества изучения русского севера в декабре 2018 года, в котором он излагал принципиальную необходимость создания музея.
обращать на себя внимание его демократический подход к музейному делу. В лучшем случае русская наука подвигалась вперед, запертая в стенах учреждений, доступных лишь тем, кто ей посвящает всю жизнь. Но для государства этого еще далеко недостаточно. Категорически необходимо, чтобы наука раскрывала свои знания для широких масс, чтобы вся нация пользовалась плодами ее открытий. Борьба Любарского за создание Архангельского музея происходила на фоне иностранной военной интервенции. В Архангельске, как и на всем севере России, в 18-19 годах находились войска Антанты, действовало их временное правительство. Осенью 19 года, когда войска союзников готовились покинуть Архангельск, встал вопрос о возможной эвакуации коллекции музея церковно-археологического комитета. Любарский написал короткое, но выразительное ходатайство перед временным правительством, где указывал, что музей содержит драгоценные собрания рукописей и грамот, 30 тысяч документов, книги, собрания икон и других церковных предметов в количестве 800 номеров, представляющих собой незаменимую историческую и культурную ценность огромного общерусского значения. К счастью, эвакуация не состоялась. В докладе «Нужды момента» в январе 2020 года он писал: пудами и вагонами вывозятся из России различные культурные ценности. Чужие страны, собравшие уже немало образцов русского искусства, положат их в свои музеи. И мы, чтобы изучать их, поедем в Германию, в Америку, в Англию. Обидно и глупо. Доклад был одобрен обществом изучения русского севера, и было решено обратиться к правительству с предложением издания закона об охране памятников, имеющих государственное значение. В работе о государственном музее он выдвигал задачу создания широко поставленных, постоянно пополняемых и внимательно следящих за жизнью страны музеев с отделом естественных богатств и прикладных знаний. Его излюбленным аргументом, доказывающим необходимость музеев, была их важная роль в восстановлении исчезающей местной промышленности, ремесел, народного искусства. Он возлагал большие надежды на идею государственного плана возрождения русского искусства через показ лучших образцов музеев. В докладе в Москву о задачах, состоянии и нуждах Краевого музея он говорил о том, с каким трудом идет создание музея, о провинциализме, сепаратизме музейных работников, непонимании государственных задач. Не было людей, все были призваны на военную службу. Была затруднена связь с местными провинциальными музеями. Любарскому приходилось бороться с равнодушием, ленью, непониманием. Он писал: «Никогда еще ни в одном городе не видел я более печальных условий существования археологического комитета и его музея и более упорного, стойкого равнодушия общества, где даже, кажется, самый факт существования музея едва ли признается терпимым». Его охватывало чувство отверженности от окружавших его людей. Любарский, вас много еще, да? Так, их немного. Самое, можно сказать, драматичное. Самое драматичное. Да. Любарский, как хорошо знавший французский язык, был прикомандирован к находившейся в Архангельске французской военной миссии и неплохо знал ее членов. Получив для музея флигель-семинарий, он предложил временно размещать там французов, возвращавшихся на родину, водил их в музей и рассказывал о русской истории. В томе его работ сохранилась его речь, произнесенная при вручении ему французского военного креста. Собственно говоря, эта история стоила ему жизни. И тост на празднование Нового года. Покидавшие осенью 19 года Архангельск члены французской миссии неоднократно официально и весьма настоятельно приглашали его уехать с ними во Францию и гарантировали там работу. Однако, считая текущий момент слишком важным для России и открывавшим широкие перспективы для его излюбленной деятельности,
Любарский не счел возможно бросить родину и отказался от эмиграции. В марте 2020 года он был назначен заведующим секцией музеев и охраны памятников искусства при Архангельском губернском отделе Компроса. Казалось бы, теперь для него открылись все возможности для воплощения его главной идеи. Однако исторические события привели совсем к другому повороту его судьбы. После установления советской власти Любарский 26 июля 2020 года был арестован. Его обвинили в том, что якобы летом 2018 года при высадке союзников он утопил в реке замки от орудий красных частей и сообщил о месте потопления союзникам. Единственное косвенное доказательство его вины были его связи с французской миссией и вручение ему французского военного креста. По постановлению Архангельского ЧК он был расстрелян 7 августа 2020 года. Хранящиеся в дневниках, статьях Любарского, его высказывания об иностранных интервентах делают подобное обвинение невозможным. Не буду перечислять, но он писал о них. Он называл иностранную интервенцию приподной авантюрой. И писал: «Я вполне убедился в эгоистической неискренности союзников по отношению с Россией. Ни плана, ни цели, ни, главное, соглашение между собой, полное недоверие». Любарский оставил завещание, в котором выражал желание подарить свой семейный дом в Рязани городу для устройства там на вечные времена музея. Им было собрано в течение всей жизни много предметов для этого музея, 300 книг. Но дом был отнят, много вещей пропало, и через год после гибели Любарского его мать ездила в Архангельск, чтобы узнать что-то о нем, но ничего она не узнала, кроме того, что в Архангельске не осталось ни одной семьи, где бы не было погибших. Одним из них был Петр Николаевич Любарский. Спасибо. Да, спасибо за этот печальный доклад. Спасибо. Есть, может быть, это интересно. А вот кто-то его знает в Архангельске, как вы думаете? У нас коллег нет из Архангельска, да? Никто не знает. Вообще в интернете я находила о нем, что был там человек. Ну, из Архангельска это или нет? Нет. Нет, да? Такое впечатление, что во всяком случае есть использование в архиве. Понятно. Да. Все. Ну, спасибо вам за то, что вы это ввели. Так. Так, Евгения Александровна, пожалуйста. Вы назовете тему тогда. Да. Хотела бы, во-первых, в двух словах поблагодарить организаторов этого мероприятия. Очень большое спасибо за приглашение. Очень интересно получилась поездка. Спасибо коллегам за такие информативные, наполненные сообщения. На самом деле, наверное, даже много дней можно рассматривать, потому что за каждым докладом стоит такое глубокое исследование. Вот. И хотелось еще отметить, что неожиданно для меня были особенно оказались интересные сообщения, которые касаются Устюрмы, потому что это моя малая родина, поэтому все, что связано с Устюрмой, с старообрядцами, было очень мне тоже интересно. Я расскажу о собрании сочинений Екатерины Сорокина и о нем как о проекте сохранения наследия выдающегося ученого. Екатерина Сорокин, я начну. Презентация у нас подключится. Екатерина Сорокин – это выдающийся российский и американский социолог мирового масштаба, то есть не только в рамках России, но и в рамках всего мира, и выдающийся культуролог. С целью сохранения, изучения, популяризации его наследия и наследия других выдающихся мыслителей, ученых, которые связаны своими истоками с комик-краем, в 2010 году было создано государственное бюджетное учреждение Центр наследия имени Екатерины Сорокина. И один из главных проектов Центра – это издание собрания сочинений Екатерины Сорокина.
Как вообще возникла идея собрания сочинений? 26-29 марта 2012 года Центром наследия была организована всероссийская, всероссийская, нажимать? Все это я уже устала. В марте 2012 года в Сыктывкаре прошла всероссийская конференция «Петерим Сорокин и современный мир». В этой конференции приняли участие более 60 человек из Республики Коми, из Москвы, из Санкт-Петербурга, Архангельска. И на этой конференции бурное обсуждение вызвало выступление Вадима Вениаминовича Сапова, научного сотрудника Института социологии РАН. И выступление это касалось как раз-таки идеи издания собрания сочинений Петерима Сорокина. К тому времени уже издавались отдельные его произведения, но не было такой системности и последовательности в этом вопросе. И с созданием Центра наследия и благодаря финансовой поддержке правительства республики, вот эта идея создания собрания сочинений, она обрела реальные черты. Проект был запущен в 2013 году, и научным руководителем проекта, составителем и переводчиком большинства работ американского периода выступил как раз-таки Вадим Вениаминович Сапов, который разработал план творческого такого наследия Петерима Сорокина, издания собрания сочинений в 30 томах. На данный момент у нас издано 9 томов. Это в основном работы Сорокина российского периода и часть работ, которая написана в США. Если провести такую, систематизировать подготовку томов собрания сочинений по 3 направлениям, то можно выделить следующие блоки. Первый блок – это тома, которые складываются из множества отдельных статей. Это глубокий исследовательский такой проект, потому что здесь собираются разные материалы, это в том числе и уже изданные ранее статьи, и в том числе материалы, которые были подготовлены, но не были опубликованы, и найти их можно было только в архивах, то есть необходимо было проделать такую большую работу с архивами. И проделать также работу по сбору, систематизации всего этого материала. В подготовке таких томов приняли участие разные исследователи, то есть это работа не одного исследователя, а нескольких. В числе основных можно назвать уже упомянутого Вадима Вениаминовича Сапова, а также доцента кафедры теории истории и социологии Санкт-Петербургского государственного университета Марины Васильевны Ломоносовой и историка, писателя и публициста Юрия Всеволодовича Дойкова. В этот блок входят тома ранние сочинения 1910-1914 год. Это ранние произведения Сорокина, написанные им еще в студенчестве. И том сочинения 1919-1923 года. Сюда вошли статьи, рецензии, докладные записки, которые были написаны Сорокиным в период пребывания в Советской России, и те статьи, которые были написаны после высылки в Чехословакию в 1922-1923 годах. Вторая группа томов собрания сочинений – это книги, которые были написаны Сорокиным до эмиграции. То есть они уже были однажды опубликованы, но их необходимо, над ними также необходимо было провести некоторую работу. То есть, во-первых, необходимо было изменить написание, да, то есть дореволюционный, дореформенный язык необходимо было перевести в современную интерпретацию. И составить комментарии, чтобы прояснить какие-то моменты, которые современному читателю могли бы быть непонятны. В этот блок входят книги «Голод как фактор». Это книга, которая написана Сорокиным в 1922 году до эмиграции, посвящена теме голода, который коснулся России. И сразу после написания она была запрещена советской цензурой. Затем это книга «Преступление и кара, подвиг и награда». Это раннее произведение Сорокина, которое он написал в студенческие годы. Первое такое крупное его произведение, которое как раз таки, из названия, да, понятно, что касается тем наград и кар. И том «Популярные очерки теории права, социологии и социальной педагогики». В этот же блок входит том, очень такой интересный том под названием «Прачечная человеческих душ. Художественное произведение». Он включает в себя научно-фантастический роман «Прачечная человеческих душ».
И по вот этому роману тоже было проведено такое глубокое исследование, потому что изначально вообще о нем упоминание было в записях Сорокина, которые он сделал уже будучи в США, и когда он перечислял свои издания, которые были изданы в России, он написал «Прачечная человеческих душ», написал год, но такого произведения не было. То есть сколько бы исследователи не смотрели, ни по году, ни по названию, ничего такого найти было невозможно. И пока вот Юрием Всеволодовичем Дойковым, известным исследователем биографии Петерима Сорокина, не была обнаружена в фонде Петерима Сорокина в рукописном отделе Пушкинского дома рукопись научно-фантастического романа под названием «Предтеча». Но она была подписана псевдонимом Н. Чаадаев. И когда стали работать в этом направлении, выяснилось, что действительно Сорокин опубликовал такой научно-фантастический роман под названием «Предтеча», но подписал он его псевдонимом Н. Чаадаев. И необходимо было, этот роман был найден, необходимо было провести тщательное соответствие, да, и вот этой вот рукописи изданного романа. Между ними были некоторые различия, и работа над тем, чтобы привести все это в единый вид, она была проделана, и роман вот был впервые напечатан с указанием всех рукописных вставок, зачеркиваний, то есть всех пометок, которые делал Сорокин, и нескольких довольно крупных фрагментов текста, которые не вошли вот в первоначальную публикацию. И поскольку жанр этого произведения научно-фантастический, то поэтому в этот том также было решено включить художественное произведение, которое писал Сорокин, и также стихотворение Сорокина, потому что вот в небольшом объеме, но талантливый человек, говорят, талантлив во всем. Также Сорокин писал и некоторые стихотворения, которые тоже мы включили вот в этот вот том. И третья группа сочинений – это произведения, для публикации которых был необходим перевод с английского языка. В чем особенность подготовки таких томов? Здесь необходимо найти переводчика, который обладает знаниями не только английского языка, но и знаниями социологии, чтобы при переводе не был искажен смысл каких-то важных моментов. И издание тома в этом случае идет по схеме перевод, затем редактирование перевода и публикация. В этот блок входят тома листки из русского дневника «Социология революции». Это два произведения, которые были опубликованы Сорокиным по приезде в США. «Кризис нашего времени. Россия и Соединенные Штаты» и том «Современные социологические теории», который был написан и издан в США, когда автор работал в университете штата Миннесота. Если рассматривать отдельный том, да, как выглядит том собрания сочинений. Вначале всегда идет вступительная статья, и преимущественно эта статья Вадима Вениаминовича Сапова, потому что он посвятил значительную часть своего творческого пути изучению наследия Петерима Сорокина. Соответственно, он может осветить, подробно рассказать про каждое произведение Сорокина, и то есть он видит его не только как отдельное произведение, но и в контексте вообще его творческого пути. Затем идет, собственно, сам текст, и потом идут примечания, которые помогают читателю понять некоторые вот аспекты произведения. Примечания тоже довольно-таки обширные и подробные, то есть в некоторых томах они могут занимать даже до 1/5 части тома, и после примечаний располагается список имен и литературы. Некоторые исследователи считают, что уже в таких полных примечаний в современном мире нет необходимости, потому что век информатизации, если что-то стало непонятно, можно просто зайти в интернет и найти информацию по этому вопросу. Вот. Но мы пока что придерживаемся такой классической все-таки, да, версии издания, и поэтому включаем тоже вот эту часть. То есть тоже вот получается такое вот каждым томом глубокое исследование. Что еще касается издания собрания сочинений, да, важный момент, что проект не является коммерческим, и поэтому практически все вышедшие тома, как и другие издания центра, они располагаются на нашем сайте в свободном доступе, то есть можно прочитать или скачать онлайн. Также с целью популяризации нами осуществляется рассылка по библиотекам, научным центрам и Республики Коми, в Национальную библиотеку мы тоже передаем всегда наши издания. И также отправляем по библиотеке по России. И экземпляры собрания сочинений, они тоже обязательно отправляются сыну Петерима Сорокина, Сергею Петеримовичу, в
США. Ну и подводя итоги, хотелось бы отметить, что труды Екатерины Сорокина, они сейчас действительно востребованы, и вот этот вот проект по изданию собрания сочинений высоко оценивается как и учеными, так и общественными деятелями, потому что именно вот этот проект, он создает в том числе базу для будущих исследований. Как вот показывает сейчас практика, идеи Екатерины Сорокина, они в свое время зачастую, многие из них не были поняты в свое время современниками, а сейчас они раскрываются для нас, и показывают свою актуальность. И поэтому каждое издание собрания сочинений, оно регулярно находит своего читателя и является таким актуальным и востребованным проектом по изучению, изданию и сохранению наследия Екатерины Сорокина. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопрос, конечно, очень серьезный, может быть, кто-то... Да, нету вопросов. У меня такое соображение, значит, вы 9 издали, а планируется и продолжает это планироваться 30, да? Ну, план Вадима Вениаминовича, да, 30. Но и, наверное, вопрос в связи с этим такой, а вот этот его американский архив, ведь он существует в каких-то разных, может быть, видах? Да, да, и разрабатывается, то есть и Вадимом Вениаминовичем исследуется, и в Сыктывкарском государственном университете они сотрудничают с университетом Саскачевана, и тоже там много материалов, которые касаются Екатерины Сорокина, и тоже стараются. И... То есть все-таки там и в университете, а дома вот у сына есть какой-то архив? Я об этом когда-то давно уже спрашивал. Сюда есть, как бы в США есть фонд, да, фонд Екатерины Сорокина, который как раз таки возглавляет его сын. Ну да, а вот он архивом владеет каким-то? Ну да. Естественно, да? Ну да, да. А все-таки он доступен ведь, наверное, как-то, раз вы с ним контакты имеете? Ну, получается, вот правами, в том числе вот на издание, перевод Вадим Вениаминович тоже обладает. То есть Сергей Сорокин, он передал вот эти права. Да, Вадиму Вениаминовичу, и поэтому... Общий объем вы примерно представляете. Ну вот, поэтому он и составил из 30 томов, да, но при этом это тоже не полное собрание сочинений. А вот интересно, в Гарварде самом, он все-таки там был, и большую часть деятельности в Гарвардском университете. Да, есть да. его архив там где-то вот, на хранении? Не могу ответить. Я там бывал просто, можно, ну это, наверное, тоже вас коллеги знаете. Все, спасибо. Значит, и дальше у нас Александра Александровна, да? Бровина. Значит, и это у вас совместно с Ларисой Павловной Рачевской, которая, конечно, доехать до нас тяжело. Тема очень интересная. Если нам повезет, мы сейчас Ларису Павловну увидим. Презентация загружается. Как включать презентацию, уважаемые коллеги, я думаю, что все вы со мной согласитесь, что празднование столетия образования Республики Коми – это значительное событие в современной истории, это символ уважения к культуре, к истории многонациональной республики, прежде всего к народу Коми. И один из важных показателей возросшего уровня культуры интернационального состава населения республики является, безусловно, книжная культура. И поэтому не случайно организаторы конференции вынесли на обсуждение вот эти историко-культурные аспекты книжной культуры региона. Мы слушаем интересные доклады, мы слушаем интересные результаты интересных исследований и проектов. Для нашего сообщения мы выбрали библиотеку из рабочего кабинета главы Республики Коми Юрия Алексеевича Спиридонова. Можно следующий слайд? Обращение к этой теме связано и с повышенным вниманием в нашем обществе к проблемам личности в целом, и с осознанием того, что личная библиотека – это некий индикатор интеллектуальной и духовной жизни человека, а в конечном счете всего общества. Сейчас уже это никто не отрицает, что личная библиотека способна отражать реалии времени. Изучение личных библиотек государственных деятелей в составе книгохранилищ государственных, представителей императорской фамилии, знаменитых писателей, ученых началось во второй половине 80-х годов.
До этого времени в советском библиотековедении существовала жесткая система социально-классовых учреждений, где фактически не было места для личных библиотек. Ситуация начала меняться во второй половине 80-х, и уже к началу 21 века библиотеки оценивались личные как явление общественного порядка, которые несут важную для читателя информацию и предоставляют новое знание о социализации личности. В данном сообщении мы делаем первую попытку рассказать, охарактеризовать комплекс печатной продукции из состава рабочей библиотеки, которая была в кабинете главы Республики Коми. Ну, некоторые особенности ее подчеркнуть. Отмечу, что библиотека хранится в научном архиве Федерального исследовательского центра, Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук. Значит, в составе фонда личного происхождения документы, которые послужили основой для этого фонда, были переданы Юрием Алексеевичем в научный архив 1 декабря 2001 года. Выбор архива определялся тем, что Юрий Алексеевич возглавлял Межведомственный комитет по науке при главе Республики Коми, входил в состав президиума Коми научного центра с 1996 года и с марта 2002 года являлся также главным научным сотрудником президиума. Согласно сдаточным описям, было получено около 400 наименований книг из рабочего кабинета, однако после кончины Юрия Алексеевича его соратники с ближайшего окружения продолжали пополнять и фонд, и библиотеку, и на сегодняшний день составленный нами список книг составляет порядка 484 единиц хранения. В библиотеке, безусловно, преимущественно современная литература. Достаточно мало изданий 70-х годов, всего 4 книги. За 80-е годы мы выявили 27 наименований, и большинство остальных книги изданы в 90-х, 2000-х годах. Безусловно, преобладает литература на русском языке, однако имеются книги на коми и английском языке, на финском языке. Преимущественно это рекламные буклеты о республике Коми и различные проспекты экономического характера. Источниками комплектования являлись подарки, презентации от авторов, от гостей республики, от государственных общественных деятелей, вдовы ученых, вдовы государственных и политических деятелей дарили книги. Вторую часть состава этой библиотеки составляет, безусловно, поступление из республиканских официальных изданий, в создании которых, как мы полагаем, принимал участие Юрий Алексеевич или содействовал организационно тому, чтобы эти издания состоялись. В составе библиотеки выявляется явный приоритет научной и профессиональной литературы. С одной стороны, в связи с тем, что по образованию, вы все знаете, он был инженером-геологом, поэтому в библиотеке превалирует литература по геологическим направленностям. Вторая группа – это экономическая литература, и одной из причин ее появления является подготовка к защите докторской диссертации, которую он осуществил в 2001 году. Кроме того, в библиотеке присутствует, безусловно, политическая литература, подшивки и разрозненные номера республиканских журналов, а также презентационные художественные произведения авторов Республики Коми. Наиболее значимую часть книг из рабочего кабинета главы составляет литература о государственных преобразованиях республики в 1990-х годах, о складывании новой государственной системы, и к этой группе отнесены официальные публикации о конституционных преобразованиях, о реорганизации властных структур в республике, о создании новых органов власти, о персональном составе государственных деятелей, о первых итогах работы Государственного совета Республики Коми. Интерес представляют официальные издания. Это постановления исполнительной ветви власти, постановления Совета министров республики, аналитические издания, всевозможные доклады главы, статистические издания Госкомстата, тематические издания об энергетических ресурсах, о центрах, нефтедобывающих центрах республики. Большой объем книг о демографической динамике населения республики. Отметим также и примыкающие к этой группе научные и научно-справочные издания о социально-экономическом положении республики, о земельных площадях, о проблемах их перераспределения, проекты экономические, программы правительства республики, различные варианты, да, и каталоги инвестиционных проектов, которых
немеренное количество. Отметим, что в сложное время коренной реконструкции системы власти отчасти отражает литература о межнациональных отношениях в республике. И здесь прежде всего следует упомянуть о научных исследованиях Александра Александровича Попова, Нины Александровны Нестеровой, Садовского, Фаузера, Штрайлера и многих других, кого вы знаете. Да? Они, конечно, не составляют большинство, но сам факт, что их наличие в библиотеке все-таки символичен, так как демонстрирует разнообразную законотворческую деятельность, подготовку серьезную к этой деятельности, которую возглавлял и провел первый глава Республики Коми, которая, безусловно, отразилась в книжной культуре. Обратимся к такому интересному моменту при характеристике библиотеки, как автографы. Да, это важный коммуникативный элемент. Нами выявлено порядка 83 изданий из библиотеки Юрия Алексеевича. Это преимущественно художественная и общественно-политическая литература, где имеются различные дарственные надписи известных политиков, деятелей культуры. Есть книги с автографами Кобзона, Жванецкого, Штукова и других. Установить принадлежность многих автографов довольно-таки трудно, так как подписи порой неразборчивы, да? То есть не всегда ударил автор. Анализ содержания дарственных показывает, что в 90-х годах в традиции письменной презентации проникли лексические штампы и средств массовой информации. И достаточно оригинальных посвящений совсем немного, в основном официальные, которые вы видите на презентации. И только один автограф свидетельствует о понимании обязанностей и интеллектуальных потребностей главы. Так, представители Сосногорского мемориала подписали книгу уважаемому Юрию Алексеевичу Спиридонову для служебного пользования от общества Сосногорский мемориал. Внешний вид книжной продукции достаточно пестрый. Имеются дорогие подарочные издания в богатых переплетах и в оформлении, иллюстративные альбомы. Научная литература обычно строго оформлена, лаконично, имеет все атрибуты книжного издания. Художественная, которая презентована авторами, писателями, поэтами, оформлена более живо и своеобразно. И около 2 десятков книжных миниатюр, видимо, преподнесли в свое время кто-то из библиофилов. Среди сохраненной художественной литературы, это более 40 названий, почти половину составляют сочинения писателей, поэтов и драматургов Республики Коми. Представлен широко альманах журнал «Арт». Новые полиграфические возможности 90-х годов позволили выпускать красочные, со сложным графическим дизайном издания. И довольно большое количество ведомственных изданий, нужно отметить, наличествует в этой библиотеке. И приблизительно 2/3 из состава библиотеки книг были изданы типографиями Сыктывкара и Республики Коми. Второе место у нас занимает центральное издательство, и третье – это регионы, наши соседи. Особенности библиотеки заключаются, на наш взгляд, в преобладании не развлекательной, а интеллектуальной литературы. Возникшее в период социально-экономических и политических преобразований, данное собрание выступает как особый тип рабочей творческой библиотеки человека государственного масштаба, обладающего особым типом мышления. Безусловно, библиотека выполняла информационную, коммуникативную функцию, просветительскую и некую социальную. И отражает этот важный этап в преобразовании и модернизации нашего общества конца 20-го, начала 21 века. Личная библиотека, мы понимаем, что использовалась своим владельцем как источник для решения конкретных задач по руководству республикой, по продумыванию модернизации, ее историко-культурным источником, потому что мне важно было не книговедческое содержание, а общегуманитарный подход. И складывается убеждение, что книги выступали не только как аккумуляторные информации, но и как инструмент в работе государственного деятеля, как важнейший источник информации. Данная библиотека не является, безусловно, результатом целенаправленного содержания, как у многих библиофилов это происходит, но она является шикарным свидетелем времени в силу своего неповторимого сочетания книг. И это, наверное, да, действительно новый тип библиотеки, потому что она на таком переломном этапе истории сформировалась. Все это совершенно оригинальные источники, которые характеризуют владельца, его методы работы, его отношение к книге. Многогранность состава выделяет ее как уникальное явление региональной культуры на рубеже веков. К сожалению, полностью
сохранить библиотеку из рабочего кабинета не удалось. Это, к сожалению, обычная судьба вот частных собраний. Все вы здесь сидящие это знаете. Библиотека лично не может быть статичной, да, она меняется. Но даже тот комплекс, который имеется, подтверждает известный тезис, что не только человек собирает книги, но и книги собирает человек. И этот комплекс очень важен, интересен, и мы приглашаем исследователей заниматься с ним. Спасибо. Спасибо. Да, конечно, вопрос. Нет, там нас Александра Александровна, Да, пожалуйста. это библиотека именно рабочего кабинета. Это не личная Это не библиотека. личная библиотека. Это из рабочего кабинета поступило при передаче фонда. А чем вот вызван ваш такой интерес вот именно к рабочей библиотеке? Потому что все-таки кажется, что рабочая библиотека, она отражает именно ну, как отношение человека с работой. Значит, наш интерес к этому собранию связан с работой над фондом. Мы получили этот фонд в 2001 году, начинаем его обработку научно-техническую, и вот самая открытая часть этого фонда – это книги. Поэтому первая характеристика этого фонда началась с книг. Поэтому я как бы презентую, так скажем, это собрание, не более. Понятно, спасибо. А такой вопрос, а вот итогом какой-то работы или вот промежуточным про эту библиотеку, это какая-то публикация, возможно? Да, мы с Ларисой Павловной планируем подготовить публикацию более расширенную. Конечно, в рамках доклада все желаемое сказать невозможно, но в ближайшее время мы подготовим статью. И Хорошо, спасибо. Спасибо, Александр. Лариса Павловна, спасибо вам. Да, Лариса Павловна. Лариса Павловна, у вас будет комментарий? Продолжение? У меня книжное дело, библиотечное дело, не считаю новых познаний. И вот пытаясь в ваших докладах, он вспоминает былые годы, когда мы занимались усиленно книжного, потому что самая первая диссертация была посвящена как раз личным библиотекам. Но я думаю, что тем еще очень много, конференций очень интересных, несмотря на всякие технические недоразумения. Желаю всем успехов. Спасибо. Следующий доклад у нас онлайн-доклад по Одинец, да, поскольку я помню, Екатерина Одинец. Так, Ваня, проконсультируй меня, пожалуйста, снова. Роль докладчика я не выдал. Ждем, когда она подключится. Точнее, да, все, она активировала камеру, микрофон. Сейчас, минуточку. Я отключаюсь, мы слушаем Екатерину Владимировну. Добрый день, уважаемые коллеги. Все, видно мою презентацию, да, надеюсь? Да. Видно, да? Все хорошо. Спасибо. Так, я хочу тоже поздравить всех сотрудников Национальной библиотеки Республики Коми с юбилеем вашей республики, пожелать процветания и вам, и вашему краю. Вот в прошлом году как раз Карелия тоже отмечала 100 лет со дня основания, и поэтому мы, в общем, почти ровесники, получается, да? Вот. А тема моего выступления – это книжные памятники на карельском языке из фондов нашей библиотеки, опыт работы с реестром книжных памятников.
В 2020 году наша библиотека начала работу по учету наших книжных памятников в реестре книжных памятников. Вот в 2020 году как раз реестр начал свою работу тоже, да. И хочу сказать, что за прошлый и за этот 2021 год мы всего внесли 252 экземпляра, да, книжных памятников в реестр. И из них 152 – это на карельском языке, экземпляры на карельском языке. Ну, хочется, конечно, отметить какие-то основные этапы этой работы. Вы, конечно, все прекрасно помните приказ Министерства культуры Российской Федерации, да, номер 429, да, в котором были выделены различные критерии отнесения книжных памятников, документов к книжным памятникам, вот, в том числе социально-ценностные критерии. Да. Среди них критерии отнесения экземпляров первых изданий на языках народов Российской Федерации, кроме русского, книжным памятникам. Вот. В соответствии с этим приказом наши сотрудники уже в 2011 году совместно со специалистами, с учеными Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук разработали такой документ «Хронологические критерии для отнесения экземпляров первых изданий на языках коренных народов Карелии, карельского и вепского к единичным книжным памятникам». Этот документ, он у нас сегодня имеется на сайте библиотеки Карелии. Вот, есть раздел «Книжные памятники Карелии», да, и в разделе «Нормативные и методические документы» можно всем ознакомиться с этим документом. Согласно этим критериям, к первым изданиям на карельском языке относят документы кириллической и латинской графики с 1920 по 1940 годы включительно. Данные критерии были разработаны на основе следующих исторических фактов. Известно, что в 20-30-е годы прошлого века это был период так называемого языкового строительства, когда в СССР проводилась большая работа по созданию национальной письменности для ранее бесписьменных народов Советского Союза, к которым, естественно, относился и карельский народ. Ну, вообще, история создания карельской письменности, она интересна тем, что большой ареал проживания людей, значит, карелов, да, мы находим в Тверской области, да, и до сих пор там проживают карелы. Вот. Поэтому в 1931 году для карел, проживавших на территории Тверского округа Московской области, так тогда называлась Калининская область, да, сегодня снова Тверская, специалистами уже Московского института этнической культуры народов Востока был создан карельский литературный язык на основе толмачевского говора Тверской области и разработана карельская письменность на основе латинского алфавита. И эти издания на латинской графике, да, издавались, в общем-то, до 1940 года включительно. А что касается самой Карелии, то у нас долгое время, так сказать, таким национальным языком считался финский язык. Вот. И только с 1937 года все-таки была сделана попытка создания именно карельской письменности и единого карельского литературного языка на основе, собственно, карельского диалекта, и уже использовалась русская кириллическая графика. И книгоиздание на кириллице, оно продолжалось 3 года, до 1940 года включительно, опять же. Здесь вмешалась политика. По итогам Зимней войны, да, с Финляндией 1939-1940 годов, Карельская АССР была преобразована в Карело-Финскую, да, Советскую Социалистическую Республику, и в связи с этим карельский язык был заменен на финский литературный язык. И именно финский язык стал вторым после русского, да, национальным языком. Вот. Поэтому с 1940 года начинаем, и по 1989 год, несколько десятилетий, карельской письменности как таковой у нас не существовало. То есть карельский язык существовал только в устной форме,
но ничего не издавалось. Ни книг, ни газет, ни журналов на карельском языке ничего не издавалось. И только в перестроечные годы, в 1989 году, снова вернулись к этому вопросу и все-таки воссоздали карельскую письменность. И сегодня снова продолжает у нас издаваться литература уже на национальном действительно языке, то есть на карельском языке. Вот это такая краткая история. Да? То есть таким образом у нас наши книжные памятники на карельском языке, да, они имеются в двух видах. Да? То есть карельский язык на латинской графической основе и карельский язык на кириллической графической основе. Вот. После создания вот этого документа, хронологических критериев, да, естественно, специалистами библиотеки были выявлены в фонде нашей библиотеки издания на карельском языке, на вепском языке, имеющие признаки книжных памятников. Да. Ну и для внесения их в реестр был создан экспертный совет в марте прошлого года, и который уже утвердил и продолжает, естественно, утверждать, да, экспертные заключения на каждый экземпляр. Только после этого, да, наши записи вносятся в реестр книжных памятников. На сегодняшний день, я уже говорила, да, вот так вот выглядят наши записи, которые уже внесены в реестр книжных памятников. 152 экземпляра наши внесены, да, на карельском языке. Вот вы видите на экране примерно, что это за литература. Кратко опишу сейчас тематику этих изданий. Да, это общественно-политическая литература, художественная, книги по естественным наукам, сельскому хозяйству, медицине. Преобладает художественная литература для детей. Это переводные издания русских классиков, советских и также некоторых зарубежных. Да, вы сами видите, это и сказки, и Гюго, вот, например, газета, да, или там «Царевна лягушка». Это книжки и Пушкина, и Льва Толстого, и Гаршина, Горького, Гайдара, Барто, Кассиля, Бианки, Житкова и многих-многих других. Просто пролистаю сейчас. Это вы видите «Колобок», да, сказка 1939 года в этом издании. Пушкинская сказка о рыбаке и рыбке. Вот Толстой, да, «Три медведя». Также несколько изданий представлено художественная литература именно на карельском языке. Да. Первые попытки карельских авторов на карельской письменности что-то написать на карельском языке. Вот одна из них – это повесть «Марфа». Она вышла в Петрозаводске в 1935 году. Автор ее Ива Никутьев. Эта повесть рассказывала о, так сказать, советской уже деревне. Вот. И эта повесть заняла первое место на одном из конкурсов для карельских авторов. Произошло это в 1934 году. Но, к сожалению, судьба самого Ива Никутьева была весьма трагична. В 1939 году он был арестован, а потом и расстрелян. Вот. Поэтому мы думаем, что очень хорошо, что хотя бы благодаря реестру книжных памятников и то, что эта повесть стала книжным памятником, все-таки память об этом человеке, об этом писателе, она сохранится на очень-очень-очень долго. Еще одна книжка, методические рекомендации, записки грамматики для 3-4 класса начальной школы на карельском языке. Одним из авторов, разработчиков этих рекомендаций был профессор, доктор филологических наук Дмитрий Владимирович Бубрих. Он как раз был одним из создателей отечественного финно-угроведения и внес большой-большой вклад в развитие карельской письменности. Ну и также он связан был и с нашим городом, потому что в 1947-1949 годах он был директором Карело-Финского института истории, языка и литературы в Петрозаводске. Среди изданий, которые представляют общественно-политическую литературу, да, это вот вы сами видите, это статьи Михаила Ивановича Калинина о советской власти, да, статьи Сталина, это издание Конституции 1937 года, книжка, например, Ярославского «Церковь и государство», ну и там, материалы партийных конференций и так далее, и так далее. Кроме того, хочу сказать, что в прошлом году наша библиотека приняла участие в проекте «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура», да, по цифровке книжных памятников. В этом году тоже эта работа продолжается. Многие библиотеки в этом уже участвуют.
Вот. От нашей библиотеки 26 документов на корейском языке в итоге было размещено в рамках этого проекта, да, в Национальной электронной библиотеке. Там есть раздел «Издания на национальных языках». И вот вы видите скан с этой странички, да, какие издания размещены там. То есть сегодня любой желающий может туда зайти, открыть и посмотреть, полистать, да, эти все издания. И в самом-самом конце своего выступления хочу сказать, что, конечно же, были трудности вот в связи с этой работой, да, и, может быть, кому-то тоже это важно. У нас, например, возникла трудность точной идентификации языка, да, поскольку вот корейский язык на латинской графике, он все-таки достаточно схож с финским языком. Понадобились специалисты, которые точно хорошо владеют корейским языком. У нас, к счастью, в библиотеке такие люди нашлись. Вот благодаря им мы, например, одну книжечку, которая у нас изначально в каталоге значилась на корейском языке, все-таки определили, что она на финском языке. И то есть сейчас мы очень тщательно еще раз проверяем, да, определение именно языка. Ну и, конечно же, проблема создания экспертных заключений, да, поскольку это социально-ценностные критерии, то здесь на каждую книжку нужно было создавать отдельное экспертное заключение, что тоже, конечно, достаточно большое время, да, требовало, достаточно трудоемкая исследовательская работа, поскольку не всегда есть в большом количестве научная литература по тому или иному автору и вообще вот по этой проблеме в целом, да, создания национальных языков. Ну вот, тем не менее, конечно, нам удалось это все сделать. И сегодня вот мы работаем с реестром и продолжаем, конечно, будем продолжать эту работу. И в следующем году тоже, я думаю, что все это нам, естественно, еще много такой работы предстоит. Вот. Спасибо большое за внимание всем. Может быть, есть какие-то вопросы? Тут такая, в общем, интересная, да, история. Это никак не пересекается с историей коми литературы? Нет, да? Только два алфавита, все это известно. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Дальше у нас Новожилова Светлана Викторовна. Она у нас тоже онлайн. Светлана Викторовна, вы подключаетесь. Заведующая сектором редкой книги научной библиотеки Петрозаводского государственного университета. Ее доклад «Сохраненное наследие. Собрание книг Бородинской биологической станции в фонде научной библиотеки Петрозаводского государственного университета». Светлана Викторовна, вам слово. Здравствуйте, коллеги, меня слышно? Да, вас слышно. Так, а презентация? Презентация? Запускайте презентацию. Все, да? Видно презентацию? Да, презентацию видим. Начинайте. Значит, я начинаю. Тема моего доклада – так называемая Бородинская библиотека. Это условное название книжной коллекции, принадлежавшей когда-то Бородинской биологической станции. Первоначально эта станция называлась Пресноводной биологической станцией при Санкт-Петербургском обществе естествоиспытателей. Бородинской она была названа позднее в честь ее создателя Ивана Парфеньевича Бородина, известного русского ботаника, который и создал ее в 1897 году с целью изучения пресноводных водоемов на берегу озера Балагое Санкт-Петербургской губернии. Эта станция стала второй в России после станции на озере Глубоком под Москвой. Начинание это было довольно-таки рискованным. Императорское общество естествоиспытателей, кроме громкого названия, мало чем могло материально помочь этой станции. Главным меценатом стал известный ботаник, академик Михаил Степанович Воронин. Бородин также вкладывал в станцию свои средства, но возможности его были невелики. Несмотря на свое дворянское происхождение,
Сам Бородин, путь его в науку не отличался, пожалуй, от того, который проходили разночинцы. То есть учеба на медные деньги, и впоследствии, в общем-то, у него достатка он особого никогда не имел. Но, несмотря на скромную материальную базу, отсутствие своего помещения и другие утеснения, станция жила, занималась научными исследованиями, служила делу воспитания молодых биологов. А с 1901 года она начинает даже издавать свои труды. Труды пресноводной биологической станции. Всего вышло 10 томов, из них первые 3 на средства самого Бородина. В этих вот 3 томах, помимо результатов научной работы, напечатаны подробные отчеты о поступлении и расходовании средств, в том числе и списки книг. То есть, по сути дела, каталог книг библиотеки. Библиотека была особой заботой Бородина. Он сам был, ну, естественно, больше было некому, сам был библиотекарем. И вот по этим спискам мы можем вполне представить себе эту самую библиотеку до примерно 1912 года. В целом к этому времени насчитывалось около 5500 экземпляров книг, журналов и продолжающихся изданий. Самым большим разделом был ботанический, около 2000 на русском языке и 1330 на иностранных. Дальше идет зоология, общая биология, лесоведение, геология и так далее. Что касается источников, то сам Бородин тоже рассказывает об этом. На первое место он ставит дары различных родственных организаций и обществ. Здесь сыграла роль то, что Бородин, первый вот том трудов Бородинской станции, он весь почти разослал его в дары. Это не принесло, естественно, никакой материальной выгоды, но зато призывы помочь станции, они вот на них откликнулись довольно-таки многие. Прислали более или менее полные комплекты своих изданий Императорская академия наук, в частности, Зоологический музей, Главное управление землеустройства и земледелия, Императорский ботанический сад и несколько обществ естествоиспытателей в разных городах. Другим источником превращения библиотеки явились дары частных лиц, в первую очередь уже упоминавшегося Воронина и, конечно, самого Ивана Парфеньевича. Последний передал станции фактически всю почти свою библиотеку, кроме того, что было пожертвовано ботаническому кабинету лесного института, где он работал. Вот что он сам об этом говорит. Раз станция Бородинская, то где же и быть книгам Бородина, как не здесь? Да и не хочется мне, чтобы приобретавшиеся на трудовые деньги еще во времена студенчества и с юношеской жаждой от доски до доски, в то время прочитывавшиеся сокровища, попали когда-нибудь за бесценок в руки букиниста, который взглянет на них лишь с меркантильной точки зрения. Правда, надо сказать, что за недостатком места на станции и, кроме того, недостатком безопасности, хранить библиотеку там было нельзя. И она хранилась частично в Ботаническом музее, частично на квартире Бородина. Причем библиотека, по его словам, была в полном порядке, расставлена по разделам, имеется каталог, она общедоступна. Значит, стараниями, по-видимому, самого Бородина, много книг было переплетено в добротные полукожаные переплеты с тиснением на корешке. История станции дальше продолжалась таким образом. В 1908 году она переехала на другое, более крупное озеро – Селигер в Тверской губернии. Заботами Бородина до 1917 года станцию удавалось содержать и даже издавать труды. Но в 1917 году по понятным причинам это все закончилось, то есть финансирование кончилось, а затем начались события, связанные с революцией, гражданской войной. Часть имущества станции была разграблена, а часть была национализирована местными властями. Вот эту часть ее удалось потом получить обратно, но вопрос этим не был решен, поскольку нужно было найти какую-то организацию, которая взяла бы на себя финансирование. И тут взгляды обратились на Карелию с ее большим количеством озер, неисследованных. И действительно Совнарком Карелии откликнулся и взял на себя финансирование станции. В 2020 году станция переехала в Карелию на озеро Кончезеро. И
там со временем перешла в ведение Петрозаводского университета, превратившись в базу для студенческой практики. Нужно сказать, что как научное учреждение она пришла в упадок, а потом и вовсе перестала существовать. Что же стало с библиотекой? Автор самого такого крупного очерка об истории Бородинской станции Борисовская говорит в конце своего очерка: в начале 50-х годов библиотеки, некогда подаренные Бородиным, в помещениях станции уже не было. Коробка со сложенными в нее томами трудов стояла в одной из комнат. Это действительно, видимо, так и было, но можно подумать по этим словам, что библиотека погибла, но это не так, потому что в конце 49-го, в начале 50-го года она была передана в научную библиотеку университета, где была выделена в отдельное хранение. Не знаю уж сразу или нет, но, по крайней мере, вот в 80-е годы она стояла отдельно. К сожалению, переезды и все эти бурные исторические события, естественно, не могли не сказаться на судьбе библиотеки и на ее, в том числе на ее составе, на количестве. На сегодняшний день она составляет всего около 1000 экземпляров. Но, правда, здесь есть такой момент. Возможно, что все-таки часть может быть не учтена и стоит в общем хранении, поскольку не на всех книгах есть штампы Бородинской библиотеки. Вероятно, по этой причине они могли уйти в другое место. Кроме того, за это говорит то, что в инвентарных книгах вот многие книги, особенно продолжающиеся издания, которые в общем списке вместе вот с общим вот этим массивом Бородинской библиотеки, они вот не имеют этих самых штампов. Но если говорить о самом составе библиотеки, то она представляет из себя, опять же, литературу, книги, журналы, продолжающиеся издания, около 40% изданий на иностранных языках, немецкий, французский, английский. Среди книг много типографских оттисков из журналов, обычно с дарственными надписями, но есть и вполне солидные издания. Хронологические границы коллекции – 18 век, 40-е годы 20-го. Наибольшую ценность представляют собой 9 старопечатных книг. Они все на иностранных языках биологической тематики. Самая ранняя из них – это один из томов «Флоры Сибирика» Иоганна Георга Гмелина, изданный в 1749 году. Есть издания иллюстрированные. Вот один из журналов «Вестник садоводства». Среди, значит, книг есть книги и советского периода, уже послереволюционные, что говорит о том, что комплектование продолжалось. Насколько их было, мы не знаем. На книгах из библиотеки есть владельческие знаки разных лиц, в том числе экслибрис Воронина. Книги из библиотеки самого Бородина выделить трудно, поскольку они не имеют владельческих признаков, не считая дарственных надписей. Вот таких книг с дарственными надписями много Бородину. И среди имен их оставивших такие известные ученые, как Вавилов, Докучаев, Бушка, Игородов, Келлер, Комаров, Краснов и другие хорошо известные биологам. Есть и дары учеников Бородина, вот в том числе здесь есть книга Федченко с надписью его, помеченной апрелем 1917 года, и место написано «Действующая армия». Владельческие знаки коллекции выглядят вот таким вот образом. Это три штампа и тиснение на корешке, которые вот сделаны на переплетах. Надо сказать, что один из этих знаков, где написано «Пресно Биолст», вот в таком сокращении, она ввела в заблуждение
Сергея Ивановича Богомолова, и в своем каталоге книжных знаков он расшифровал это как Пресненская биологическая станция. Но у него при этом зафиксирован и бумажный ярлык, которого нет почему-то в нашей библиотеке. Ну и последнее, что я хочу сказать, это то, что сейчас, как мы понимаем, ну, все когда-то начинается и когда-то кончается. Бородинской биологической станции сейчас нет, и библиотека, даже в таком виде, в каком она осталась единственным памятником вот этого, извините, прекрасного явления. Спасибо за внимание. Вопрос можно задать? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а вот к этой станции или к библиотеке имел отношение Герт, профессор Герт? Кому? Профессор Герт. Герт? Нет, это мне ничего не известно. Я знаю, что есть книги с его росписью, что он имел, естественно, отношение вот к нашим озерам, но к нему работал ли он там на станции, я не знаю, нет, ничего не слышала. Понятно, спасибо. Спасибо. Спасибо, тогда мы заканчиваем, переходим к следующему докладу. Краевой нет. Да, к следующему докладу переходим. У нас Ирина Владимировна Рочева. Ирина Владимировна у нас на связи. Ирина Владимировна, пожалуйста, откликнитесь, если вы на связи. Здравствуйте. Да, добрый день, подключайтесь. Итак, у нас Ирина Владимировна Рочева, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран Института истории и права Сыктывкарского государственного университета имени Ефима Сорокина. Ее доклад в библиотеке Коми СССР в 1940-е годы. Ирина Владимировна, вам слово. Благодарю. Уважаемые коллеги, я хотела бы остановиться на вопросе, как существовали библиотеки Коми СССР в 1940-е годы, то есть в военный период и в первые послевоенные годы. В 1941 году в Коми СССР было более 200 культурно-просветительных учреждений, подчиненных Народному комиссариату просвещения. Речь пойдет именно о массовых библиотеках, которые были в ведении Наркомпроса. Республиканская библиотека была самой крупной. Также были детская библиотека, городская в Сыктывкаре, 16 районных библиотек, 33 сельских, 3 городских, а остальные населенные пункты были охвачены сетью изб-читален с библиотечками при них. Специально построенного здания в этот период не было ни у одного культурно-просветительного учреждения. Республиканская библиотека Коми СССР занимала второй этаж здания на улице Советской над магазином, имела несколько комнат общей площадью 300 квадратных метров, в том числе книгохранилище, абонемент, читальный зал. Работники, однако, жаловались, что у них пол в книгохранилище скоро провалится, и библиотеку придется закрыть. Городская детская библиотека, открытая в 1935 году, располагалась в 4 комнатах небольшого здания на улице Куратова, 8. Сельские библиотеки, там, где они уже были отдельно от изб-читален, чаще всего делили помещения с местными клубами, занимая одну комнату или угол, где стояли шкафы с книгами. Городские библиотеки размещались по сути так же, потому что это были не в полном смысле слова городские, они размещались в пригородах Сыктывкара, в Тинтюково, Лесозаводе, Кочпане. В городе, например, в поселке Лесозавод библиотека занимала одну комнату при клубе. И библиотекари жаловались на нехватку места для читального зала. Штаты культпросвет учреждений были невелики, за исключением республиканской библиотеки, где было 14 ставок библиотечных работников. Районным и городским библиотекам в это время полагалось иметь заведующего и одного библиотекаря. В сельских библиотеках и избах-читальнях была только должность заведующего. Но эти штаты заполнить было непросто. Отсутствие работников в годы войны часто было причиной бездействия политпросветучреждений. Так, весь 1943 год не работала библиотека в селе Пезмак Карткеровского района, а с лета 1942 года не было заведующего в районной библиотеке в Выльгарте. Республиканская библиотека, конечно, не закрывалась, но в 1942 году им не хватало 5 работников, а в 1945 году уже 9.
Всего по республике к последнему году войны недоставало 26 библиотекарей, а из имеющихся 13 были совместителями. Качество имевшихся кадров было очень разным. Работники часто менялись и не могли наработать опыт. Даже в республиканской библиотеке в 1943 году из 9 библиотечных работников 4 имели стаж менее года, а, например, Карскеровской районной библиотекой в 1942 году заведовала Вера Васильевна из Юрова, 16 лет, ученица 8 класса, находившаяся на этой должности всего 1,5 месяца. Однако встречались в Коми СССР и обратные примеры. Работники с большим стажем и еще довоенной подготовкой на библиотечных курсах. Безусловно, наиболее опытный коллектив сложился в республиканской библиотеке, где уже много лет работали Мария Григорьевна Каракчиева, Мария Николаевна Попова, Светлана Артамоновна Калачева, Августа Николаевна Тимушева. Большой стаж работы имела заведующая Ижемской районной библиотекой Ольга Федоровна Никонова. Прилузской районной библиотекой еще с довоенных лет руководила Поликсена Дмитриевна Попова. В городской детской библиотеке заведующей с 1935 года работала Евдокия Михайловна Жеребцова. В библиотеке поселка Лесозавод заведующая Ольга Васильевна Елькина имела на 1943 год 4-летний стаж, а библиотекарь Мария Егорьевна Григорьева – 2-летний. Обе сотрудницы до войны успели пройти библиотечные курсы. В Тентюковской библиотеке в 1943 году уже 1,5 года работала Елиханида Петровна Титова, также проходившая библиотечные курсы. На фоне необученных сельских избачей, сменявшихся 4-5 раз в год, эти работницы выглядят своеобразными долгожителями. Это была, по сути, хоть совсем небольшая, 1,5 десятка человек, но уже сложившаяся профессиональная группа. В работе библиотек в военное время, помимо книговыдачи, которая в это время сократилась, велась большая массовая работа. Например, республиканским наркомпросом было отмечено, что Прилузская библиотека в 1942 году информировала население о подвигах Красной Армии, о героической работе в тылу, проработала все выступления товарища Сталина, передовицы газет о создании Фонда обороны, о сборе теплых вещей фронту, о займе, о денежной вещевой лотерее. Также библиотека вела переписку с фронтовиками. За 1944 год было написано 53 письма на фронт. Бойцам высылали местные газеты. Можно заметить, что больше внимания уделялось не столько книжной работе, сколько агитационной и досуговой. Например, в программе обучающего семинара «Политпросвет работников» в 1943 году им прочитали такие доклады о международном положении, о Втором фронте, о работе в тылу, о работе в зимний период, о пропаганде военных знаний, о драмкружках, военной физкультурной работе. И только один пункт про книги, передвижная и книгоносческая работа. Тем не менее, работа с книгой велась, и даже не только в республиканской библиотеке. Литературные вечера проходили также в Нювчинской библиотеке, читательские конференции в Ударской. Детская библиотека Сыктывкара в 1946 году, например, проводила читательскую конференцию по книге Катаева «Сын полка». Библиотекари составляли рекомендательные списки, готовили книжные выставки к важным датам. Надо сказать, что библиотекари вносили свой вклад в победу не только собственной библиотечной агитационной работой. Постоянной практикой была мобилизация на сельхозработы. И с одной стороны, руководство на это сетует, что библиотека все лето не открывается, а с другой стороны гордится, например, что заведующая Сысольской районной библиотекой выработала за лето 100 трудодней. А в республиканской библиотеке в 1944 году отработано 193 человека дня общественных работ. Также в отчетах отмечали хороших работников. По итогам смотра «Культпросвет учреждений» в 1945 году были отмечены Вера Григорьевна Масеева, заведующая Ударской районной библиотекой, заведующая Ухтинской районной библиотекой Анна Дмитриевна Хлопушина, которая работала, по словам составителя отчета, очень хорошо, несмотря на преклонный возраст. Ей было на тот момент 58 лет. Подчеркнута хорошая работа Прилузской районной библиотеки и заведующей Поликсены Дмитриевны Поповой. В Сыктывдинском районе отмечена заведующая Нювчинской поселковой библиотекой Ольга Николаевна Попова. Сохранилась ее фотография на рабочем месте. Любопытные результаты дает сопоставление Коми СССР с другими регионами, где также есть исследования по истории библиотек в военный период. Ставрополье, Поволжье, Западная Сибирь. Везде исследователи пишут, что количество библиотек в годы войны снижается. А в Коми СССР, если верить документам, этого не происходит. Все библиотеки, клубы, избы-читальни, красные чумы с начала и до конца войны числились на балансе и оставались в списках подведомственных учреждений наркомпроса Коми СССР. Другое дело, что часто были случаи, когда эти учреждения на долгое время закрывались. Наиболее долгие и частые перерывы в их деятельности были связаны с отсутствием работника.
Были и бытовые причины временного закрытия библиотек, отсутствие дров или керосина для освещения. В 1944 году в Сыктывдинской районной библиотеке осенью и зимой читальный зал не работал, а абонемент в течение дня несколько раз закрывался, работник уходил домой греться. В республиканской библиотеке не хватало электролампочек, но работники, как писала в отчете заведующая, в книгохранилище книги искали на ощупь, но работу не останавливали. Топливный кризис настиг республиканскую библиотеку зимой 43 и 44 года. Мария Григорьевна Каракчиева в отчете писала, по сравнению с прошлым годом посещаемости книговыдачи значительно снизились, особенно в зимнее время, так как помещение не отапливалось. Из-за отсутствия транспорта было мало дров за весь сезон. Отапливали только кухню, каждый приходил туда греться. Библиотеку не закрывали ни на 1 час, но снизилось посещение читального зала и абонемента. Итак, снижение числа библиотек в Коми не произошло. Наоборот, появились новые городские библиотеки, потому что 2 новых города образовались в Коми СССР – Ухта и Воркута. А также можно видеть, что количество сельских библиотек увеличивается от 33 до 44. Также надо отметить, что в Коми СССР не было иных специфических особенностей, характерных для некоторых регионов. Область, к счастью, не была ни в оккупации, ни в прифронтовой зоне, что, например, свойственно библиотекам Поволжья и Ставрополья. В Коми не было госпиталей, как на Урале или в Сибири, где разворачивали тамошние библиотеки передвижную работу. Здесь было не очень много эвакуированных, так что не выросли читательские контингенты, как в той же Западной Сибири. Сюда не были эвакуированы крупные массовые библиотеки, которые дали толчок развитию в некоторых городах, опять же, Урала, Западной Сибири и Восточной Сибири. Можно вспомнить только об эвакуации в Сыктывкар Петрозаводского университета и базы Академии наук, но их библиотеки повлияли скорее на ведомственные, на библиотеку местного научного филиала и на библиотеку Коми-пединститута, а на массовые библиотеки в тот момент существенного влияния не оказали. В 1945 году в Коми СССР было создано управление по делам культпросветучреждений при Совнаркоме. Впервые появился специальный орган для руководства культпросвет работой. Этот орган принял на баланс все библиотеки, избочитальни и начал приводить их в порядок. Выяснилось, что учет в военные годы велся плохо. Обнаружились крупные недостачи книг, пропавшие читатели. Например, в Летской библиотеке при проверке в 1947 году обнаружилась недостача 3000 томов. В Республиканской библиотеке, где по спискам числилось примерно 7000 читателей, оказалось, что реально осталось только 4000. Много книг за время войны было утеряно. Наиболее сложное положение складывалось в сельских библиотеках и избах-читальнях. Самые бедные из них насчитывали всего по 300-500 книг, например, в Кажеме или в Мордино. В большинстве сельских библиотек было по 1500-2000 книг, например, в Пойолдино или в Мохче. Самые богатые сельские библиотеки имели примерно по 3000, например, в Вашгарте. Районные библиотеки, по данным на 1947 год, располагали в среднем по 8-9 тысяч томов. Самых богатых 14-15 тысяч. Хотя, вот, например, в Карткеросе и Ухте было всего примерно по 3000 книг, это на уровне сельской библиотеки. В республиканской библиотеке книжный фонд составлял примерно 100 тысяч томов. В 1946 году книги в сельские библиотеки приходили примерно по 100-200 в год. В 1947 поступления стали больше, 400-500 книг в год. В основном это была общественно-политическая литература, связанная, например, с выборами в Верховный Совет, которые были в 1946 году. В фондах в целом преобладала общественно-политическая литература. На втором месте в основном была художественная, хотя спрос был обратный. Книговыдача по художественной литературе в разы превышала общественно-политическую. Сложно дело обстояло и с кадрами, хотя в отчете управления сообщалось, что за 1946 год состояние кадров улучшилось. Сразу после войны полностью была укомплектована работниками республиканская библиотека. В 1946 году там был очень неплохой кадровый состав. Хотя 2 библиотекаря с высшим образованием, не местные по происхождению, почти сразу же выбыли из списков работников. Возможно, они уехали из Сыктывкара после войны. Образование работников сельских библиотек составляло в основном 6-7 классов неполной средней школы. Некоторые из них окончили краткосрочные курсы библиотечных работников. Некоторые имели среднее специальное библиотечное образование, полученное в Кировском или Великоустюжском библиотечных техникумах. В 1946 году было проведено соревнование библиотечных работников, и 7 человек были награждены. Подготовка и переподготовка кадров в республике велась в основном через краткосрочные курсы и семинары совещания. Причем, наконец, их стали снова проводить специально для библиотечных работников, а не по культпросвет работе в целом.
В республиканской библиотеке также практиковалось ученичество. В 1948 году Управление по культпросветучреждениям Коми СССР указывало на острую необходимость открыть в Сыктывкаре культурно-просветительную школу. Однако это случится только через десятилетия и повлечет за собой большой подъем в библиотечной работе республики. Благодарю за внимание. Таким докладом можно гордиться. Спасибо. Большое спасибо, Лариса Павловна. Рада вас слышать. Есть у нас какие-то соображения? Ну, хорошо. У меня исторические, а вот все-таки библиотеки такие большие, возможно, как там библиотека семинарии, то есть духовного училища, библиотека гимназии, они куда-то делись, попали в большую библиотеку, да? Это еще в 20-е годы постепенно расформированы были они по разным другим библиотекам. Уже к 47-му там ничего не осталось, да? Нет, если только книги в разных фондах. Понятно. Хорошо, спасибо. Значит, У нас уже... Коликова Марина Геннадьевна сейчас. Последний доклад. Последний Да. доклад, да? Может, она есть на рабочем столе. У нас, дорогие гости, последний замечательный доклад от Холиковой Марины Геннадьевны. Она заведующая Ипской библиотекой имени Безносикова, знаменитый краевед. Вот очень интересное исследование Марины Геннадьевны. И она нам расскажет о роли сельской библиотеки в жизни местного сообщества на примере библиотек села Сыктывдинского района Республики Коми. Микрофон. Это правильно? История любой библиотеки примечательна тем, что в ней тесно переплетается история страны, края, города или села, судьбы тех, кто в ней работает. Не стало исключением и Ипская библиотека, одна из тысяч сельских библиотек. Развиваясь вместе с поколениями своих читателей, она прошла путь от библиотеки при Ипском земском училище и избы читаний до современной библиотеки, которая успешно реализует свои творческие проекты. Но с чего же все начиналось? 12 марта 1874 года в Ипском Вознесенском приходе Сысольским уездным земством было открыто одноклассное училище, при котором была организована школьная библиотека. Это была первая официальная библиотека в селе Иб. В школьной библиотеке были сформированы учительские и ученические отделы. Учительские отделы должны были располагать не только методическими руководствами, но и иметь необходимые научные труды. Ученические отделы были организованы для того, чтобы у детей появилась привычка читать книги, а в дальнейшем заниматься самообразованием и избавиться от вредного и праздного времяпровождения. В 1895 году Усть-Сысольское уездное земство решило открыть при Ипском училище бесплатную народную библиотеку-читальню, так как книга для основного населения была недоступной. Библиотеки-читальни должны были дать народу возможность пополнять знания при помощи так называемого внешкольного обучения, укрепить полученную в школах грамотность и удовлетворить любознательность. Самым действенным из средств этого обучения признавалось самостоятельное чтение полезных книг. Книги для библиотек приобретались по каталогам, разрешенным особым отделом ученого комитета Министерства народного просвещения, и должны были удовлетворять запросы читателей всех возрастов, начиная со слабограмотных, читающих только маленькие в несколько страниц книжки, и кончая людьми, требующими серьезного чтения. Каталогов с разрешенной литературой было 2 – для детей и для взрослых. Об открытии избы читальни в селе Иб было опубликовано в журналах и докладах Усть-Сысольского земского собрания. Заведование библиотекой возлагалось на помощников учителей. Первые сведения о работе библиотеки-читальни в селе Иб появляются в 1897 году. В ней имелись книги как духовного содержания, так и светские.
по русской и всеобщей истории, географии, этнографии, словесности, естествознанию и другие. Библиотека выписывала газеты и журналы того времени: Вологодские губернские ведомости, Крестьянское хозяйство, Нива, Земледелец, Вокруг света, Досуг и дело. Их доставка осуществлялась земской почтой бесплатно. С установлением советской власти и ликвидацией земских учреждений народные библиотеки Коми края перешли в ведение органов народного образования и волостных советов. Фонды бывших народных библиотек были переданы избам-читальням, совмещавшим клубную работу. Некоторое время изба-читальня работала на общественных началах. В ней трудились местные учителя и активисты. В 1935 году Ыбская изба-читальня уже имела штатного библиотекаря. В 1940 году при сельском совете открылся парткабинет, при котором располагалась библиотека. Выписывались газеты «Правда», «Варглэдиш», журналы «Огонек», «Крокодил» и другие. Во время Великой Отечественной войны у библиотеки были особые функции: укреплять связь фронта и тыла, информировать, подбадривать народ. В 1948 году библиотека была преобразована в Ыбскую сельскую библиотеку. И вот что писала газета Сыктывдинского района «Колхозник» от 1 июня 1949 года. Заметки «Лучшая библиотека». Ыбская сельская библиотека пользуется большим уважением среди колхозников и сельской интеллигенции. В библиотеке читают 220 читателей. Самые любимые книги читателей – это «Кавалер Золотой Звезды» Бабаевского, «Повесть о настоящем человеке» Полевого, «Молодая гвардия» Фадеева, «Крымском подполье» Козлова и многие другие романы и повести. 9 передвижных пунктов библиотеки обслуживают ыбские колхозы и лесопункты. Из года в год росли показатели работы Ыбской библиотеки, улучшалась ее массовая работа. Библиотека приобретала все большую популярность среди населения. И в 1957 году Ибской сельской библиотеке за лучшие показатели в смотре культурно-просветительских учреждений было присвоено звание «Лучшая сельская библиотека Коми СССР». Село Иб состоит из деревень, которые располагаются друг от друга на расстоянии от 1 до 3 километров. Обслуживать всех читателей непосредственно в библиотеке невозможно, поэтому в деревнях начали открывать пункты выдачи книг и передвижные библиотеки. В 1962 году Ибская сельская библиотека располагала 15 книгоношами, 1 пунктом выдачи книг, 9 передвижками и 1 филиалом. И ставилась задача охватить книгообслуживанием каждый населенный пункт и каждую семью. С 1 апреля 1976 года на базе сельских библиотек района была организована централизованная система обслуживания книгой. Ыбская библиотека становится ыбским филиалом Сыктывдинской центральной библиотеки. А в 2000 году Ыбская сельская библиотека перешагнула свой вековой юбилей. С 2010 года в стенах библиотеки начинает функционировать литературно-краеведческий центр, на базе которого проводится исследовательская работа по краеведению. Было организовано несколько краеведческих экспедиций по поиску мест проживания и захоронения спецпереселенцев. В библиотеке собирается информация об истории села Иб, в том числе часовнях, храмах, источниках, почетных жителях, тружениках тыла. Снимаются видеоролики о них. Ведется исследовательская работа о местных литераторах с целью сохранения и популяризации их творческого наследия. А в 2010 году в библиотеке присвоено имя Владимира Ивановича Безносикова, уроженца села Иб, члена Союза писателей СССР, почетного гражданина Сыктывдинского района, в прошлом библиотекаря нашей библиотеки. В 2017 году Ибская библиотека была признана лучшей сельской библиотекой Республики Коми. На сегодняшний день библиотека располагает книжным фондом более 10 тысяч экземпляров. Ее читателями является 500 человек. И специалисты библиотеки активно участвуют в реализации социально значимых проектов, что положительно сказывается на жизни односельчан. При библиотеке работает клуб пенсионеров «Надежда», мультстудия «Качешин», кукольный театр «Колокольчик», патриотический клуб «Нам не дано забыть», семейный клуб «Радость». А теперь я вам еще хочу коротенько рассказать о благочиннической библиотеке. В начале 20 века в селе Иб также существовала окружная благочинническая библиотека, расположенная при Свято-Вознесенском храме, учрежденная с целью удовлетворения потребностей духовенства в чтении полезных книг. Кроме богословских книг, разрешалось выписывать научные и периодические издания духовного содержания. Дозволялось выписывать
один или два лучших журнала того времени. Библиотека содержалась на взносы церкви и причта. Также принимались пожертвования книгами и деньгами от населения. По правилам пользования библиотекой священник мог требовать 2 книги, диакон и псаломщик по 1. Читателями могли быть священники другого округа и светские люди, но они должны были платить взнос по 2 рубля вперед. Эта библиотека действовала до 1916 года, но на сегодняшний день ее работа возобновлена, она работает. Книги и библиотеки играли и продолжают играть важную роль в жизни сельчан. Образование и самообразование уебчан в революционной России не было пущено на самотек, оно было организовано государством, земством, церковью. Стремление грамотности русских жителей было просто невероятное. Именно в Выбе было открыто первое училище в Сытовдинском районе. Первое земское училище для девочек в Сытовдине тоже было открыто в Выбе. На сельском сходе в конце 19 века было решено открыть публичную библиотеку. Люди могли читать не только дома, но и прийти за нужной книгой в школьную, сельскую и благочинническую библиотеку. Это и составляло культурную жизнь села. Очевидно, что книги служили делу распространения грамотности среди югчан. После революции 17 года библиотечное дело, как и народное просвещение, признается делом государственной важности. Деятельность библиотек стала подчиняться задачам построения социалистического общества. Отныне главной задачей библиотек являлась не культурная работа, а агитационно-пропагандистская и политико-просветительская. В настоящее время, несмотря на то, что интернет активно входит в нашу жизнь, библиотека востребована среди сельских жителей. Она стала не только местом выдачи книг, но и своеобразным досуговым центром, где можно интересно и с пользой провести свободное время. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну вот в заключение очень интересно, да, действительно от сельской библиотеки все начиналось. Никаких у нас нет соображений. Да, если позволите, Марина Геннадьевна, вот скажите, пожалуйста, я, может быть, пропустила, сохранились ли какие-либо книги как раз с книжными знаками первых библиотек? Вообще ни одной из представленных сегодня нам. Но у нас есть музей, где сохранилось немного, там штук 9 книг вот, дореволюционных. И мы провели с детьми исследовательскую работу. Как эти книги могли оказаться в Выбе? И как они использовались? И там есть пометки учеников. Даже, да, вот такие записи. Вероятнее всего, это были учебники, которыми пользовались в земской школе. А вы знаете, вот такой вопрос. Вот проводите ли вы хотя бы, или кто-то, может быть, не вы, вот такую поисковую работу, вот там, уезжают там и бросают дома люди. Вот, к сожалению, вот в Межадре я такого видел очень много заброшенных домов. Остаются ли там вот книги, могут остаться? Знаете, к нам в библиотеку приносили один раз небольшую, очень потрепанную книжку. Это был молитвослов, мы передали в музей наш краеведческий местный. Музей, да? Да. Ну, понятно, молитвослов понятно. Да, а вот так не приносят. И вы сами не проводите такую работу. Вот просто интересно. На месте вы же знаете, кто уезжает, какие дома заброшены. Сами не исследуете с этой точки зрения. Нет. Ну, это скорее музею, конечно. Это музейное, да. Вот я тоже привозил в музей из Межадра. Спасибо. Спасибо большое, Марина Геннадьевна. Наша с вами программа на сегодняшний день исчерпана. Всем большое спасибо за столь длительный, но, я считаю, достаточно очень плодотворный сегодняшний день. Борис Николаевич, я думаю, тоже скажет несколько слов. Конечно, то есть очень интересно, столько информации, разнообразные доклады. Что, я надеюсь, она ведь будет сохраняться, да, вот и в записи, и какие-то, может быть, будут и публикации. Это очень все важно и полезно. А для меня это вообще вот прям чудеса, что я вот здесь в Москве видел своих коллег, я с ними встречаюсь, но и вас тоже было очень всех приятно здесь видеть. Спасибо. А я, между прочим, в этой библиотеке, РГБ, которая была, естественно, ленинская, начинал свою карьеру после школы. Вот так вот работал, там несколько месяцев, полгода
перед поступлением в институт историко-архива. Вот все как-то. А потом я еще работал там 2 года назад, уже главным научным сотрудником, ну, по совместительству. Писала о Степане Пермском. Спасибо большое, Борис Николаевич. Если позволите, да, я тоже несколько слов скажу из нашей заготовки, да. То есть хочу сказать, что мы с вами сегодня рассмотрели достаточно большой блок докладов, касающихся и истории книжного дела региона, и издательского, и библиотечного дела региона. Проговорили с вами и про вопросы, и про проблемы атрибуции изданий. В общем, не только проговорили и рассказали о своих достижениях, но в том числе и наметили проблематику, которая существует, обозначили ее, что, я думаю, может рассматриваться именно как перспективы, в том числе актуальных направлений дальнейших исследований наших с вами книжной культуры севера, да, и Коми края в частности. Ну и если позволите, я, наверное, все-таки зачитаю несколько пунктов, учитывая все вышеизложенное, в целях развития исследовательской деятельности в области северной книжной традиции, обнародования результатов научных изысканий и их популяризации, участники Всероссийской научно-практической конференции «Книжный Север России. Историко-культурный диалог» полагают обязательно. Да, это такой проект, по которому мы ждем от вас тоже предложений, такая своеобразная резолюция. Итак, мы с вами полагаем обязательно. Первое. Продолжать исследования в области истории книжности русского севера, работу с книжными фондами по выявлению книжных памятников, формированию коллекций, их атрибуции и научному описанию. Регулярно обобщать и использовать для популяризации книжного наследия научные труды и опыт работы с редкой книгой. Объединять усилия в области межрегиональных и международных культурных проектов и инициатив. Один из образцов сегодня нам с вами был презентован. Это культурный маршрут «Святыни неразделенного христианства». Для наиболее эффективной деятельности по сохранению книжных богатств региона развивать межведомственное сотрудничество. Мы с вами прекрасно понимаем, что только в партнерстве наша с вами сила. Да? Только дополняя друг друга мы делаем картину наиболее яркой, наиболее ясной. Обратить внимание региональных и муниципальных органов власти на необходимость всесторонней поддержки специальных научных программ по изучению книжной культуры Севера. Я благодарю Министерство культуры, которое провело сегодня с нас, Наталью Арсеновну Раевскую, которая весь день провела с нами. Да? Она услышала все наши с вами чаяния. Ну и мы уверены, что материалы конференции будут опубликованы, да, поэтому мы с нетерпением ждем уже поправленные, выправленные ваши доклады, переложенные в текст статей, да, в самое ближайшее время. Естественно, мы берем на себя обязательства публикации в СМИ о нашей конференции, о раскрытии содержания нашей конференции для широкой общественности. Я всех благодарю, коллеги, и приглашаю в нашу кофейню буквально там на небольшое время. Всем огромное спасибо. С вами в эфире, что вас Ольга Валерьевна, я отвечаю? Да, Вань, отключай нас, пожалуйста. Я микрофон камеру отключила. Угу, хорошо, я все выключаю, завершаю совещание. Да, все, спасибо. Коллеги, всем большое спасибо. До новых встреч. До свидания. До свидания. Надо как-то решать.